Я вас победил, Да, сказал и убежал. победил и убежал, бля, да. Хряпнул и убежал. Я вообще чудом остался в живых сегодня. Меня вообще... Не, ну ты, короче, вообще тоже с ноги зашел. Чел. С ноги зашел, мы тебя Мама. чуть такфир здесь официально не выписали. Меня никто не вывезет. Интересно, когда он начинает оскорблять, а потом уже, когда ему дают ответку, он это не видит. И всегда он говорит, что он всех положил на лопатки, никто его не вытягивает, и все его боятся. Я вот жду этого момента, чтобы показать, когда у нас не был диалог, я ему показал слово «накс», да? Ну, только в начале, когда я начал только заниматься этим делом. У пацана был шок, 2 недели бегал по всем стримам и спрашивал, как с этого выйти. Но он говорит, что... Я тебя попрошу, Леон, если он не трогал твою семью, не трогай тоже его семью. Ну, он тронул мою семью. Он тронул мою семью. Он ничего не сказал в сторону твоей А ты матери. не слышал? Он не стоит, чтобы мы его даже обсуждали. Он ничего не говорил. Начал материть. Не, он не стоит того, чтобы мы его, Леон, обсуждали. Леон, у меня к тебе одна просьба. У вас в музее там в Израиле, я не знаю, в каком сказали там, по поводу этого, как его, Хазарии там, когда принимали еврейство, они переходили, выше верхушка, там он писал письмо, ну, как тот типа царь там у них, или кто там, я не знаю. Ибн Шапрут называется. Ибн Шапрут. Не, как звали этого руководителя, этого Хазарии там, он свое имя писал. Йосеф его звали, он был сын Булана. Йосеф, сын Булана, так написано в письме. Всех Но это приветствую. не в израильском институте, это в Кремле, это в российском. Всех Не в российском, у вас там есть в музее там что-то, письмо какое-то есть, которое Хазарию там, когда принимали, Это не у нас, еще раз повторяю, это не у нас, это в российском музее находится, это письмо. Ибн Шапрута. Всех приветствую, всех приветствую. Из Андалусии написано там, переписка была. Меня слышно? Всех приветствую еще раз. Слышно меня? Маршволь, приветствуем тебя тоже. Добро пожаловать, будучи свободным. Да, будьте тоже свободны. Чечня будет свободная от ислама. Полностью. Может, вы не заодно говорите, Леха, может, за другое говорить? Хазарию я там, кто писал, кто подписывался под этим письмом, его имя там записано, его так расшифровали там, а что это обозначает, никто не знает там. Я об этом хотел узнать там. Как никто не знает, этот текст нормально был на иврите написан, что значит полностью перевод, все есть. Книгу даже само имя что обозначает? Просто имя написано, а что оно обозначает, никто не может объяснить. Что там тебе непонятно? Что означает? Имя кого? Йосеф, царь Йосеф. Имя? Дай ему сказать. Царь Йосеф был. Йосеф был царь, сын Булана. Он описывает полностью, от кого они происходят. До Ефета, сына Ноя. Происхождение свое полностью. У меня другая версия там. Вокдада там было подписано. Что было? Не понял, что подписано было? Это письмо, кто писал там, это царь, он подписал там. Вокдада. Кто был? Чеченец, ты хочешь сказать? Я посмотреть, ты можете посмотреть, говорю, там это письмо. Я просто далеко. Я сейчас поищу на иврите. Скажи мне побольше подробностей, я поищу. Напиши просто письмо Ибн Шапрута. Переписка Ибн Может Шапрута. быть, он не это говорит. Не, это с не этим. Ибн Шапрута, я тебе говорю. Там письмо, когда прежде чем принять еврейскую религию, иудаизм, он писал письмо. Туда, я так понял, что... Вот это там это и есть, он описывает, он не писал туда письмо, он описывает в письме, историю, как Хазары приняли. Есть по поводу написано Михтав Шехтер, письмо Шехтера в Кембридж.
Анонимное письмо, которое было видимо написано, это не точно, еврей Хазарский, 1912 года, Алиде Хокер Шниор Зальман. То есть найдено... 1912 года? Да. Хазары, они хотели принять религию, просто не было тогда подходящей или христианство, или иудаизм. И они выбрали иудаизм, он как им показался лучшим. В 1900 каком-то году хазаров уже не было. Христианство и иудейство. Да, но им понравилось больше иудаизм. Нет, Ну, там 1912 года это кембриджский перевод. Это в это время, а не письмо само. Не само письмо. Письмо было сделано в каком-то, в 13 веке. В 12, по-моему. Было письмо короля Йосефа. Ты правильно говоришь, тоже. Сейчас я почитаю. И внизу, как оно подписано, там непосредственно руководитель Хазарии там. По-моему, письмо еще раньше было, потому что они воевали с арабами где-то в 7... Я не помню точно, в 600-х или... Я тебе об этом только что сказал, что это 12 век, а 1912 раньше. Это Кембриджский университет просто его изучал. Я понял, то, что ты говоришь, даже оно, по-моему, это еще раньше должно быть, потому что они распались, насколько я помню, через 200 лет после 95-летней войны, вот они где-то через 200 лет распались. То, что Зрубавель говорит, было письмо от Эбен Шафрут, да, Хаздай Эбен Шафрут, в 960 году. Это было. Да, вот, это ближе к правде, потому что это не может быть 960 году. Где-то примерно, я так сказал, 960 пусть будет. Пусть будет 960. Ну, где-то 960 год, а кто вот руководитель Хазарии, прежде чем принять иудаизм, написал письмо. Там вот же написано Йосеф, она уже сказала, Йосеф, еще раз повторяю, Йосеф. А что он писал в этом письме? Сейчас я вам переведу, секунду, я просто это на иврите нашла, секунду, я вам переведу это по-русски. Мне тоже интересно, кстати. И подпись, посмотри, пожалуйста, что Ну, там написано. Тут нету самого письма, тут просто описывается, что в письме было написано. Ну, что было? Я спросила, была ли хазарская переписка какая-то, да? Сейчас я вам скажу точно, как я спросила. А нашли это письмо в египетской Гениза, египетская Гениза. Нашли ее в... У меня был вопрос такой, если музей про Кузарим, про хазаров, написано, что в Израиле ничего нету. Тащили за шам, они что куда-то. Так, и... Хорошо, я помою, поставь там. Потом, есть ли письма хазаров? Он мне написал, да. То есть в Израиле нет, но есть письма хазаров. И перевод сейчас вот то, что написано. Да, существует несколько известных исторических писем, исходящих от хазар, которые в научном мире известны как хазарская переписка. Эти письма были написаны на иврите в X веке и являются важнейшими и практически единственными текстовыми источниками, представляющими историю хазарского каганата изнутри с еврейско-хазарской стороны. Основной комплекс переписки включает 3 документа. Письмо Хаздая ибн Шапрута около 960-х годах. Предыстория. Хаздай ибн Шапрут – влиятельный еврейский дипломат и придворный кордовского халифата в мусульманской Испании, услышал слухи о существовании независимого еврейского государства. Полное волнение письмо, в котором Хаздай выражает радость по поводу существования еврейского правителя и задает ряд вопросов, происходят ли хазары из потерянных колен Израиля, каков размер их армии и как они приняли иудаизм. Ответное письмо царя Иосифа, да, которое пошло. Ответное письмо отправлено через несколько лет и хазарской столице Хаздаю в Испанию. Иосиф, царь Хазар, в содержании, что там было, отвечает Хаздаю и подробно описывает историю, географию и экономику своей страны. Самая известная часть письма рассказывает о том, как его предок, царь Булан, решил найти истинную веру.
Он призвал христианских, мусульманских, еврейских мудрецов и после теологического диспута выбрал иудаизм. Этот сюжет лег в основную из знаменитого философского труба раби Иуды Леви «Книга Хазара». Есть такая книга «Книга Хазара». Значит, кембриджский документ, письмо Шехтера, которое описывает это письмо, письмо неизвестного автора, судя по всему, еврейского хазарского подданного. Оно было обнаружено в 1912 году исследователем Соломоном Шехтером в знаменитой Каирской Генезе. Сейчас документ хранится в Кембриджском университете. Содержание этого письма, версия в том письме немного отличается. Она представляет процесс принятия иудаизма как результат постепенного слияния еврейских беженцев с хазарами, а также подробно описывает войны Хазарии с Византийской империей и Киевской Русью. Вот все примерно так. Это я знал, так и знал историю. Не, ну это Как я и пишет, сказал. и Как я и сказал. это пишет письмо подданный в Хазарии, там какой-то еврей пишет, а это пишет письмо там от имени руководителя Хазарии, кто там был у них там в Хазарии, там старший, кто там был, главный, кто там был, он пишет там письмо, это письмо я говорю. Так это И про он это и подписывает. было. Про это письмо. Это не это письмо, это просто... Еврейский дипломат, Ну, придворный... еврейский дипломат, это пишет еврейский дипломат, а это письмо непосредственно от руководителя Хазарии. Может быть, ты не так слышал. Так я тебе об этом и говорю, что Иосиф, тот, который был руководителем Хазарии, он этому ответил. Окей, Там он не этому было дипломату руководителя. ответил спустя несколько лет. Иосиф там не был руководителем. Это потом, может быть, Иосиф стал. А это перед принятием иудаизма. Опять начинается. Там не было, там было, там это, опять. Да, Нет, да. написано, что Иосиф царь Хазара был, в смысле. Подожди, и что там написано, Лох-Хаг? Скажи ты, вот и что ты, ну... Хотел от вас сперва услышать, что там написано. Ну тебе было. говорят, ты не так слышал, люди слышат, Вот так, не прочитали. то письмо, не те письма вы говорите. Ну тогда ты прочитал. Нет, он знаете, Что что тебе имеет в сказать? виду? Смотри, я сейчас попытаюсь разъяснить. Вот какие-то хазары, да? И хазары принимали их руководство там, или кто во главе, они принимали иудаизм. И вот этот процесс принятия этого иудаизма, их какая-то переписка, то есть их вот эти письма там Не, друг другу. Я нашла, Ибрагим, я нашла. Не только Секунду. это было. Ребята, секунду, я написала, были ли еще письма, написали да. Да, существует еще один уникальный документ, который не входит в классическую хазарскую переписку, о которой шла речь выше, но имеет к ней прямое отношение. Это Вот там киевское же письмо. написано, там 3 документа. Там с самого начала. Секунду, ты читала, дай там я 3 прочитаю. документа. Секунду. Значит, киевское письмо около 930-х годов. Этот документ также был обнаружен в Каирской Генезе в 1962 году профессором Норманом Голбом. Оно считается древнейшим аутичным документом, написанным на территории Киевской Руси. Сюжет письма. Письмо представляет собой рекомендацию, выданную еврейской общиной Киева своему члену по имени Мар Яков бен Ханука. Его брат взял крупный займ у иноверцев, но по пути был ограблен и убит разбойниками. Яков стал поручителем и попал в тюрьму за долги. Община выкупила его часть, но осталась должна еще 40 монет. С этим письмом Якова отправился по другим еврейским общинам собирать пожертвования. И далее хазарский след идет. Среди подписей общины в конце письма всего 11 человек. Встречаются как традиционные еврейские имена, так и тюркские хазарские, например, Кабар, Саврииль и Манар. Это доказывает, что община состояла из крещенных хазар, прозелитов или местных жителей, интегрированных в хазарскую культуру. В самом низу документа нанесена короткая надпись хазарским руническим письмом. Расшифровка гласит «О Курум» или «Я прочел это». Прочитано. По мнению историков, это виза или печать хазарского чиновника в Киеве, которая давала разрешение на отправку письма за границу.
У меня есть это ты 3 имел в ролика виду? про хазарский каганат. Если ты Не-не-не. хочешь, там- Подожди секундочку. У меня есть 3 ролика на моем канале про хазарский каганат. И там эти письма, ну там я не понял, там ничего такого нету. Он слышал Ну, про вопрос- вот это письмо, Подожди, что в какой начале, именно вопрос? что Какой Стелла именно вопрос ты прочитал. хочешь? Что тебя именно интересует в этих письмах? Смотри, он Ты слышал можешь- про это письмо, Подпись, которое... Секунду, дай- подпись руководителя этого каганата. Не каганата, Хазарии, который спрашивает вопросы, задает по религии, там получается, что там... Это есть. Хочешь, тебе покажу. Есть это. То есть, как он принял именно? Почему он принял иудаизм? Это ты хочешь понять? Да, Щас как он, я тебя понимали, включу. иудаизм, он писал Всё, письмо я туда. тебя понял. Сейчас я Ну, врублю. две-три Ну, религии я есть. собирал то же самое, как собирал с этим чеченским народом. Я туда вылетел, у меня хазарский каганат, я сделал ролик для этого. Вот. И, кстати, хазарский каганат очень тоже написано про чеченцев, про Нокчу, что они держали Кавказ от мусульман, поэтому мусульмане не могли туда зайти. Сейчас, секунду, я тебе покажу. Сейчас, секунду. Я загружу? 95 лет. Кстати, именно из-за Подожди. этих арабов они ослабли. Подожди, Ибраим, ты хочешь, чтобы я загрузил это или нет? Послушали. Или это как? Не, если интересно, давай. Ну, я Сейчас, как бы... Да, на свое усмотрение, как вы здесь хотите. Да, ну это интересно, как бы я знаю, что послушайте. Не, интересно, дофига это, если покопать, там интересно. Сегодня мы отправимся в 8 век нашей эры, туда, где между Каспийским и Черным морями раскинулась империя, о которой многие слышали, но мало кто понимает ее истинное значение. Хазарский каганат. Государство, которое приняло иудаизм не из веры, а из расчета. Государство, которое выжило благодаря религии, ставшей щитом против 2 величайших империй Средневековья. История о том, как степные воины превратили духовный выбор в оружие геополитики. Итак, начнем. Хазарский каганат исчез. Но его исчезновение было настолько полным, что даже руины задают больше вопросов, чем дают ответов. В 730 году, когда арабские армии уже захлестнули Персию и стучались в ворота Кавказа, когда Византия теряла провинцию за провинцией под натиском ислама, в степях между Волгой и Доном существовала империя, о которой почти никто не помнит. Хазарский каганат. Государство без монументальных храмов, без пышных дворцов, без летописей на родном языке. Но государство, которое контролировало торговые пути с Китая в Европу, собирало дань с десятков племен и держало в страхе соседей силой своей конницы. Столица называлась Итиль. Город стоял в дельте Волги, там, где Великая река распадается на десятки рукавов перед впадением в Каспийское море. Точное местоположение до сих пор не найдено. Волга изменила русло, затопила, размыла, поглотила. Археологи ищут Итиль уже столетия. Находят керамику, монеты, остатки укреплений. Но сам город, его дворцы, его архивы исчезли под водой и песком. Словно кто-то специально стер следы. Но есть документы, письма, хроники арабских географов, записки византийских дипломатов, еврейско-хазарская переписка X века, сохранившаяся в Каирской Генизе, хранилище старых рукописей при синагоге. Эти тексты рассказывают историю, которая звучит как политический триллер. Историю о том, как выбор религии спас империю. Друзья, немного переведем дыхание. Мы тут не заявляем, что все знаем. Наоборот, хотим услышать вас. Комментарии, из какого вы города, профессии. Все это делает нас ближе. Если интересно, ставьте лайк и подписывайтесь. А теперь продолжим. 8 век.
Мир разделен на два блока. С юга – арабский халифат, Исламская империя, которая за 100 лет поглотила половину известного мира. Династия Омейядов правит от Испании до границ Индии. Их армии непобедимы. Их вера – знамя завоевания. Принимай ислам или плати джизью – налог для неверных. А если откажешься, тебя сметут. С запада – Византия. Христианская империя – наследница Рима. Константинополь – центр православного мира. Императоры считают себя наместниками Бога на земле. Их дипломатия – это крещение варварских народов, превращение их в вассалов через веру. Принимай крещение и получишь золото, невесту из императорской семьи, военную помощь. Откажешься – станешь врагом. И между этими двумя молотами – хазарский каганат. Кочевая империя, созданная тюркскими племенами, без письменности на своем языке, без единой религии. Язычники, шаманы, культ неба и предков, степные традиции. Но с огромной армией, железной дисциплиной и контролем над торговлей. Хазары появились в исторических источниках в VI веке. Часть тюркского каганата – Великой Степной империи, которая простиралась от Монголии до Черного моря. Когда тюркский каганат распался, хазары заняли западные земли. Подчинили болгар, аланов, славянские племена. Построили систему данничества. Их конница наводила ужас. Арабский хронист Ибн Русте писал в начале X века: «Хазары выходят в поход на конях и верблюдах. Их войско многочисленно. Они берут десятину со всех товаров, проходящих через их земли». Но была проблема. Хазары контролировали территорию, но не имели легитимности в глазах соседей. Для Византии они – варвары. Для арабов – неверные. Язычество делало каганат уязвимым. Любая из великих держав могла объявить крестовый поход или джихад и уничтожить хазар под предлогом обращения в истинную веру. Первые столкновения с арабами начались в середине VII века. Войска халифата прорвались через Дербентский проход на Кавказе, узкий коридор между морем и горами, ворота в Восточную Европу. Хазары встретили их в предгорьях Дагестана. Битвы шли с переменным успехом. Арабы побеждали, отступали, снова наступали. Хазары защищали проходы, но понимали, рано или поздно халифат прорвется. В 722 году арабский полководец Аль-Джаррах ибн Абдаллах захватил город Баланджар, одной из ключевых хазарских крепостей на Северном Кавказе. Резня была страшной. Арабские хроники сообщают: жители сажались до последнего, женщины бросали камни со стен, дети прятались в подвалах, город сожгли. Выживших обратили в ислам или продали в рабство. Каган, верховный правитель Хазарии, понял: так империя не выживет. Нужна новая стратегия. Военная сила не решит проблему. Арабы слишком сильны, византийцы слишком коварны. Нужен ход, который сделает Хазарию неприкосновенной. Нужна религия, которая не привяжет каганат ни к одной из сверхдержав. Именно тогда, по свидетельству еврейско-хазарской переписки, в Итиль прибыли проповедники. Христиане из Византии, мусульмане из халифата, иудеи, откуда именно источники расходятся. Возможно, из Персии, где существовали крупные еврейские общины. Возможно, из Крыма, где издавна жили евреи-раввиниты. Возможно, из самой Хазарии, где уже были иудейские купцы и ремесленники. Сохранилось письмо хазарского царя Иосифа, написанное около 960 года. Адресовано оно Хаздаю ибн Шапруту, еврейскому министру при дворе кордовского халифа в Испании. Письмо найдено в Каирской Генизе, опубликовано в 1870 году русским ученым Авраамом Фирковичем. Текст на иврите написан четким почерком,
без исправлений. Царь Иосиф описывает, как его предок Каган Булан принял иудаизм. «И было так, — пишет Иосиф, — что к нашим отцам пришли посланцы от румов, Византии, с дарами и мудрецами, чтобы обратить нас в их веру. И пришли посланцы от сынов Измаила, арабов, с серебром и золотом, чтобы мы приняли их закон. И собрал Каган Булан мудрецов своих и сказал: пусть каждый докажет истинность своей веры. И спросил он румов: что вы скажете о вере сынов Израиля? И ответили они: это вера истинная, но они согрешили перед Богом, и Он рассеял их. И спросил Каган сынов Измаила: что вы скажете о вере сынов Израиля? И ответили они: это вера Моисея и пророков, основа нашей веры, но они отвергли последнего пророка. И сказал Каган: если так, то я выбираю веру Израиля, ибо даже враги ее признают ее истинной. Это звучит как богословский диспут, но в действительности это был политический расчет. Иудаизм не имел империи-покровителя. Евреи были рассеяны по всему миру, жили в Византии, в Халифате, в Персии, в Хазарии. Но у них не было государства, которое могло бы предъявить права на хазарский каганат. Приняв иудаизм, хазары сохранили независимость. Они не стали вассалами Византии, не подчинились халифату. Они выбрали третий путь. Дата принятия иудаизма спорна. Источники называют разные годы, от 740-х до 780-х. Наиболее вероятная версия – около 760 года в правление Кагана Булана или его преемника Абадии. Это было время, когда арабские нашествия на Кавказ достигли пика. В 737 году арабский полководец Мирван ибн Мухаммад, будущий халиф, вторгся в Хазарию с огромной армией. Дошел до Волги, разгромил хазарские войска. Каган запросил мира. Мирван потребовал принятия ислама. Каган согласился. Формально. Арабские источники утверждают, что правитель Хазарии принял ислам, как и 10 тысяч его подданных. Но это была ложь. Политическая уловка. Мирван ушел, довольный победой. А Каган вернулся к язычеству, потому что понимал: настоящее принятие ислама означает конец независимости. Халифат не допустит существования исламского государства, которое не подчиняется халифу. И тогда хазарская элита приняла решение, которое изменило историю. Они выбрали иудаизм не как веру сердца, как инструмент выживания. Процесс был постепенным. Сначала иудаизм приняла верхушка, Каган, его семья, военная знать, купцы. Построили синагоги в Итиле и других городах. Пригласили раввинов из Византии и Персии, начали изучать Тору и Талмуд. Ввели субботу, кашрут, обрезание. Хазарская знать получила еврейские имена. Каган Абадия – это еврейское имя, означающее «служитель Бога». Его преемники носили имена Езекия, Манассия, Ханука, Иосиф. Но большинство населения осталось языческим. Археологические раскопки в Поволжье показывают, на хазарских кладбищах VIII-IX веков встречаются захоронения по разным обрядам. Курганы с конями и оружием – языческий обряд. Могилы без инвентаря, ориентированные на Иерусалим – иудейский обряд. Погребение с крестами – христианский обряд. Каганат был мультирелигиозным государством, но пращий класс – иудейским. Это было гениальное решение. Хазария стала нейтральной зоной. Еврейские купцы, которых в средние века называли рахданитами, знающими дороги, свободно передвигались между Китаем и Европой, между исламским
и христианским мирами. Они везли шелк, пряности, меха, рабов, мечи. Хазария контролировала их маршруты, взимала пошлины, богатела. Арабский географ Ибн Хардадбех писал в 846 году: «Рагданиты говорят по-арабски, по-персидски, по-гречески, по-славянски и по-хазарски. Они путешествуют от востока до запада и от запада до востока, по суше и по морю». Хазария стала торговым мостом. Византийское золото шло на восток в обмен на китайский шелк. Арабское серебро на север в обмен на славянских рабов и скандинавскую пушнину. Итиль превратился в космополитический город. Арабский путешественник Ибн Фадлан, побывавший в Поволжье в 921 году, писал: «В Итиле 7 судей. 2 для мусульман, 2 для хазар, которые судят по Торе, 2 для христиан, которые судят по Евангелию, и 1 для славян и русов, который судит по языческому обычаю». Но главное, иудаизм защитил Хазарию от ассимиляции. Византия не могла поглотить каганат через династические браки и крещения. Халифат не мог объявить джихад против иудейского государства без риска восстания еврейских общин внутри самого халифата. Хазария стала неприкосновенной. Не потому, что была сильна, хотя ее армия вызывала уважение, а потому, что была неудобна. Уничтожить ее означало создать прецедент религиозной войны, которая могла расколоть весь средневековый мир. И арабы отступили. После 737 года крупных вторжений в Хазарию не было. Дербентский проход остался под контролем каганата. Кавказ стал буферной зоной. Византия и халифат воевали друг с другом в Малой Азии, в Сирии, в Средиземноморье. Но Хазарию оставили в покое. Более того, Хазария стала союзником Византии против общего врага – арабов. В 733 году византийский император Лев III Исавр женил своего сына, будущего императора Константина V, на хазарской принцессе. Ее звали Чичак, цветок по-тюркски. При крещении она получила имя Ирина. Их сын, Лев IV, стал императором Византии. Его прозвали Лев Хазар. Кровь хазарских каганов текла в жилах византийских василевсов. Этот брак был политическим сигналом. Византия признала Хазарию равной державой. Не варварским племенем, которое можно крестить и подчинить, а партнером. Империей, с которой заключают союзы. Иудаизм сделал хазар респектабельными, народом книги, наследниками Авраама. В глазах христиан – заблудшими, но не дикарями. В глазах мусульман – Ахль-аль-Китаб, людьми Писания, которым дозволено жить по своим законам. Хазарский каганат просуществовал еще 2 столетия после принятия иудаизма. Контролировал Северный Кавказ, Крым, степи между Доном и Волгой, торговые пути в Среднюю Азию. Чеканил монеты с надписями на иврите и арабском. Переписывался с еврейскими общинами в Испании и Египте. Собирал дань с восточнославянских племен – вятичей, северян, радимичей. Русские летописи сохранили память об этом. И дань даяху казарам. Но в X веке начался закат. С севера пришла новая угроза – Русь. Славянские и варяжские дружины, объединенные киевскими князьями. В 965 году князь Святослав Игоревич разгромил хазарский каганат, взял Итиль, разрушил хазарские крепости на Дону и Северском Донце. Древнерусская летопись «Повесть временных лет» лаконично сообщает: «Иди, Святослав, на Казары, слышавши же Казари, изи доша противу с князем своим Каганом, исступишися битися, и бывши брани, а доле Святослав Казарам,
и град их белу вежу взя. Белая вежа – это Саркел, крепость на Дону, построенная византийскими инженерами в 830-х годах. Ее руины найдены археологами в 1934 году до затопления Цимлянским водохранилищем. Мощные стены из белого кирпича, отсюда название. Внутри остатки синагоги, жилых кварталов, мастерских. Находки включают керамику, оружие, украшения, монеты и обгоревшие бревна, следы пожара 965 года. После разгрома Святославом Хазария распалась. Итиль был разрушен и заброшен. Каганат перестал существовать как государство. Остатки хазар растворились среди других народов. Часть приняла ислам и влилась в половецкие племена. Часть бежала в Крым и на Кавказ, где их потомки, возможно, стали караимами, тюркоязычными иудеями. Часть была истреблена или продана в рабство. Но главное – исчезла память. Хазары не оставили летописей на своем языке. Их столица размыта Волгой. Их архивы не найдены. Их религия была чужда и христианам, и мусульманам. Поэтому хронисты писали о хазарах мало и неохотно. Еврейские источники сохранили несколько текстов. Письмо царя Иосифа, так называемый Кембриджский документ, письмо неизвестного хазарского еврея, найденное в Каирской Денизе, упоминания в средневековых еврейских хрониках. Но этого мало, чтобы восстановить полную картину. Современные исследователи спорят даже о масштабах принятия иудаизма. Некоторые считают, что это была религия узкой элиты, и большинство хазар оставалось языческим. Другие утверждают, что иудаизм распространился широко, и Хазария была действительно иудейским государством. Третьи предполагают, что хазарский иудаизм был синкретическим, смешанным с тюркскими шаманскими культами. Археология дает противоречивые данные. Синагоги найдены в Крыму, в Чуфут-Кале, древней крепости близ Бахчисарая. Еврейские символы – минора, шестиконечная звезда – встречаются на надгробиях и керамике. Но массовых еврейских кладбищ на территории Хазарии не обнаружено. Возможно, они затоплены Волгой и Каспием. Возможно, их просто еще не нашли. Возможно, их никогда не было. Остается вопрос, зачем хазарам был нужен иудаизм, если он не спас их в итоге? Ответ прост. Он дал им время. 2 столетия независимости. 2 столетия контроля над торговлей. 2 столетия мира, пока Византия и халифат истощали друг друга в бесконечных войнах. Если бы хазары приняли ислам, они стали бы провинцией халифата. Если бы крестились, сателлитом Византии. Иудаизм позволил им остаться собой. Пусть ненадолго. Но в истории 2 столетия – это много. И есть еще одна деталь, о которой историки спорят до сих пор. Деталь, которая звучит как конспирология, но имеет документальные подтверждения. В 1952 году американский историк Артур Кёстлер опубликовал книгу «13-е колено». Провокационное исследование, которое утверждало, восточноевропейские евреи, ашкеназы, не потомки палестинских иудеев, рассеянных римлянами после разрушения Иерусалима. Они потомки хазар, принявших иудаизм. После падения Каганата хазарские евреи мигрировали в Польшу, в Венгрию, на Украину, в Литву. Смешались с местными еврейскими общинами, стали ашкеназами. Кёслер не был антисемитом, напротив, он сам был евреем, бежавшим из нацистской Германии. Его теория преследовала благую цель. Если евреи не семиты, а тюрки, то расовая антисемитская доктрина рушится. Но книга вызвала скандал. Еврейские организации обвинили Кёслера в подрыве основ сионизма.
Если евреи не потомки библейских израильтян, то какое право они имеют на Палестину? Генетические исследования 21 века опровергли хазарскую теорию. ДНК-анализ показал, ашкеназы генетически близки к ближневосточным народам – палестинцам, сирийцам, ливанцам. Хазарская примесь, если и есть, то минимальна. Большинство восточноевропейских евреев действительно потомки выходцев из Римской империи, мигрировавших в Европу через Италию и Рейнскую область в раннем Средневековье. Но полностью исключить хазарский след нельзя. Еврейские общины в Крыму, на Кавказе, в Поволжье существовали. Караимы, тюркоязычные иудеи, до сих пор живущие в Крыму и Литве, возможно, потомки хазар. Их священные книги написаны на иврите, но разговорный язык – тюркский. Их религия – иудаизм, но без Талмуда, только Тора. Они не признают раввинистическую традицию. Ну, короче, тоже место. В общем, это ты искал? Не это. Я потом найду. Перекину. Да, очень интересно было. Спасибо. Я могу продолжить. Я могу там... Тут у меня вторая часть еще есть. Это тут все теории, что насчет ашкеназов и все такое. Тут все разбивается. Все теории, заговор разлетается. Там, Если видишь, что, вот интересно вот этот вот хазарский у меня царь или есть, кто тут он? три части. У меня Каган, есть, тут три части у меня есть. Каган Абади, да? Каган Абади. Вот его... Сидит Абади здесь. Не, смотри, Каган Абади – это еврейское имя. А вот до того, как он принял иудаизм, вот это вот там... Каган, самое. это имя. А Абади, это уже еврейское Абади. Вот. У нас Ну- сидит имя с именем Абади, вот сварщик сидит. Нет, имя Каган, он же говорит Каган. А Абади это взял. Не, вот еще Абади у с нас вами тоже везут. есть имена Абади. Ну, а тебе ну, есть- Абади, А в отличие от мусульман, что не это имя запишут. пророка. Это еврейский пророк Абади. Это ролик Да, я да. взял, я сделал, секундочку, этот ролик я сделал, перекопал все, что куча вещей, и все, что вот про евреев, там из Ашкеназа, все в одну кучу собрал, поставил. Здесь три части, можете зайти посмотреть. Но написано, Так, что источники- принял царь Булан. Булан принял. Источники тоже говорится, откуда взяли источники. Это к мусульманам. В отличие от вашего Корана, я не знаю, откуда он пришел и кто его передал. Мы не знаем об этом. Итиль это Ида по нашему нащенском языке. Итиль это Ида Волга. Видишь, вот там пишут, что Каган – это титул, то есть это не нация. И там, когда он говорит, что он принял иудаизм, он тогда стал Каган Абади. А вот то, что до этого было, вот это вот тоже там Хазары интересно, это не оно нация. пропадает. Хазары это не нация. Они пытались сделать нацию, но нация не получилась. Это не нация была. Это, ну, короче говоря, ну, такой компот был, получается. Туда всех принимали, получается. Да, там и славяне были, и печенеги, и Да. половцы. Да, Там жили только компотом не надо называть, пожалуйста. Ну, это я так, чтобы понятно было, это компот, это там все нации, много наций было. Давайте я объясню. Подожди, давайте я объясню. Там есть три части. Там все были. Там были потом уже евреи, мусульмане. Там миксер был, да? Кстати, вот на второй части или третьей, уже не помню, рассказывается про чеченцев, как они держали этот хребет. Вот, не давали пускать мусульманам туда. Поэтому у чеченцев все адаты чеченцев сходятся с еврейскими галахическими законами. Поэтому Так это... у нас тоже есть, называется Ильсан, или как там, такой праздник был у нас тоже древний. Они пишут сам. Не, стой. Они пишут, есть, я когда открывал историю про чеченцев,
да, они рассказывают про чеченцев, что они именно богу Дела, кто такой Дела, помните, я включал здесь Ибрагим? Это много оттуда, из их Да. источников, да, это много оттуда, и именно они поклонялись Дели, они держали хребет, это было сказано, что это... От Дербента не пропускали дальше, получается, на север да. сюда, арабов. Я же включал вам, помните? Что И значит, какой там еврейских историк? могил нету, он говорит. Еврейские могилы по всему Кавказу, посмотри в Чечне. Да, оставьте его в покое. Сколько еврейских Оставь в покое, могил. Сколько еврейских могил в Чечне только есть, там вот эти древние, которые целые города, у них мертвые города называются, мертвые села, мертвые города. Он имел в виду, что не показано, что это со времен хазарского каганата. Рассказывается, есть на 3 части, что чеченцы держали хребет, горный хребет, не давали пройти. Вот, и он это оттуда, помнишь, когда я был 2 дня, он показывал, включал это тоже, что всю Через историю, Дербент не пропускали и через этот, как всю его, историю чеченского народа, да, Владикавказ, бывший Владикавказ, там название его было, получается, не Владикавказ, а как называется это, шелковый, Дарьяльское ущелье, еще... там не пропускали оттуда. Налог чеченского перевода, это получается шелковый налог. Да, там когда налог еще... на шелк там. Помните, вспоминаете, когда еще была битва на хребете, позвали войско хазаров, 2 недели где-то там ждали, 2 недели держались, и потом пришли войска хазаров, отбили это дело. На хазарском языке чеченцы назывались шушанцы, Шушан. Была такая страна, Шушан, Шушана-Бира. Это образовалось, когда Мордехай и Эстер, когда развалилась, вот эта их империя персидская, там, то есть образовалась персидская, развалилась ассирийская, вавилонская империя. Образовалась Персия. И тогда дали полцарства. Мордехаю и Эстеру дали полцарства, которое описывается в трактате Эстер. И образовалась страна Шушан. Еще до того, как евреи вернулись в Израиль, 70 лет они эту страну создавали там. Вот это все между Каспийским морем, как раз Мидия. Вот то, что была раньше Мидией, эта Мидия потом вышла замуж, вот эта вот дочка этого Большицара вышла замуж за Ахашвироша. И тогда он соединил Мидию и Парас. Так в трактате описывается, Мадай и Парас. И потом это вот Мадай, он дал полцарства вот этого вот Эстер и Мордехаю. И Мордехай был первым царем вот этого государства Шушан. А столица была, Дербент, вот этот, где сегодня находится, это Дербент, в Дагестане. Шушана-Бира назывался. Вот эта вот территория была. Это было на осколках, это сперва развалили вот это, которое было первое, до хазарского каганата. А потом на осколках этого там уже общины еврейские везде жили. Там 2 было раза еврейское государство основано там. Не было в Чечне много. В Чечне не было евреев в то время, когда хазары. Я тебе говорю, не Чечня, оно называлось... Не, я внизу чуть говорю. Вот, внизу. Это государство называлось Шушан. Почему Мордехай его назвал Шушан? Шушанат Яаков. Есть такая книга, в конце Пурима поют гимн Шушана. Гимн Шушана, это и есть Шушанат Яаков, это песня, которую в конце, когда читают вот этот вот трактат Эстер, когда заканчивают его, сразу после заканчивания поют гимн. Вот этот вот Шушанат Яаков называется. Почему он назвал эту страну Шушан? По закону Торы нельзя называть никакую территорию, которая вне пределов Святой Земли. Нельзя называть именами, как Иерусалим, Израиль, там типа вот такие вот, этот закон есть, Тор, выведенный закон, это Галаха, галахический закон. И он для того, чтобы не предать Израиль, он эти все племена, которые там еврейские, после этого, как они победили амаликитян и все вот это вот разрушили, то, что их хотели геноцид там сделать, уничтожить. А эта война шла 9 лет практически. 9 лет эта война шла. И... Хазарский каганат упал, пришли муслики, захватили всех и все. Страна до хазарского каганата на этой земле, все, что между Каспием и Черным морем, называлась страна Шушан. И столица была на берегу, вот это вот, где Дербент, вот эта вот крепость, которую сегодня они переименовали, и вот этот дворец Мордехая, который там государственный этот был. И я это откуда знаю? Я это вот читал все эти вещи
с разных источников, которые в Ватикане. Вы слышали, что в Ватикане есть библиотека? Кто-то слышал про это там, да? Вот это вот древние рукописи. Я одно время очень сильно интересовался, и там вот у них есть большая часть рукописей, которые нигде они никому не показывают. Там была страна от Мидии, которая от Персии оторвалась, им дали полную независимость после, когда Мордехай и Эстер, вот этот Пурим, праздник Пурим, который празднуют евреи все. Там образовалась страна, которая называлась, потому что они получили по договору, этот договор описывается в трактате Эстер, что они получили по закону полностью всю территорию Мидии, бывшую Мидию, которая была. Это север Ирана, север Турции и все до Волги, вот до вот этой Астрахани как раз, вот это между Каспийским и Черным морем. И это была еврейская страна со столицей в Дербенте, которую они назвали тогда Дербент названия не было. Это Шушан Абира называлась. То есть переводится столица Шушана с иврита. И на Хануку тоже поют песню о шушанцах, которые одержали столько войн, благословляют, и которые Господь их сделал победителями. И потом они вернулись, они отстроили уже Иерусалим, и сама Персия тоже 260 лет была под иудейским, сама уже Персия, потому что сын, один из сыновей царицы Эстер, который воспитывался в доме... Стой, я нашел, что он ищет, подожди. И вот это ты, наверное, ищешь. Среди них письмо хазарского царя Иосифа к Хаздаю ибн Шапруту. Тот самый текст, где описано принятие иудаизма. Фиркович купил его у караимов в Крыму. Опубликовал в 1870 году. Это один из главных источников по истории Хазарии и один из немногих документов Фирковича, подлинность которого не вызывает сомнений. Письмо написано на плотном пергаменте, чернилами, красивым квадратным еврейским письмом. Датируется серединой X века, примерно 960 годом. Царь Иосиф пишет министру кордовского халифа, еврею Хаздаю ибн Шапруту, который прислал запрос. Правда ли, что где-то существует иудейское царство? Иосиф отвечает: правда. Рассказывает историю своего народа, как хазары произошли от Тагармы, внука Иофета, сына Ноя, как они поселились между Черным и Каспийскими морями, как воевали с арабами и византийцами. Ребят, тут, короче, 3 части есть, можете зайти послушать. Да. Хазарский каганат образовался на осколках Шушана, на осколках Шушанского. Но я оттуда подчеркнул очень много, рассказывается про чеченцев, очень много там, когда я поднимал это, потому что писари Хазарского каганата рассказывали, что чеченцы жили, поклонялись Делу, там, богам своим, и как, что, и почему, и зачем. То есть оттуда очень много было евреев там было мало, все чеченцы, да. Вот, вообще это был политический шаг. Чеченцы держали хребет, вот этот хребет, Кавказский хребет. Вот, постоянно, когда они были из самых первых, когда мусульмане шли, они первые принимали удар, а там занимало время, пока, знаешь, письма, пока приходит армия. Потом приходила армия, большая армия, и отбивала все это дело. В Каспийском море есть даже остров такой, Шушан называется, Шушан. Они его называют Чечень сегодня. Шушан. Это описывается... Когда упал Хазарский каганат, потом пришли мусульмане и захватили все, что есть там. Но русские пришли, поломали... Название чеченцы это от шушанцев. На арабском до сих пор их называют шишани. Шишани именно ше употребляют, а не че. Понимаешь? Да. Ихние шушани, они шушанцы. Они, настоящее название чеченцев это шушанцы. Сейчас мы еще узнаем, что чеченцы это тоже наше потерянное колено. Это и есть. У них знамя волка. Откуда появилось? Так на арабском чеченцев так и называют шишани. Они от кого появились? Да, шишани, да. Знамя волка. У них вроде же генетически тоже у чеченцев G2 или какая там у них... Да, очень похоже. Не похоже, вообще не похоже.
Похоже. Не, давайте не будем приписывать. Послушай. Да не будем мы вот этот приписывать, волк, оставь это да, совсем это говорю, ты другое. говоришь без перерыва просто. Да, я скажу что-то. Подожди, брат, подожди. Яхуд боится, чтобы чеченцы к нам не пришли. А я вот была этот бы вот рада. флаг Биной, у которого вот этот вот волк, который есть, это Биной, это вот этот вот тейп, он произошел от колена Беньямина. У колена Беньямина, если в любую синагогу вы зайдете, Подожди. еврейскую синагогу зайдете любую, вы увидите волка. Волк везде и был, брат, везде был символом. Бен это как бы гнездо по чечен. Ну вот Но эти у нас сохранилось по Иерусалимскому Талмуду, есть Иерусалимский, есть Вавилонский Талмуд. Раби Тарфон описывает, который навещал эти территории, он говорит о народе, которые там, их приписывают даже к Бней Моше, мы их приписываем. Бней Моше, это не просто Бней Исраэль, да, а именно вот эти вот, которые, маленький народ, который во время пустыни образовался, который вот это, там был, Бней Моше их называли. Мы их приписываем к этому. Я со многими раввинами, которые очень знающими, я спрашивал этот вопрос. Они говорят, у них их адаты все тоже на наши похожи. У них осталась эта память. Только вот это осталось. Это как у пуштунцев. Как у пуштунцев есть пуштун-вали. У чеченцев тоже есть чечен-вали там. У них свой... Да, чем эти индусы и китайцы точно больше как бы, которых вы приняли все недавно. все адаты еврейские. А потом ислам пришел, затер все могилы, начали уничтожать иудаизм, начали их покорять. И сделали из них потом вот этих вот, сегодня мы видим. Это не так. Когда нас выслали, вот тогда вот эти все могилы вырывались, полностью. Там еще неизвестно. Фундаменты делали. Да, дороги, мосты, там еще неизвестно. Они эти могильные камни полностью уничтожили. У чеченцев история, брат, 8 тысяч лет. Еврейские на этой территории горах были уничтожены на территории Дагестана, все практически. Они сегодня даже не упоминают об этом, говорят, что мы здесь жили, наши предки здесь жили. Вот эти негодяи, вот эти все историки, лжеисторики, вот эти все. Аузубилля, короче. Да. Ты все в одну кучу сделал, блин. Ибрагим превращается в Авраама и приезжает в свою историческую и все землю еврейские тейпы. Не все чеченские тейпы произошли от... но большая часть из них, как говорит наш брат Ибрагим, на 75%. Они евреи. 72. Я 72, это самое. Так что с возвращением вас, наши дорогие братья, мы всегда рады вас приветствовать. С возвращением вас. Скоро Чечня будет свободна от ислама. Будете исповедовать все, что вам хочется. Захотите христианство, захотите ваши адаты чеченские. Никто вас ничего не будет ничем притеснять. Будет у вас сила, мощь, образование нормальное. Зру, как тебя зовут вообще? Арслан. Аслан. У меня вот вопрос. Вот как ты себе это представляешь? Не Аслан, брат. Арслан. Какая разница? Аслан это лев, по-моему, по-тюркски. А Арслан тоже лев, только мы не по-тюркски. Смотри, Арслан, что хотел спросить. Вот ты как представляешь, например, у них там как бы, сколько там, 100% как бы, да, там на мусульманстве как бы. Как ты этот предлагаешь, например, чтобы они... Мы никак не получается с мусульманством, никак не связаны. Мы начнем с самого главного агента UFC, Чебурашка, по кличке Чебурашка, Хамзата Чумаева. Начнем с него. Чеченцы произошли от хуритов. Это хетские народы, хуритов. Это коренной народ. Правильно говоришь. Есть у них племена, которые приняли, они еще среди ассирийских. Да, и армяне тоже имеют хуритское происхождение. Тоже. Да, часть. Но ты не Нет, ты вот немножко ошибаешься. Хуритов, в ту сторону хуритов туда уходили чеченцы, потом они возвращались. Там все равно сейчас вот эта утерянная история, да, потихоньку по исследованию вот этого ДНК, там все равно много чего появится. Сейчас еще мало людей участвует в этом, а вот со временем я даже уверен, что будет такое, я сейчас выскажусь, вот как мы палец ложим на телефон, да, вот этот отпечаток свой.
и он у нас открывается. Вот я примерно, ну, мы тут там размышляли с друзьями, об этом как раз говорили. Такое представление, вот ты положишь палец этот, и там можешь свою и родословную, там, вплоть до Адама, скажем так, да? То есть это вполне возможно. Ты Авраамом будешь, я тебе скажу. Шумеры. Абрамчик наш будешь просто. Абрам. Да, Вы от шумеров произошли. Шумеры Да, идут. шумеры, да. Вы Все от равно потомки, будем если молиться все далеко уйти. В одной синагоге мы все будем молиться. Вы про это не забывайте. Весь мир будет Короче, Израиль. да, короче, полностью это самое. Брат, сейчас какая разница, кто что. Будем Ну, это все мусульманами, нормально. Ахлю Сунна во Христе, короче, и это самое, в Сейчас синагоге. отстроим мы храм. Храм там отстроим, где Алякса. Сейчас храм отстроим. Коровы уже готовы. Коровы, рыжие коровы уже мы подготовили. Все, короче, как надо. Где они готовы? Что-то я о них не знаю. Не, настоящие, не крашеные, настоящие, рыжие такие, хорошенькие. С Испании? Не, их привезли с Без Бразилии, пятен, с Аргентины. без пятен, да? Без пятен никаких. С Аргентины привезли, короче, нам подогнали, короче. Кстати, в Чечне прижился ислам, вот этот, как он называется, который из Ирака-то это там придумал его. Тарикат, суфизм. Суфизм, да. Кстати, вот этот вот Фаркат Сабахи, который я говорил, Табин Армянин, да, он, вот этот, кто придумал суфизм, был учеником вот этого Фаркада Сабахи. Он в Сирии, ты слышал в Ираке. Пунта Хаджи Кишиева, слышал, который ушел и не вернулся по-английски? По-английски не Между мирами попрощавшись. же он вроде. Не попрощавшись ни с кем, он просто свалил, короче, и до сих пор. Да, Его Кадыров недавно в горах, говорит, видел, говорит, общался с ним. Не, это у нас вот этот лубянский сало есть, этот мула, короче. Вот он, Межиев, он, короче, говорит, что последний след этого хаджи видели между Индией и Китаем. Он где-то там А ты не проповедует. слышал, когда он с Дамасским, короче, Дамашкия, когда у него конфликт пошел фитна, он, короче, начал с ним это, он типа себя причислял к потомкам пророка, типа, короче, там это, туда-сюда. Ты это слышал? Который, вот этот Межиев говорил, что он потомок пророка, да? Да. Ничего себе, это тоже Всю его интересно. семью Курейшит, да? изнасиловали, он не стесняется, его семью все изнасиловали, короче, арабы. Не, это как раз нам интересно, если он курейшит, то как бы он не чеченец же получается. Не генетически. только Курайшит он сказал, что он относится к Ахлюль-Байт, яни, это он из хашимитов, короче, чуть ли не иорданский этот брат, троюродный брат чуть ли этого Абдаллы, короче, там вот этого, который в Иордании живет, этот, короче. Понимаешь? Он уже совсем уже не в ту степь пошел, короче. Вообще потерялся пацан. Вообще. Он тахаджи. Ты еврей или ты друг? Да. Ты горский еврей или ашкенази? Я? Да. Оригинально, он оригинальный. Из Чечни, ну ты горский, чувствуется, да? Не, я чеченец. Или бухарский ты. Или бухарский ты. Да. Если хотите знать мою настоящую национальность, я чеченец. Да у тебя еврейский акцент, слушай. Он только Потому что я в Израиле жил. Он только что убедил всех чеченцев, что они потерянное колено евреев, а теперь сам говорит, что я чеченец. Я из Чечни. Ну, это типа одно и то же он имеет. Не, по-современному я имею в виду, как бы сегодня чеченцы это выделено это. Раньше это были, ягудами их называли, понимаешь? Арабы их так называли, по крайней мере. А может быть, слышишь, евреи от чеченцев произошли. Братан, я тебе так скажу, если, да, вот евреи, что такое, когда образовалось понятие ягуди, то, что ягуди. В древнем медийского, когда Вавилон попали они в то, что называлось страна Персия и Мидия, да? Зурбавер, тебя чуть-чуть плохо слышно. Ты можешь как-то исправить это? До того, как А образовалось... вот мне пишут в комментариях, что я цыган. Сейчас хорошо слышно? Сейчас хорошо слышно? Да, слышно нормально. До того, как образовалось вот это государство, Мидия и Персия, до того, как Шушан образовалась, страна Шушан, который потом, от него произошло название, я сказал, чеченцы, шушанцы. Вот это вот название до этого. Авраам,
Они говорят, что он пришел из Ур-Каздим, называется такое место Ур-Каздим, это Ур-Халдейский. Раньше, в древние времена, каждый город назывался Ур, по соотношению, как сегодня Ир говорят, на иврите говорят Ир. Такое же слово есть. Только за место У И, как говорится, его так читают. И вот это Ур-Каздим, да, халдейский, где халдеи жили, они вообще там халдеи не жили, где они сегодня современное историческое сообщество, которое называют, типа, что Ур-Халдейский находился там, на берегу, недалеко от Красного моря, уже там Персидского залива, Красного моря, говорю, Персидского залива. И типа это очень южная точка. На тот момент Авраам был всего лишь 10-м поколением. Еще не было много народов, которые распространились, много народу, я имею в виду человечество, которые распространились после потопа. Вода оседала потихоньку. И первые, которые были поселения, они на Кавказе были, они возле этого горы Арарат. Там не могло образоваться такая огромная империя на территории там вот этого Ура Халдейского, который они так его назвали. На самом деле Ур-Каздим не находился там. Раньше все города назывались так. Сегодня в английском языке я могу привести точно такие же примеры, как, например, Нью-Йорк-Сити называют. Вот Ур-Халдейский, Ур-Каздим, Ур-Аль-Батран, Ур-Аль-Мазди. Вот это все, это Ур, приставка, это город такой-то, Сити, типа, вот как Сити на английском. А на самом деле настоящий Ур, откуда пришел, написано первое поселение после потопа, которое было, и образовалось там вот это вот первое такое населенный пункт, его называли вот это вот Ур-Каздим. Вот это Ур-Каздим, там жил отец Терек. У нас есть там на Кавказе такая река Терек. Терек называется. И вот эти селения, вот эти все поселения, тогда язык был то, что называется язык Ган-Эдена, то есть этого рая. Язык ивритский еще был. Это еще до падения Вавилонской башни. Вавилонская башня была уже позже, когда Нимрод пришел. Нимрод создал ее. Ты вот знаешь историю, брат. Можно вопрос? Мне интересно такой. Сейчас, Вот, дай докончить, дай мысль докончить. И Да, тогда... Кстати, Терек это балкарское. Терек это не балкарское, братан. Терек это от нашего происходит от слова терех. Терех это имя отца Авраама. Там было село такое, Тархи. Тархи называлось. Тархи называлось. Недалеко в горах от Махачкалы, в верхней части Махачкалы. Там все евреи жили. До того, как туда турки заселились, все евреи там жили. Раньше еврейское село было. Там могилы все еврейские. Да. Окей, согласен. Вот вопрос тебе можно? Смотри, брат, ты что слышал за вот, ну, как вот Тигран II, царь такой был, может, слышал, и он евреев переселял, ну, в эти территории, где ныне Армения, вот Азербайджан, ну, вот эту всю территорию, короче, туда переселял. Территорию Тиграна, сейчас не заходи мне, да. Это так... Нет, а ты знаешь за эту историю? Да, я знаю, но это как не касается сейчас темы, ты просто переводишь. Нет, ты говоришь за Урату, за эти времена. Армяне тогда, послушай, они вообще, слово армяне это греческое название, это не настоящее название армян. Да. Мы сейчас... настоящее название, если ты хочешь знать, это хаи, их так называли, да? Вот да, хай. Вот это хаи описывается у нас, в Торе описывается вот это вот то, что хаи, вот эти вот, откуда это... Да, хай, правильно сказал, да. Откуда они пришли? Они вот этот вот Аман, который был советником, который хотел уничтожить всех вот этих вот евреев. Не обижайся, брат, это не бери на личку просто. Описывается, что он был из вот этих вот хайкиров. Хайкиры это были вот эти вот... у вас хайкер, есть такое слово, правильно? Хайкер. Нет, не знаю такого, брат, слова. Как? Может, и не так правильно. Ты чего, брат? Вот этот, смотри. Не путай сейчас, не уходи никуда. Ты хайкер не знаешь, что такое? Новохудоносор был Когда армянин. была зороастрийская вера, они верили в магов. Магами называли, верховных магов называли хайкерами. И вот это у нас описывается, вот этих вот колдунов, описывается, что он именно вычислял, какой самый нехороший день будет для евреев, для того, чтобы провести специальный день, принять и уничтожить всех евреев по всей территории бывшего Вавилона, который еще потом образовалась вот эта вот персидская, да, потому что там Мидия и Персия объединились, когда вот это вот стало единое. Это еще до победы евреев. А он где жили, вот эти народ, который ты говоришь, вот это? Айкири? Это мы их называем амаликитяне. Они жили в Иране? Они и в Иране жили, они жили и в Сирии.
Они Не, по всему у нас нету, брат, такого отношения. И в Ливане, никакого. и в Ливане у нас жили. нигде, смотри, нигде в истории, я вот, армянской истории не знаю, что где-то мы Но евреев если у вас нет, это не притесняли значит, или я говорю, воевали все я время. цитирую то, что Тора говорит. Я цитирую Мартин, то, ты что- армянин, да, брат? Я цитирую то, что Тора говорит. Я цитирую то, Здравствуйте, что Тора как дела говорит. в Армении? Все хорошо? Да, Ты нормально. его что, как Камаликитянам, что ли, приписал Да, армян? да, смотри, блядь, делает. Мартин, тебе вопрос, Армении, брат если мой. что. Брат мой, тебе вопрос. Да. Такой вопрос. Вот мы все видели, да, конфликт между армянами и курдами. А это, брат, знаешь, что за тема? Что, давай расскажи. Она, короче, эта девушка сказала, я была в Курдистане, а он сказал, разве есть такая страна, как Курдистан? Но она сказала, не я так была в было. стране. Я владею английским языком, брат, так не было. Да? Там было вообще, они угадывали страны, да? Арман сказал Киргизстан. Она сказала Курдистан. Потом Арман сказал, Курдистана вообще не существует. То есть он Правильно. повторил. Он сказал, Страны как не есть. существует такого. Да, потом он сказал Арман, потому что курдов, да, там, не знают курдов. А я Да, сейчас в только мире. что согласился, а я Да. сейчас только что он со мной согласился, Смотрите, я сказал, ребята, что хотя армян... курдов 50 миллионов, да, как они рассказывают, в мире никто их не знает. Это тоже Я факт. сейчас ему сказал, что армян Поэтому- не существует, он подтвердил это. Он Ага, подтвердил нет, подожди, зру. Он говорит не армян, Смотри. а армана. Да, Арману Арману слушай пришлось их сравнить с Я кем-то, слышал. чтобы она поняла. Он сказал, они похожи на цыганов. Да, нету страны, Потом- как у цыганов. Да, Да. это факт, да, идет одна история, Да, потому да. что у цыган нету Когда страны, Армении, большой народ. когда я тебе описываю вот эти Вот времена, почему Армении курды в помине не было. оскорбились? Курды именно оскорбились, потому что их сравнили с цыганами. Название Получается, другое было. курды сами принижают цыган. Хаястан, да, вот, который ты говоришь, Секунду, Хаястан. мы уже с тобой это обсудили до этого. Я Армяне, обсудили. армяне были, и они назывались просто Арменией. Поэтому я тебе это сказал, армян не существовало вообще. Мартин, Хаястан, это правда, что Авраам генетически армянином Это был? просто смешно, ребята. О чем Мы вы говорите? сейчас не армяне, мы гаи. Это армяне, нам это дали имя, греки там нас так греки. называют. Мы гаи, мы не армяне, мы гаи. Да, это Ну, как это чеченцы правда, новчи, что они это- не чеченцы. им Поэтому дали. вы говорите Хаес, типа это. Да, гаи, это да. Это Но это правда, грузины что у кармелами Авраама... себя называют. Это не знаю, ну это их название. Наше название гаи. Слушай, это правда, что у Ноя и Авраама генетически они армяне? Тора подтверждает, что они амаликитяне, происхождение их. Нет, нету я у него такого. спрашиваю, Тора конкретно не генетически... подтверждает, но Не, ни один я народ просто армянин. слышал, один армянин чушь. говорил, что как бы, Я же тебе только что привел, я тебе говорю, я историю это взял, я из себя ничего не придумал, брат. Нету в Торе, смотри, наоборот. Мартин, я слышал, что один армянин, короче, блогер говорил, что Ной, короче, это армянин. Я И это Авраам тоже слышал у армянин. Камрана Размавара. Да, это видео вообще про уже они пошли не в ту Иисус степь. Христос, Оставь, армянин, ребята. оставь это все, оставь. Остановитесь, остановитесь. Брат, смотри, нету в Торе вообще конкретно. То, что ты сказал, Скажи был мне, того- одну вещь мне ответь. Ты, брат, со мной в одной синагоге, когда конец придет времен, всех победим, ты в одной синагоге со мной молиться будешь? А что такого? У нас в Армении синагоги есть, например. У нас Не, ты проблем- будешь со мной в одной синагоге молиться, я тебе спрашиваю. В храме, который для всех Я народов. вообще не хожу, брат, особо в храмы Иншалла. никакие. Ну, я Ну, христианин вообще. Ну, тогда я не знаю, что тебе ответить. Если ты не Я ходишь там. отношусь нормально, ну, я если искренне, у меня есть это чувство появится, я хожу в храм. Но И- стоять возле синагоги и говорить людям не заходите, ты не будешь. Нет, конечно, нет. Заходите, Да, брат, молитесь. Я Зрубабел, только против оскорбления Слово синагога религии. греческое. Слово само синагога это греческое. Да, у нас это называется бейт-кнесет. Бейт-кнесет. Что интересно, Дом собраний. что интересно, я как бы свой опыт говорю, в Аллее, когда я жил, то как бы в основном там как бы армяне живут очень как бы положительные как бы в бизнесе и в других, например, делах. Я там с ними познакомился, с армянами как бы. Брат, знаешь, сколько армян во время вот этой ситуации в Германии спасли? Даже наш знаменитый Шац Азнавур 400 семей спас или сколько? Или 400 человек. Очень много. Ну, Просто вот. Не, я познакомился именно с армянами, которые в Лос-Анджелесе живут, в Аллее, как бы. Там
у вас большое комьюнити там. Да, у нас Больше там город есть свой, как таун, да, этот. Короче, мы рыжих коров подготовили, рыжих коров там туда-сюда, все, чтобы исцелить весь мир, потому что пепел этих коров, когда их потом в жертву принесут, можно исцелять всех больных, кто вот эти вот, которые больные, сейчас заходят сюда, вот эти все, которые, понимаешь, сумасшедшие. Будулаки. Да. Изгонял какой-то Новохудоносор, по-моему, какой там был этот, какой-то в Вавилоне, да, там, или что-то такое. Да. Там был один, говорят, армянин, но он никак, тоже нету сведений, что он евреев как-то что-то плохое сделал им. Арман вот его звали, Арман. Мы его в Торе Арман называем, Арман. Аракта звали его, 4-й Новохудоносор. Не, мы его в Торе Арман называем, Арман. Его имя Арман. Он хотел всех евреев за один день уничтожить, у него не получилось. Потом это в каком веке написано было? 2600 лет, 670 лет назад, ровно. Вот видишь, в то время мы не армянами не назывались. Не, его звали так, Арман. Ну, его да, так но звали. это к нам не имеет это отношения. Нас начали греки Да, его называть... же второе, я тебе объясняю, Тора еще говорит, что он себя Хаем называл, верховный маг. Хай. Хай это было такое государство Хаяса. Ты слышал такой трактат Эстер есть? Ты слышал про трактат Нет, Эстер? я не слышал такого. Возьми, открой, посмотри и почитай, брат. Почитай, У нас 2600 с лет. евреями никогда не было плохого, ничего вообще. Нет, ты за это не переживай, брат. Ты все равно с нами в одной синагоге будешь молиться. За это не переживай. Это тебе У не вас надо. просто есть какая-то, знаешь, не знаю, армянофобия. Может быть, потому что мы хитрее, У чем нас вы. нету армянофобии. Он у армян есть он юдофобия. просто на твою картинку смотрит и по-моему, что-то Солнцеподобный, да, вот который. интересно. Солнцеподобный. Да, интересная картинка там у него. Да. С косточкой там, чувак. Да, солнцеподобный. Это не означает, другое значение имеет. То, что картинка может одно быть, выглядит так, а значение другое имеет. Только зачем Неплохое. все еврейские могилы, кроме маленьких могил, которым там осталось, там 2600 лет назад могилы, которые на территории Армении находятся там, вот это кладбище, понимаешь? Там осталось немножко вот эти вот все о евреях. В Грузии больше есть там, в Грузии они более сохранили там. Евреи, которые жили в Армении, еще вот про Тиграна я тебе сказал, очень много было евреев. Вы оттуда и дальше начали немножко... Но это мы туда не во время Тиграна пришли, брат. У нас страна Вавилон, когда нас забрали, мы туда получили полцарства по трактату Эстер, я тебе еще раз говорю. Мы единственный народ, который можем доказать документом, что вся территория между Кавказом и между Черным морем, между вот этим вот Каспием, да, и Черным морем, это все по закону принадлежит евреям, это все. Это единственный народ, который может показать 2600 лет назад. Я бы не согласился, то, что на Кавказе как бы... А что Тиграна в Индию похоронили? Понимаешь? И меня здесь сейчас будут считать, что я какой-то радикал, всех хочу приобщить там сделать евреями. Да, Я никого ничего не приобщаю, никого не заставлю. Я знаю, что так Бог сделает. Написано, все пророки Израиля сказали, весь мир будет Израиль, и столица будет в Иерусалиме. И все вы будете молиться с нами в одной синагоге. Вопрос, да, у Израиля нами в одной будет синагоге говно, все да, больше ничего, бля. А Будда там будет, как говорится. Поимел весь израильский наций. Да. Это мультфильм вот этот, про это, Симпсонов. И там этот священник, детям, их под купол закрыли там. И он этим детям... По полной, бля. Этим детям, в церкви рассказывает, типа, дети, скоро мы встретимся с Иисусом, И пацан мелкий говорит, а Будда там будет? Ибрагим, подтверди это, что Чечня будет свободной только когда евреи придут и освободят там. Ты же знаешь прекрасно, брат. Мы возглавим освободительную войну полностью. Иншаллах. Вот.
Так что, Иран, блядь, у вас нормально там ебут там, Израиле говорят, я так тебя слышал. ебут, тебя Так, ебут. Прямо это очко чё у поебали нас? у вас, еще Что надо. это у нас? Мы Зашел Иран сюр- раздолбили сюрприз. просто их. Вообще там Раздолбили. такое, вообще Подарок вообще зашел. чётко. Ибраим, В масло Израиле сай, все святой чисто, Бог. все спокойно, ничего, никаких повреждений почти нету. Тихо, спокойно. Набирает мощь наша экономика. Все чисто, красиво все в Израиле. Израиль Иран- должна всю жизнь Иран сосать у всю мусульманов. ихнюю верхушку, ихнюю маму мы выебали. Маму ихнюю выебали мы, блядь. Не надо материться, спокойствие. Твоя мама будет сосать. святой, у нас. святой. Твою ты маму же- тоже, блядь, если надо будет, блядь, будешь пиздец. Подожди, вот это один, это самое, не агрессируйте, на агрессию. Святой, святой, А почему же ты тоже- себя назвал... Секунду, почему ты себя назвал святым, если ты шайтан? Я с сучками не разговариваю. Так, Ну, тогда пошел нахуй. сейчас ты сразу Это имя твоей спускаешься. матери, сучка, понял? ты? Стоп, не агрессивничай. За то, что ты вот так с женщиной, вот такое поведение у тебя, без разницы, там, кто бы это ни было, ты пока будешь сидеть внизу, там, тапать и учиться немного, как культуре общения. Когда вот люди разговаривают. Как вести себя, да, по-человечески. Слушай, ты, брат, столько хвалил кавказцев, чеченцев, и на тебе, блин. Не, это как раз таки побочный эффект. То есть это такая тема, да, которая отбилась от своих корней. Это больные, я же говорю, их пеплом красной коровы надо лечить. Они все в себя придут. Они потом все в себя придут. Ну, чеченцы, честно, это чисто мусульманский, короче, народ. И вот я говорил еще в тот Не надо, день. мы не можем никак быть мусульманами, когда вот прочитаешь Коран, Ну, вы Сахих Бухари, 5%, 10% мы не таких, получаемся как вы. никак быть мусульманами. Мы его когда не были, оказывается, никогда мусульманами. Арслан, смотри, в этом не прячься, там, в двигателе самолета, там, а то... Я в двигателе самолета. Если ты понял, о чем я. Я, братан, пилот, братан. Я в Соединенных Штатах даже лицензию имею. Я какой там этот? Я сразу тараном на них, понимаешь? Там. Насчет того места, где ты сказал, чтобы он там не двигался, мне кажется, там еврейский прокурор сидит. То, что они недоумки пошли искать, там это их проблема. Таутчики все, таутчики здесь собрались, короче. Да, наджисы, да, они нас презирают, слушают это все. Ты знаешь, как их сейчас дерет, жопу разрывает им там просто это. Короче, Ибрагим, я тебе сделал сегодня конкретно это здесь. Как говорится, как этот говорил Мурат, дагестанец. Я тебя охуительно сделал здесь сегодня. Нет, ты... Не ругайся, не ругайся. Я тебя чуть не затакфирил. Я даже тут на эмоции вышел, и, по-моему, Майю мне надо еще 3 дня извиниться, даже на нее там, крикнул там, не перебивай, чтобы меня, я там за ничего рулем. такого не делай, просто выйди на природу, братан, в сторону Мекки, один фугас положи, и все, братан, ничего не надо. Слушай, у Всё арабов, нормально, смотри, я уже на нормазе. столько стран одной есть. ногой. У арабов столько стран есть. Вот Израиль, да, страна, ну небольшая, да. Ну зачем вот я евреев поддерживаю в этом? Ну маленькая страна, ну пусть даже расширится, пусть даже Сирия, там вот эта территория вокруг станет Израиля. Еще лучше будет этим же народам, живущим там. Цивилизованно будут жить, не по пустыне там бегать в тапках. Понимаешь? Мартин, Ты сейчас наконец-то ты ты знаешь, понял. что на ливанских каналах по телевидению уже говорят? Просто, знаешь, это все... Потеряли страх перед Хизбаллой, перед Ираном. И они уже в всё открытую правильно. говорят, они уже в Да, открытую извини, заявляют, что они хотят дружить с Израилем, что они хотят приезжать в гости в Израиль, и чтобы мы ехали к ним. То есть они уже все, они потеряли свой страх, который у них был перед Ираном и Хизбаллой. Любой это вот всё- эти народы, извини, брат, любые эти народы, да, вот люди, да, вот в Европу едут, да возьми даже вот чеченцы многие, да, в Европу едут.
Вот любого спроси, если такого радикального такого человека, который там за ислам, там, да, вот ты где хочешь жить, чтобы были дороги хорошие, уровень жизни. В интернете они идут в ТикТоке, все болтают там, туда, да, там мы за ислам. Но все хотят в Европу, в Афганистан никто не едет работать, понимаешь, в Европу. Потому что там всё- уровень жизни. Да. Да, Это я все тебе объясню, понятно, шариат- как бы шариат просто... говорит, что мусульманин, просто- который живет в христианской стране, мусульманин, который живет в христианской стране, он является самым настоящим мушриком. Этот человек Смотри, отказался от ислама. Да, это все правильно, да, как бы, это все... На Израиль надо вот этот, как его, виза нужна. Геур делай приезжай, и нет, не нужна. заскакивай. Я это что хотел сказать, как бы это все, конечно, правильно, чтобы все они там, как бы и Сирия, и все они зашли как бы в Израиль, но проблема в том, что это же все как бы надо другими способами делать, а не вот теми, которые как бы... Брат, они уперлись там в пустыне, живут, слушай, босиком ходят. Им нет, мы там типа за ислам, там, евреи, так, всяк, не хотят никак с ними. Когда идти, Израиль на них нападал или что-то, они нападают, а мы потом заходим. Они вот будут свою инерцию негативную против нас использовать, а мы будем туда потом заходить и наводить порядок. Вот так и будет все. Ну, с детьми, знаю. насчет детей, насчет вот этой Конституционного как-то... порядка, да? Какой-то надо найти способ более, да, с детей вот этот момент, ну, вот эти моменты, да, жесткие не стоит. Мне вообще... Хватит опять свою пропаганду детей, хватит уже. Это неправда все. Я человек, который служил в израильской армии. Ты что вообще? О чем вы тут, что вы тут несете это все? Какие дети? Подожди, что есть дети, которые пострадали, есть, но это война. И ее не начинали мы. Это тактика живого щита. Это тактика живого щита. Вы что, не знаете? Секунду, Зурбавель. Я хочу объяснить раз и навсегда вот эту пропаганду, да, вот это для нищих. Дети. Дети и у нас тоже есть. Но то, что мы для свои деньги вкладываем на то, чтобы защитить и строить всю любую сторону защиту от всех соседей, это наша заслуга. Пусть они тоже эти деньги, которые в них вкладывали, строят себе вместо того, чтобы рыть под нас туннели. Не надо на нас валить. Нет, просто понимаешь, вот эта постоянная дешевая пропаганда дети. Дети есть и у нас тоже, ребята. И наши дети не менее ценные, чем их. И пусть каждый несет ответственность за своих детей. Если они на нас напали, пусть берут за своих детей ответственность. Единственная религия, которая приносит жертву свой народ, детей, матерей, кого бы ни было там, это ислам. Все. Это они есть вот эти вот самые, те, которые детей раньше на жертву ставили. Вот это они, их жертвенная, смертоносная религия. Я это сказал к тому, что Роберт сказал. Мартин, у меня к тебе вопрос. Оставь Роберта. Роберта мы уже поняли. Я уже раскусила его риторику. Вот у меня к тебе вопрос такой. Ты говоришь детей. А сколько раз мы слышим от арабских матерей, которые готовы отдать своих детей в шахиды? Ну вот готовы, они для этого рожают. Их матка для этого работает. Нет, смотри, дорогая, вот человек сказал, Роберт, что это правильно, что расширяется, типа я за, чтобы вот эти соседние страны были тоже в Израиле территориально. Секунду, Мартин. И только говорит другими. Ты не понимаешь. У нас нет цели расширяться. Если бы у нас была бы такая цель, мы в 2005 году не отдали бы им все. Нам хватает нашей земли. Дело в том, что они на нас нападают. У нас еще куча пустого места есть. Они нападают. Людей не хватает, чтобы Они на нас заселить эти нападают. земли. Они на нас нападают. А потом, когда их наказываешь землей, потому что из-под ног вытаскиваешь у них, на чем они стоят, вот тогда они начинают орать, кричать. Понимаешь? Если кто не понял арабское мышление, для них потерять жизни людей – это не важно. Потерять земли, вот это для них удар. Поэтому нужно их бить как раз по самому больному месту, отбирать у них земли. Это полное поражение, по-этому называется. Полное поражение. Дар аль-Ислам – это земли, которые были под исламом, когда они уступают другой вере. Это называется полное поражение. Полное. Обратите внимание, ты будешь их долбить, они потеряют
куча людей, дома, здания, да, будут жить в нищете. Им все равно. Они будут кричать, что они победили. До тех пор, пока ты у них не отберешь землю. Вот Да, когда кстати, ты отбираешь земли, они признаются, что они их победили. кстати, Это мышление вопрос такое. такой, а почему их вообще вы не добиваетесь, например, мне интересно, например, вот вместе с США, там, не знаю, с другими там западными странами, чтобы их выпустили, например. Почему вот это как бы вот так происходит? Мне вот это Хочешь интересно. принять к себе? Покажи, пожалуйста. Покажи ту Ну, страну, которую хочешь. не, ну а заставить-то можно принять? Чтобы они выезжали Заставить ты там... не можешь. Народ, который живет там, заставить ты его не можешь. Не, Ты у можешь нас ему по закону предложить- иудаизма запрет на этом стоит. Самый нарушающийся закон, если человек не еврея начинает ему что-то втирать и вводить в свою религию, даже вербально, просто, или какими-то этими. Запрет. Он не говорит конкретный об запрет. этом. Он не говорит о том, чтобы ты их заводил в иудаизм. Он говорит, чтобы ты их выселял. У нас, во-первых, мы не можем ни в каком случае выселять народ, который живет здесь, да, в этом регионе. Они могут это сделать по собственному желанию. Дело в том, что Ну а как, если они... ни одна страна не предлагает эту альтернативу забрать их к себе. Никто их не хочет. Как, Так, воспитываем, если им... видишь, что сколько Не, времени я воспитываем. имею в виду... Не, вы не поняли. Я имею в виду, например, если им... Я не говорю там, допустим, их в Египет, чтобы они там беженцами стали. Я имею в виду, чтобы они их... Выход был там в другие страны, чтобы они беженцами были там в других странах. В чем проблема их выпустить вот на такой Я же тебе основе? ответила. Почему ты не Египет поняла не с выпускает. ответа? Египет и все Нет, мусульманские подожди, страны Зрубавель, против секунду. этого. Святой, зачем ты опять поднялся? Кого ты опять хочешь? Подожди, дайте. Роберт, я же понятно Это объяснила, этот что был, у них- это этот петушок Да, был. Что... Да, просто с другого аккаунта прибежал. Роберт, я ж ясно объяснила, ни одна страна не изъявила желание принимать их у себя. В свое время что-то там секретное делала, по-моему, да? По-моему, Индонезия что-то там секретное сговорила, но там что-то варилось, но в итоге они отказались. Вот насчет этого там людей, детей, чтобы они были в таком состоянии, чтобы вот этим мировое сообщество склонять Тебя слышно, помощь. Макс? Плохо слышно тебя. Чтобы мировое сообщество как-то против Израиля дискриминировать, они там, эти люди, типа, вот, живут там, им плохо. Специально они их оставляют, арабы там. Они их могут вывести там. Конечно, как пушечное Это мясо. пропаганда. Как пушечное мясо. Они же из них сделали еще и зомби. Сами же сделали из них, дали им самую радикальную версию. Специально их спонсировали. И специально их, как там, жертвенное мясо, да, вот это то, что пушечное мясо мы называем, оставили их там и специально их настраивают. И не дают им даже шанс оттуда не выйти, не уйти, ничего. Понимаешь? Специально они их так вот делают. Спросите палестинцев, которые живут в Палестине. Чтобы жалился какое-то сообщество мировое. Чтобы их Израиль поддержало. облачать. Да, Именно в этом геноциде, который они говорят, что это типа мы геноцид делаем. Ну, геноцид, апартеид и разные вещи говорят. Поддерживаешь, ты у нас сочувствующий, я так понял. Не то чтобы поддерживаю, я понимаю, почему Израиль так делает. Они хотят как бы состояться как государство. Как и так им делает? нужно... Как так делает? Они им- прикрываются этими детьми. Что ты хочешь? Слушай, по закону международного права, зайди в резолюцию, посмотри, если помещение, здание, территория государства, района, улицы, неважно, если она захватывается террористами и оттуда ведутся опасность другому уже населению, которое находится не под их управлением, то написано, что эта территория объявляется полностью террористической. Все. Это элементарно, это ООН. Бро, Это тише, ООН. пожалуйста. Это закон ООН. Израиль не нарушает никаких законов. ООН. Роберт, у нас на днях умер солдат, да? Каким образом он умер? В Ливане он умер. Значит, освободили деревню, да, христианскую деревню, которая была рядом с этими хизбаллятами. Значит, эти террористы вылезли из церкви и стреляли из церкви в наших солдат.
То есть, если наши солдаты начинают стрелять в церковь, раскачают это дело и скажут: о, иудеи долбят христиан и церковь. Понимаешь, как идет пропаганда? Но дело в том, что эти террористы прячутся в всяких зданиях и оттуда стреляют в наших солдат. И все это идет через Турцию, через этих братьев-мусульман. Все идет с этой территории. Раньше с Египта было, когда братья-мусульмане в Египте там заправляли. Потом, как пришел этот Ассиси, который разогнал их там, понимаешь, все в Турцию переехали. Сейчас все оттуда идет. С той территории, с территории, которую Эрдоган им дал там, чувствовать себя, как им по кайфу. Понял вашу логику. Я в 90-м году ездил по территориям арабским, которые находятся там, Иудея и Самария. Я не видел ни одного теракта. Я видел, что спокойно евреи приезжают, покупают все. Арабы ездят спокойно в Израиль, на море ездят. Спокойно, никаких не было барьеров, никаких этих никто не проверял ничего. Да, Спокойно в 2000-х годах это было. Там даже не было армии, которая проверяла. Не было такого, чтобы останавливали и проверяли. Чекпоста не было. А потом начали завозить эти книжки Майкамп переводить на арабский. Потом начали их там полностью снабжать всей этой идеологией, где участвовали и Норвегия. Я тогда был, когда на этих территориях. Там были такие организации типа Красного Креста, Human Rights, вот эти все, знаешь, которые типа по правам человека они себя заявляли. Все они именно вот эти вот УНРWA, вот эти все, они именно им все эти школы взяли, вот эту образовательную систему. И именно через образовательную систему они их начали радикализировать, вот этих всех, которые детей, которые уже в нескольких поколениях радикализированы. И ты ничего не можешь с этим сделать. Это превратились в зомби. Так же, как они делают на Кавказе, через мечеть. Через систему школы. Они в школах это начали уже. Да, не, насчет Кавказа, да, то, что там реально это как бы ханбалитское течение там. То же самое сейчас они сделают на Кавказе, то же самое и на Кавказе будет. Потом они поймут эту цену вот этого. Уже они это сделали. Вместо того, чтобы строить им университеты, чтобы люди продвигались, учились, они им строят мечети, чтобы там вербовать. Сейчас прорвутся, подожди, турки, они себе плацдарм уже на Кавказе строят. Там Азербайджан, Дагестан, они Азербайджан тоже обманывают. Азербайджанцы, так не обольщайтесь вот этой вот дружбой с Турцией, типа себя приравниваете к туркам. Понимаешь, там типа, что вы одно государство, типа два государства, только в разных местах. Они вас опрокинут, они из вас сделают торпед, такое же пушечное мясо, как сделают из вас на пути в Россию, когда с Россией конфликт будет. То же самое с вами сделают, вы это увидите. Не знаю. У меня как бы тюркское тоже происхождение, как бы не думаю, что с турками какие-то проблемы будут. Давай с тобой поспорим, да? Вот мы сейчас с тобой говорим об этом, и ты увидишь еще уже в ближайшие месяцы, я тебе говорю, в ближайшие месяцы ты увидишь процессы. Я тебе гарантирую это. Гарантирую тебе. А сами будут в стороне сидеть и вести такую двойственную политику. Понимаешь? Запустят эти вот. Уже они пытались это уже сделать. Когда армяно-азербайджанский конфликт когда начался, они уже с Россией пытались тогда. Путин. Торгаши турки. Если им выгодно, они будут делать, что им выгодно. Они торгаши. Да. А вот этого Эрдогана, за ним стоят вот эта Британия, опять же, которую я говорю. Понимаете? Они его используют. А с Британией в чем проблема? Там как идет? Там идет кооператив. Слушай, там идет один вассал, а за этим вассалом говорит, что я буду там? Он говорит, у меня есть более мелкие такие, вот там приграничные территории. И они их делают вот этими буферными зонами, как из Украины сделали. Понимаешь? Так, друзья, опять мы, приходим к вот этому. Я думал, это и из Чечни они тоже сделали, из Чечни. У них руки по локоть, по горло в крови. Я тебе говорю, вы просто не знаете. Вы не знаете, что такое Запад. Жру Бабель. Мы прекрасно знаем, кто такой Запад. И я тебе четко по полочкам... Я тебе брат, они тебе не братья. Я тебе брат, они тебе не братья. Я тебе четко по полочкам могу разложить, как русские принесли этот ваххабит к нам.
как они эту тему использовали, и как они перед всем миром оправдали свою вот эту Да, агрессию да. против нас. И не Да, помогли и- ничего не сделали потом в итоге. Нет, помогать не надо, это их тема, они сами себе помогли очень неплохо. Да. Это я тебе говорю по милости, я тебе говорю Всевышнего, это так получилось, что кто-то там сохранился. Они могли уничтожить целую нацию там просто. Понимаешь, такими играми мы не играем. Израиль такие вещи, евреи, такие вещи никогда в своей жизни ни одну нацию не Я подставляли. понимаю, мы тоже в это не играем. Ни одну нацию не подставляли Нам евреи. просто, Израиль нас просто никогда. всему миру сейчас показывают, как будто мы долбанутые, как будто бы мы, короче, жить не хотим. Там, эти будулаки, которым это в голову били, сами вон куда-то под корягу, в норки куда-то заползли, да, и оттуда балаболят сидят. Да. Потом вон туда куда-то повели в Сирию каких-то пацанов. Представь, вообще вот здесь, я вот некоторых знал, когда сюда приезжали, да, вот в европейские страны, вообще это ребенок, да, ни хрена не видел в своей жизни ничего. Здесь чуть-чуть подрос, они взяли вот это вот через эти хренотень, через вот эту пропагандистскую, его туда затащили, а там их ставят амирами, понимаешь? И, о, чеченец, давайте Да, да, быстренько ему оружие, о, чеченец, типа там двойное сальто делает какой-то. А это вообще сопляк, понимаешь? Он в жизни там ни оружия в руках не держал, какой-то вообще только что из памперса вылез. То есть даже по своим годам он вообще, короче, со Да среднестатистическим. я то, видел, что- брат, у меня брат воевал. Да, да, вот эти сюда затащили, и туда как бы чеченец, там эти вообще как куропатки под огонь куда-то лезут, короче. У меня брат погиб под Аргуном. Брат под Аргуном погиб. Да, вот такая вот, короче, тема. И здесь сделали такую видимость, как будто бы мы хотим там умереть больше, чем вы хотите жить. Вот эту херню какую-то арабскую байку, блин, рассказывают здесь. Да. Люди, которые там под корягой, понимаешь, заползли. Просто вот этот стереотип, он У нас вообще его разбить надо. Никто, никакой чеченец нигде никогда погибать не Всё. хотел. Наоборот, хотели жить свободно, наоборот, хотели своих врагов шахидами сделать. А тут у нас получается, что мы здесь бесхозные какие-то, без этого. Если бы Дудаева не убрали, всё Я было бы тебе по-другому. говорю, Зруб, вот Дудаев сделал все, чтобы не было этой войны. Вот он все, что он мог, он сделал, чтобы не было этой войны. На любой там какой-то договор с Россией, он 1000 раз им предлагал. Просто мы должны быть, как говорится, мы, а вы ими. Вот Но после что Дудаева там. там ни один нормальный человек уже не пришел. Все уже, понимаешь? Ну, ненормально, это не совсем правильно. Просто мы здесь часто это объясняем, да, вот это вот. Они уже пытались протолкнуть ту же самую освободительную войну, просто протолкнуть уже на исламской идее, понимаешь? Вот это Ну, вот- видишь, Масхадов тоже советский вообще человек, ему нафиг это религиозное. Он вообще намаз делать не умел. Вот люди, которые с ним были, да, Да я знаю. он даже без омовения там куда-то остановился с этими. Мой друг, Соберут. партнер по бизнесу, партнер по бизнесу, он с этим, с Басаевым в одном классе учился, короче. Он, говорит, был там вообще чмошник, комсомолец какой-то, там этот активист. Вообще там шугался всех, короче, ходил там этот. Понимаешь? Потом решил на этой идее вылезти, себя там этим сделать. Кстати, Он поменялся. сын Масхадова Ну, я с тобой не молится. соглашусь, что он там был чмошник какой-то. Это- Я тебе говорю то, Ибрагим. что мне человек рассказывал, который с ним в одном Ну, классе учился. он здесь. просто, этот будет рассказывать. Он нормально, вот в первую вот эту вот движуху, он нормально держался. Да, этот человек трехкратный чемпион Европы, Соединенных Штатов Да, по борьбе. в первую вот эту войну Басаев держался нормально, нормальную линию держал. А Кстати- вот уже во вторую, вот у меня на канале там вот здесь на это можно посмотреть, как он объясняет, что такое ваххабиты и так далее. Просто А сын Да, Масхадова, он религиозный вообще? сын Масадова вообще, блин, как вот этот, знаешь, там такой
Одуванчик, одуванчик. Разбалованный ребенок, Одуванчик. понимаешь? Что-то вот такое, как разбалованный, там где-то... А сын Дудаева, на, сын на Дудаева. эту, А сын где-то Дудаева. на ношу там осуждаю, короче, подсел в свое время. Потом он там лазил. Потом во время войны его, короче, мать куда-то сразу отправила из республики, короче. Где-то там лазил. Потом сейчас вот здесь вот эти джамааты, Сулейманов, Джамбулат и так далее. Вот здесь в Австрии есть тоже идеологи, будулаки. Я не знаю, почему ее здесь разводят по сей день. И вот эти их, короче, я не знаю, сеть всю. Ты не Они понимаешь, вот это- почему? Ты не понимаешь, почему они разводят? Хочешь, я тебе скажу, почему? потом? Не, я Закончи, понимаю, закончи. нет, я тебе могу, вот мы можем с тобой сесть, и я тебе полностью разложу, что здесь происходит. Я сейчас не об этом. Я имею в виду, что вот этот вот сын там Масхадова, его, короче, там, типа, подтянули они, типа, ты там наш какой-то новый эмир, туда-сюда, на этой теме. У того там крылья выросли, короче. Потом где-то он взял, не то где-то что-то там высказал, мы демократы, типа того, короче. И они сразу его кинули. Да. А с этим дудаевским сыном чего там сейчас? Я ее очень сильно уважаю, потому Я что... ее тоже уважаю и понимаю ее как отец, мать, понимаешь? Вот просто я тоже отец. Ну, я ее как вот жену, верную жену, скажем, своему мужу или делу своего мужа, я ее очень сильно уважаю, потому что, скажем так, даже чеченки, вот мои соотечественницы, да, это наша, она хоть там русская, это наша, ну, жена нашего вот этого героя, скажем так, да? Она мать, короче, его детей. она мать тоже, она не только жена, она мать чеченца, мать чеченца, понимаешь? Да. То есть я ее полностью уважаю за то, что она как бы остается верная позиции вот этой своего мужа и не могла бы туда, в Россию тоже улететь. Она горем замученная Да, женщина. ее бы никто не трогал бы туда, в Россию. А вот жена Масхадова, она, будучи чеченкой, побежала туда и на поклон пошла там, кадышки вот этим. О, как кадышка здесь хорошо все устроила. Да, я что-то слышал, я давно это... А что с сыном Дудаеву? Что с сыном происходит? Сам сын, что там? Он... Ну, я не знаю, он как бы не в теме, скажем так. Пытается общественный человек. огородить себя вообще, чтобы не входить в эти интриги, да? Мне как-то, знаешь, вот мне лично, если мое мнение взять, мне как-то по барабану, что с его сыном, потому что сын, отец, то есть каждый человек, он сам делает свое имя, сам как бы... Вот это его, понятно, он судьбу отца повторять не будет. Его сыновья, да, его какие-то племянники, его это самое, соседний поросенок его, это как бы вообще неинтересно. То есть сам человек, когда он из себя что-то представляет, вот это важно. Жаль, очень жаль, что так получилось, знаешь, все вот это вот. Мне чисто Дудаев нравился, очень нравился Дудаев. Достойный человек был он. Ну, Дудаев, он миллион первый был. Там немало достойных людей у нас было, и сейчас еще остаются, да, там. К сожалению, не каждый может как бы публичную какую-то деятельность вести. Ну, в основном людей вот задавила вот эта идеология. Вот все сейчас, даже те же вот этот Басаев, Масхадов, они тоже как бы были задавлены. Ну, вы должны понимать, что он в такой системе генералом был, он дослужился, он все тонкости знал, все тонкости внутренней кухни, понимаешь, это империи. Он непростой был человек с таким багажом, такого второго в Чечне я не вижу таких размеров, просто человека с такими знаниями, понимаешь, просто с такого уровня, да, человек, он реальный был, для Чечни мог стать человеком, который мог построить страну, понимаешь? Он бы до сих пор еще был бы, понимаешь? До сих пор был бы сейчас. Ну, я не думаю, что
Он до сих пор был бы в руководстве, но по пользу бы он бы приносил бы огромную. Да, да. Время нельзя повернуть назад просто, понимаешь? Вот это вот не сохранили его там, сдали его там они. Вот эти вот. Нет, там других каких-то вариантов не было абсолютно. И то, что вот сейчас думают, что мы там воевать, не воевать, вот эту вот хренотень нам приклеили какие-то воинственные туда-сюда. Не надо нам нахрен эта воинственность. Нам нужно, чтобы умные люди были, не это самое, не обезьянничали. Какая-то воинственность. Какого хрена нам эта воинственность? Нужна куда-то Украина на джихады. И с одной стороны, и с другой, и с третьей. Это что за вообще ерунда? Не то направление взяли. Да. С республики там 3 пацанов знал. Каждый из них то неделю, тот какой-то там на 2-ю неделю, кто-то там на 3-й. А один вообще вернулся. У него там что-то сердце остановилось. Короче, 4 знаю, кто там откинулся. Ты о чем вообще? Ну, в Украине то, что про этот происходит. Мы не про Украину говорили сейчас. Мы сейчас говорили про Чечню. Но он же говорит, что туда идут там. Я тоже добавил свои 5 Воюет, он же говорит сейчас. Туда кто идет, там есть, конечно, какие-то эти ублюдки, которых благодарю украинцев, что они их обнуляют. Но там таких как бы масса не их. Масса там... Так, у кого это у меня эхо? В массе там вообще какие-то левые люди, да, кто там правила дорожного движения нарушил и так далее. Кинули туда. А вот такие там ярые ублюдки правила дорожного движения — это злостные нарушители, братан. Там 100% есть такие, потому что у нас есть и записи, где они между собой там переговариваются, вот эти дорожная полиция, гаишники или как их тут, которые говорят, да, там, если мы давайте поднапряжемся, если результата не будет, то нас самих в Украину отправят. То есть вот такая тема. Система, да, система. Но все равно, да, там это все, знаешь как, это типа. Но они все равно в 3-х эшелонах воюют там. Их на передовой практически нету, понимаешь? Не, там есть много кого закидывали. Там в 3-й, не на передовой, это как раз вот эти вот. Поначалу, в самом начале было, но потом уже... Да, которые ярые вот эти вот пехотинцы, которые нужны системе. Ну, да, они рвались прям туда. Что ты можешь сделать? Они прям рвались. Нет, такого рвения я не знаю, короче. Так, кто это у нас просится принять? Так, видимо, случайно у нас гость тапнул. Короче, эфир у нас слетел. Вот пришел. Вот это вот араб еще один. Араб с Дагестана. Ибраим. Да, говорите. Араб, салам алейкум. Салам алейкум, араб. Говорите по-арабски. Ибраим — это отец единобожия. Тебе явно не идет это имя. Ты мне скажи, да, вот просто. Ибраим был кто, Суили или чеченец был? Ибраим был единобожник. Этот Ибраим, он против единобожия. Ему надо сменить имя. Аллаху алям, брат, не надо там, а Аллах знает, там, кого меняет, кого не меняет. Я знаю.
Не надо так говорить тоже, наш брат. Мы двое вот знаем. видишь, здесь иудеи сегодня присутствуют, они же единобожники, ты почему? Они единорожники, не божники. Если сейчас нарушил Это ты едино, короче, моно, короче, этот самый. Моноксиды. Да. Короче, переобувающийся ты. Такой, который... Я арабский осетин. Зигзаговый. Забывающийся и переодевающийся. Я арабизировавшийся осетин. Вау. Это чудо, брат, чудо. Чудо, да, чудеса происходят. Но новая раса появилась. Allah. Шнейерсон леца. Озно хлеб. Педерсон леозно и Эпштейн. Ахиз едва он иблем. Ты сейчас нашего алима обидел, ты знаешь, ты этого верховного шеха А можно я себя назову Шюля Петушок? Эпштейн надо тебе зваться. Ты с какой... Я за рулем, я больше говорить не хочу, там полиция. Асвад, хабиби, ты с какой синагоги? Что? Ты с какой синагоги? Какой синагоги? Сгорела синагога, елки-палки. Сбежал я оттуда. Аллахи, если ты сбежал с синагоги, ты не на истинном пути, брат. Ты не на истинном. А зачем быть на истинном пути? Кто хочет быть на истинном пути сегодня? Никто. Никто, правильно говоришь ты, никто. Это ты Л-13, наверное, да? Это пророк ваш был никто. Пророк был никто там. Ты Л-13 бывший? Бывший? Не, бывших не бывает, брат. Пророк был все, ради него все сотворено, так что тут ты ошибся, но... Астафируллах, не говори про согласен. такие, я не хочу про пророка такую ересь слышать, не говори такие вещи. Не надо. Это беда. Про Моисея, что ли? Про Моисея. Ему, иди, Эпштейн нормально, много, я жду и чудо. Да. Особенно там, в этом, короче, осетинский пророк. Я предлагаю Ибрагиму назваться Эпштейном. Ибрагим это явно не ему. Извините, меня полиция остановила, теперь надо штраф платить. Я выхожу. Аллах тебя, короче, наказал, короче, за это дело. Аллах наказал его только что. Ибрагим, ты святой человек, я тебе клянусь. Только он тебя поругал, Эпштейном назвал и сразу получил, короче. Даже 5 минут не прошло. Понимаешь? Ты слышишь, Ибрагим? Что он получил? Слетел тапать, что ли? Не, к нему подъехали сразу штраф вручать, короче. На бабки его, короче, заплатил. Я что-то пропустил. Это сейчас он сам сказал, да? Не, он реально, говорит, остановили его, сразу ему вручили, короче, этот мент подошел, короче, все. Все, этим милицейским жезлом он ничего не сделал. Аллах его наказал, короче, за то, что... Которого мусульманина на 75%, которого он обидел, там, чисто нехорошим словом назвал. Понимаешь? Аллах просто на весы поставил просто его душу и твою душу. Взвесил твои заслуги и его заслуги. Понимаешь? Я определил. Его душу там не топтали случайно? Я думаю, что у него души вообще нету. Это робот. Зомби, короче. Но он кадыровский, 100% кадыровский. Любит сидеть так, слушать иногда в пути, когда там между перевалами, когда ездит там, короче, перевал за перевалом. Понимаешь? Думает, послушаю что-нибудь там.
Так умнеют они, знаешь, они все немножко слушают, на ус мотают. Для себя они все на ус мотают. Потом они перед сном так чисто думают, туда-сюда, перед намазом, перед этим. А вдруг нахер мне это нужно, туда-сюда, все такое. Какой намаз нахер, какой этот. И потихонечку они начинают понимать, что раком стоять не надо. Не надо раком стоять. Кстати, как этот евреи вообще молятся Богу? Можешь мне рассказать? Евреи только один раз в Йом-Кипур, они ложатся сплошмя, не раком стоят, а ложатся сплошмя, протянув руки в сторону Торы. Один раз только они вот так вот плашмя называется, ложатся в сторону храма. То есть, а Тора повернута же, Тора находится в сторону храма. Один раз только в Йом-Кипур, когда это бывает, судный день, перед судным днем. Все остальные дни, я договорю, все остальные дни евреи молятся стоя. Достойно. Я слышал, 3 раза в день что-то молятся, слышал. На колени никогда не встают ни перед кем. А перед Богом встать на колени — это западло, что ли, или что? Перед кем на колени? Бог нам дал эту заповедь, чтобы не вставать перед ним на колени. Он нас назвал своими сыновьями, а не рабами своими. Такая, да, тема? Свободный народ, оставайтесь свободными, не стойте раком. Вот это нам как раз по духу. Интересно. Изучу на досуге. А это и есть не то, что по духу, это и есть древний чеченский адат. На колени никогда не становиться ни перед кем. И мы этот адат вам вернем. Вы будете достойно стоять рядом с нами, кушать то, что мы едим. Если у нас что-то будет, мы со всеми с вами будем делиться. У вас будет война, мы придем туда защищать вас до последнего, не кинем. Мы не американцы, не британцы, масоны эти твари, короче, эти конченые. Понимаешь? Мы придем. Так, вот этот дагестанский раб вернулся. Уже со штрафом. Держи-ка на колени. Не станешь. Хватит раком стоять, Асват. Не стой раком. Хватит. Это мое дело. Главное, мы своей женщине составляем раком перед остальными, понимаешь? Послушай, ты никому это не рассказывай, ты никогда женщину как будто бы раком не ставил. Что ты там начинаешь тут? И женщины тоже раком стоят. Вот когда надо просочиться во власть, там раком ставите своих женщин. Аллах вас поставил, и его посланник раковый, вот этот вот рак, который на земле. Раком вас поставил. Я доволен этим. Я доволен, что меня Аллах раком поставил. А вот вас люди ставили раком. Поставил лично тебя. Он не поставил народ весь. Весь народ не стоит. И не надо обобщать. Обобщать не надо. Обобщать не надо. Не надо забывать. Достойно они встанут, поднимутся. И забудут про то, что когда-то они вот это вот пали в руки вот этих тварей. Отомстят за своих матерей, за своих женщин. Подожди, Роберт Фогель, кто ты там? Баумгартнер, помнишь, австрийский какой-то прыгун с автосферой? В 2013 году он прыгнул с высоты 40 километров. Помнишь его? Я-то при чем? Обращайся, вон, когда он приземлился, он сразу стал раком. Он начал целовать землю, как верующий человек, нормальный, да? Но потом он быстро стал... Землю можно целовать, как евреи, достойно, когда в Израиль приезжают. Раком не становятся. Раком не становятся никогда. Знаешь, как мы целуем землю? Этот австриец стал раком, я видел сам, но после этого... Австриец встал, и ты стоишь 5 раз в день. Это мое дело. Это мое дело. Стой раком тогда, стой раком целый день. Не надо по 5 раз. Целый день стой раком. Я очень счастлив. Когда ты миллионы лет будешь стоять раком, я буду наслаждаться потом. Ты будешь стоять, смотреть на кого, у тебя глаз не будет к тому времени. Ты о чем вообще говоришь? Да. Теперь уже сказки не надо рассказывать.
слухи не обращай внимания всякие, ты понимаешь? Я раком никогда не стоял в своей жизни и не встану. Тебя заставят. Все Для будут меня заставлять. достоинство, послушай сюда ты, для меня достоинство это больше, чем моя жизнь, запомни ты для себя. У тебя нет жизни, просто эти разговоры. У меня долгая и хорошая, насыщенная, прекрасная Твоя жизнь, жалкая жизнь. которую я люблю. Понимаешь? Жизнь отдают не те, жизнь отдают не те, кому жалко свою жизнь. Понимаешь? Кому жалко, у них они раком становятся, такие как ты. Я-то раком стою, да? Но А я придет не время, придет Я время, не стою, тебя я тоже наслаждаюсь заставят. жизнью. Я не раб. Я сын Ты Бога. раб, ты раб. Сын Господа, сын Творца. А ты раком стоишь. Раб. Ты раб фараона, ты уже забыл, да? У фараона был в рабстве, забыл даже? А? Мы фараона отхуярили, во-первых. Да, Уничтожили. 400 лет, да, 400 лет. Где они да, сегодня? Где фараон сегодня? Уничтожили Ну, мы где, их всех. Да. где все, Где? кто жили 100 лет назад? Где? все? Никого нету. И тебя тоже не будет, Да. когда будешь 100 лет много назад живущих сопротивляться. тоже нет, их тоже нет. Будешь много сопротивляться, когда мы придем, тебя тоже не будет. Ты понимаешь? Будешь нести эту пургу. Веди себя достойно. Стой, хватит стоять раком. Да, Стой. да, не Встань надо, не уже, надо. наконец ты. Встань. Ты мужчина или кто ты? Встань. Это дьявол, это говорит дьявол в тебе, все это, знаешь. Дьявол в тебе сидит, говорит, целыми днями раком стоять. А можно, это кайф, если бы ты знал, какой это кайф, а. Если ты кайфуешь от стойки раком, ты и есть тот самый, как говорится, наджас. Понимаешь? Это уже не твой язык, не надо. Не надо употреблять наши слова. Еще имя себе взял Асвад, черный, типа, черный. Какой ты нахер черный? Тебе не стыдно, ты чеченец, ты черный. У меня Бог черный, хочешь потрогать? Черный ты, да? Черный? Да. Иди своей жене дай потрогать, ты, вафлист, блядь, нахуй, голубой ебаный, блядь. С мужиком разговариваешь, говорит, хочешь потрогать? Хочешь потрогать? Ты, блядь, нахуй, заднеприводное существо, блядь, которое раком стоит. Еще говоришь, мужчине говоришь, достойному человеку, говоришь, потрогать его, блядь, нахуй, это тьфу на тебя, блядь, чмо ебаное. Ты же говоришь, что ты черный, говоришь, да. Я сказал тебе, какая сейчас. У Моисея была... На арабском слово означает асвад, это черный переводится. Моисей был черный, но рука была белая. У меня наоборот, понимаешь, вот так. Твой ищак черный, блядь, ты, блядь, дурак, блядь. Пускай мой ищак это ты, пускай будет так, да. Мой раб ты, блядь, стой, блядь, стой раком. Чечня будет свободная от ислама полностью. Ни одного мусульманина не останется в Чечне, ни одного. Я вам это гарантирую. От имени Господа вам говорю это. Именем Господа я вам заклинаю, говорю, что ни одного мусульманина в Чечне не останется, на Кавказе, во всем. Ни одного. Гарантирую вам. Арслан, у меня вопрос к тебе есть. Ты можешь не предупреждать, задавай, ты же часть нашего, как говорится, диалога. Да, у меня вопрос, вот ты этот такой как бы мужчина, да, так я насколько понял. И я как-то раз, я не знаю, ты подтверди или опровергни, как бы информацию нагуглил, что это официально, как бы даже через GPT он это как бы подтверждал, что 10%, Смотря, вот до того, как ты мне скажешь, 10, я же не знаю, о чем ты говоришь, до того, как 10, ты мне скажешь. да, 10%. Это недостоверная информация, 10. раз. Два, в зависимости от того, как 10, ты набрал, смотри, как ты набрал запрос, тоже зависит, что она тебе выдает. Ну, ты можешь сам как бы проверить. 10%, не, я еще не короче, слышал, от что 8, ты хочешь задать, правильно? от Не 8, слышал. да, от 8 до 10%, короче, взрослого населения причисляют себя к ЛГБТ+. Вот такую информацию я нарыл. В каких регионах? О чем ты говоришь? В Израиле, то, что я так
смотрел, он вот такой Астафируллах, был. что ты говоришь такое, осуждаем? Ты что вообще? Секунду. Роберт, что тебя еще волнует? Наш Талмуд, наши голубые, что тебя еще волнует? Не, мне просто Какой интересно, целью? я вопрос задаю. Я любознательный Скажи, человек. секунду, Я любознательный. Ты с Вы какой сразу, целью ты интересуешься? Сразу ваши Ты такие хочешь не посетить? воспринимаете? Не, поверь мне, Ибрагим, у меня, поверь мне, нюх на людей, я их чувствую. Вот. Выработан. Я Понимаешь, любознательный человек. Хорошо, поэтому я тебя интересуюсь. хочу спросить, с какой целью ты интересуешься? Ты хочешь посетить их? Нет, я просто как бы узнал случайно эту информацию. Окей, там, где ты живешь, или откуда ты родом, какой процент? Не знаю. О, теперь ты понял, Я в Ибрагим, Турции почему я живу. это говорю? Секунду, живу, Роберт. в Стопэ, Турции живу, секунду, как я бы, хочу я к не Ибрагиму знаю, тут- обратиться. Ибрагим, ты теперь понимаешь, почему я говорю, что у меня нюх на них выработан, на этих людей? Не, я просто ЛГБТ в Израиле, он интересуется, а в своей стране или там, где он не интересуется. Ты понимаешь, о чем я говорю? Потому что многие люди, им как бы сейчас это преследуют, да, в России. Это Как бы с распространяется, вот эта херня. просто. Подожди, с момента начала вот этого русско-украинского движения, сейчас они везде крутят, нам хотят с Запада принести ЛГБТ туда, поэтому начали зажимать вот этих представителей. Поэтому вы сразу в штыки не принимайте, может быть, человек хочет найти убежище где-то там, может, где его не будут Я преследовать. так скажу, у нас, потому что государство проевропейское, с европейскими законами, там, которые в Израиле, там нельзя права человека какие-то там нарушать. Они парады, то, что там делают, это парад там сделал, там. Это их вообще там в жизни как-то не видно даже. Вот я, например, вот служил в армии, в израильской. Я в боевых частях служил. Я ни разу ни одного голубого не видел. Вот, а там много было людей, и кто-то что приставал, кто-то Ну какую-то ты пропаганду последнюю вел. надежду не убивай у людей, сразу так, не видел туда-сюда. Не, просто Не, это получается подожди, каждый десятый. Вопрос. У него есть цель посетить Каждый- наши парады. Не, я спросил вопрос, как бы, если их нету, все, как бы, вопрос закрыт. Почему нет? Я же тебе не сказал, что нет. Я тебе говорю, Они есть, Всё, я тебе видите, скажу, вы они сразу есть. отпугиваете. 10. Они, знаешь, что я тебе скажу? Они есть у нас, и мы не стесняемся этого. Мы их не вешаем, не но убиваем, общество, не закидываем камнями. Не, просто у меня вопрос, как бы, это же считается святая земля, как бы, вы их нормально воспринимаете, их же 10% там, как бы. государство их законы воспринимает нормально, народ не воспринимает нормально. Какой 10%? О чем ты говоришь, Роберт? 8-10%. Можешь прямо сейчас GPT спросить? Народ Да не буду я твоего... Послушай, твой GPT... Давай спроси, зайди в GPT и спроси. Это ваш GPT, его же еврей Секунду, создал. Роберт, я тебе знаешь, что такое скажу, слово что... очевидцы? Секунду, Очевидцы. Зрубавель, дай мне на секундочку сказать. Зайди сейчас в GPT, прямо вот сейчас, на линии, пока ты со мной, и напиши, какая часть из этих 10% голубых, из них ЛГБТ+. арабы. Арабы. Там. Спроси это. Сейчас спрошу. Арабов много. Мне Подожди, интересно Зрубавель, самому. дай ему. Раз ему интересно, я ему помогу правильно искать информацию, чтобы не засорять мозг херней. Мы его научим арабов учить это в крови, информацию в крови. в GPT. Поэтому Ебан Анус, хадис, который я сегодня прочитал, от Ебан Ануса. Понимаешь, там? Он как раз вот по этой части. Долго ты что-то печатаешь там, братан? У тебя что там, печатная машинка, как у этого, что ли, там? Как в Смольном у тебя, братан? Где ты там? Сейчас я включу. Так, как ты спросил вопрос, я тебе скажу. Не, я спросил, в Израиле слышал ЛГБТ плюс 8-12%. Это правда? И сколько из них арабы? Я сейчас включу громкую, как бы. Давай. Что, да.
А зачем ты решил громкую? Там что, какие-то Пусть, чтобы мы слышали, ну, пускай. данные, включи. Мы тебе и на слово поверим. Проверю актуальные источники. Не слышно. Сейчас, подожди. Отдельно посмотрю, есть ли данные по арабским гражданам Израиля. Коротко. 8-12% может быть правдоподобной оценкой. Но только если считать широко. Не только те, кто открыто идентифицирует себя как ЛГБТ+, а также людей с однополым. Слышно, Роберт, подвинь как-то поближе или громче сделай. Да я на громку поставил. Сейчас, секунду, я заново включу. Микрофону поближе. Ты что, не знаешь, где у тебя микрофон находится? У меня наушник стоит. Непрофессиональный бот какой-то. Масонство он верит, короче. Иллюминаты, там это все. Забил себе мозги всякой херней, короче. Вот я, например, ищу ЛГБТ в Израиле, и написано в тени, в шкафу около 83% арабских представителей ЛГБТ в Израиле скрывают свою ориентацию от окружающих. Из них 50%, 83%. Из них 50 скрывают ее абсолютно от всех, а 33 открылись лишь кругу лиц. Давай я прочитаю, вот просто. Давай, 8-12% может быть правдоподобной оценкой, но только если считать широко не только тех, кто открыто идентифицирует себя как ЛГБТ+, а также людей с однополым влечением, опытом. Для Израиля нет одного официального числа во всей стране и всем группам. Что есть по данным? По еврейскому населению Израиля 18-44 лет исследование Мор Давидович показало, среди мужчин 8,2% идентифицировались как геи и бисексуалы. Среди женщин 4,8% как лесбиянки и бисексуалки. Но по однополому влечению цифры выше. 11-3% мужчин и 15,2% женщин. То есть диапазон около 8-12% ближе к широкой оценке, особенно если учитывать влечение и поведение, а не только самоидентификацию. Это не весь Израиль. Но ты говоришь Израиль, ты послушай, в Израиле живет 2 миллиона живет. Вот, арабов. вы не дошли, я не дошел. Вот, я читаю про арабов. Дай дочитать. Да, я до арабов не дошел. Это не весь Израиль. Важное ограничение, если это исследование было по евреям 18-44, а не по всем гражданам Израиля и не включало полноценное арабское население. Поэтому нельзя честно сказать, в Израиле точно 8-12. Сколько из них арабы? Надежной официальной оценки, сколько ЛГБТ плюс арабов в Израиле, я не нашел. Есть исследования про ЛГБТ плюс ты неправильно арабов в сейчас Израиле. излагаешь. Ты неправильно излагаешь. Это не только... Это среди вот этих 12, 8, которые ты говоришь от 8 до 12, они там находятся внутри уже, вот этого вот. А не то, что ты их прибавляешь еще к тому же. Они Секунду. Когда пишет чат GPT, он пишет, имеет в виду Израиль, это все население. Это не говорится о евреях. О евреях там не говорится, что это евреи. Секунду, Зрубавель, секунду. Важная по евреям сказал. Важная точка тут в этом предложении было в начале, что в этот список входят и люди, у которых было всего лишь один раз, да, такое вот отношение. Один раз типа не пидорас, да? Это типа не его образ жизни, а просто испробовал, окей? Среди вот этих от 8 до 12. Ну и что теперь? Да. В Чечне, ты знаешь, в Дагестане, что это процент, знаешь какой? Хочешь услышать? На Кавказе. Давай, мне интересно. Зайди сейчас тот же самый, вот у тебя есть чат GPT. Махачкала неофициальная столица геев на Кавказе. Аспид первый в России Дербенте. Первый по России Дербент по спиду. Нет, Джухар. В Дагестане точной статистики нет. Джухар, это как наркотики, да, вот ты один раз попробовал и все. Ты же не становишься от этого наркоманом, правильно? То есть это
какой-то опыт, которым людям было, может быть, интересно. Но И это не значит, посмотри что в они их там- разговоре, вот сейчас я разговаривал с Асвадом, он мне говорит, возьми, дотронься до моего члена, мне вот так вот говорит. Достойный мужчина, когда такое может сказать другому мужчине, дотронься до моего члена. Это у них у всех. Они все такие. Все практически. Они все заднеприводные там практически, кто в исламе. Кстати, Джохар, когда ты говоришь, как он испробовал, у меня такой же вопрос, я не устаю говорить об этом. В криминальном мире, да, когда сидят там по уровню, они делятся. Зэки, да. Да. Это пидорасы У них есть- тоже. Секунду, у них есть там петухи, которые официально названы петухами, и есть воры, да? Вот меня спрашивают, если они такие крутые и они воры, как у них Так встает? они тоже пидорасы. Так они тоже пидорасы. И те, и другие скажи- пидорасы. Кто Иди мужчину скажи трогает, этому вору, что он пидорас. Он тебе Ну, если упадет. он- Они не если я понимают, его что такое вижу, пассивный, они не так понимают, если- что такое пассивный, что такое активный. Пассивный Так гей, если активный. я его увижу, я скажу, что он пидорас. Почему нет? Пассивный и активный гей. То есть это тоже гей. Понимаешь? И пассивный, и активный гей. Теперь я тебе скажу следующее. Израиль, о нем очень часто говорят, потому что действительно есть опросы, проверяют. Но есть страны, в которых это до хрена идет, но об этом никто не говорит. Но И то, что об большинство этом не нашего говорят, общества, большинство и то, что нашего об этом не говорят, это не значит, что этого нету в других странах. Подожди, большинство Израиля, большинство, как я там жил, я то, что очевидец, я видел, это дело презирается на самом таком уровне. Но никто их не трогает, просто физически не применяет против них силу и не преследует их. Это считается позорным в Израиле, преследовать и применять физическую силу по отношению к больным людям. Считаю их больными. Я считаю, А я считаю. Ну, хорошо. Это, смотри, для этого мы разные люди, а каждый по-своему считает. Я понял отношение как бы Арслана, как бы круто, если так. Как говорится, мне не надо быть крутым, я и не стремлюсь быть крутым. Я говорю, какой я есть на самом деле. Я за свое достоинство, за свою честь, за честь своей семьи, своего народа. Я постою, я свою, даже не буду даже сомневаться ни на одну секунду, что мне надо. Если мне надо жизнь отдать, не сохранив свою жизнь, я ее отдам. И я это доказывал на поле боя не один раз. И любому, кто мне это скажет что-то там, или когда дело до дела дойдет, мне нету такого человека, который мне предъявит, что я недостоин. И говорю вещи, которые не сходятся с тем, кто я есть на самом деле. Никогда. И таких евреев, я среди таких пацанов всегда жил, воспитывался. Один из них мой отец, мой дед, и все, кто у меня были. И по материнской, и по отцовской линии. Я пидорасов не видел ни в своем роду, и не среди своих соседей. Понимаешь? Из-за пидораса я могу любому разъебать ему всю его сущность. Все, не матерись, спокойствие. Короче, вообще никакого шанса ты не оставил. И слишком стопудово ты горский еврей. Ислам сломался. Ислам сломался. Я сломал ислам. Я правильно понимаю, ты с Кабардино-Балкарии, да? Если я не ошибаюсь. Вообще родом. Нет, я из Чечни, брат. Я чеченец. Ну ты про Терек говорил, я поэтому предположил. Я про историю говорил. Если я говорю про какую-то реку, сейчас я тебе буду говорить про Тигр. Я что, тигриец, что ли, там? Или там с Месопотамией, что ли? Я не понимаю. Ну в Кабардино-Балкарии же там большая община, если я не ошибаюсь. Я поэтому спрашивал. Везде были большие общины. До Кубани до самой были. До самой Кубани были огромные общины еврейские. Что? Если ты говоришь про горских евреев. Да, я про... Я не стесняюсь это говорить, я никого здесь не боюсь. Я сижу в таком месте, кто мне чего может сказать. Мне зачем врать? Я чеченец.
По отцу, по матери, по всем, все, кто у меня есть. По моей родословной, я из Бинойского тейпа. Ты же до этого говорил, что не хочешь говорить. Сэс Муса Хамбар. Башку. Что, ислам сломался, да? Ты это мне говоришь? Я-то при чем? Да не только тебе, ты при чем тут? Я говорю, здесь внизу Да. сидят, внизу на комментариях, слушатели, 36 человек, все сидят, молчат, короче. Да устали, наверное, уже поздно. Сейчас уже 12 час. Зеки, знаешь, когда на зонах были, они наколку ставили, на глаза, когда закрывают, им наколку делали, и они писали, они устали. Понимаешь, вот это, они устали. То есть, если он спит, у него это было можно увидеть, прочитать, короче. А если открытый, ты не видел, короче. На вот этой вот коже мягкой, которая глаза закрывает, как это называется, я забыл на русском. Понимаешь, там? У тебя тоже глаза закрываются, братан. Смотри, чтобы тебе никто не наколол, там ничего такого. Я зона. Не знаю, что там в зонах и что там вообще такое. Это зона, как бы. Зону тоже Интересно знать, мне. зону тоже в своей жизни. Он тебе всегда тебе помогает. Это называется веки. Береги свои веки и живи вовеки. Да. Что-то меня на сон тянет. Ибрагим, как это? Не спать. Самое главное, бдительность не потерять. Так, вот пришел этот Ты, конечно, гусар. интересный персонаж. Стеллочка. Чухуба духтери тут. Какая духтер. Вопрос Духтер еще папа, такой. Духтер Да. папа. Нормальный вопрос. Чем отличается иврит от этого, как он называется? Какой там... Идиш или... Идиш, как он идиш. называется? Идиш, да, идиш. Чем они отличаются? Или это Видишь, одно и он то же? основан на основе немецкого языка и смешанный с ивритом тоже. Иврит тоже там есть. Просто произношение ивритских слов, они со спецификой такой очень особенной. Я сейчас не могу, я говорю на идише очень хорошо. Очень хорошо. На чем больше говорят? На чем больше говорят в Израиле? На идише или на иврите? Какой идиш в Израиле на идише, только вот эти хасиды говорят у себя там на шаббат дома, когда собрались. Все на иврите говорят. А за границей, вот, среди ашкеназских общин, они у себя дома говорят на идише, да. В Америке, например, вот так вот. Ясно. Hebrew. Роберт, так ты у нас месхетинец? Нет. Ну давай колись уже даже Зрубавель сказал, откуда он. Я карачаевец по национальности. Скажи мне, если ты карачаец, что означает «я насыпаюсь»? Это на абазинском или черкесском? «Я насыпаюсь». Что означает? Ну, на абазинском или черкесском это нехорошее слово. Это не на моем языке. Так переведи. Да, не хочу я переводить это. Грязное слово. Человека. Потому что если он еще какой-то язык скажет, что он знает, я упаду. А ты знаешь, как будет по-казахски «понеслась»? Я же говорю полиглот. Ты знаешь, как будет по-казахски «понеслась манда по кочкам»? Не знаю. Амдзик, дзык-дым, дым-дым-дым-дым-дым-дым-дым-дым-дым. А ты знаешь, что
А ты знаешь, что Спрошу казаха. алматинские девчата носят желтые турусы, а под турусами у них, как у суслика, усы. Смотри, я тебе могу сказать, что амджих это точно тюркское слово, потому что на турецком тоже, когда ругаются. Не обижай азербайджанцев, не обижай. Это у казахов амдзиг, амдзиг. У нас нету такого амдзыка. И что ты меня учишь? Турки же говорят амунакоим. Что они имеют в виду, ты же знаешь? Ну да, родословная у них, конечно, одна, все корень слова. Вот это похоже, да. Вот это то, что ты... Вот это... Тут говорил, что мусульмане заднеприводные. Да, мы говорим, утверждаем. Ты говорил это, да? Да, я говорил про это. А что ты можешь сделать? Тогда сделай такой челлендж. Где ты сейчас находишься? Слушай, ты 5 раком в день. Сперва дослушай меня, дослушай ты сперва. Раком сказал. Раком. Я раком твою мать поставлю, понял, бля? Чешок, Твою бля, мать будто надо в Европе, раком бля. ставить, бля, дурак. Гондон, бля. Скажи, где ты находишься? Подойди. Так, гусар вылетел. Он не придет. Стоп. Это не матерись. Гусар улетел. Я говорю, он на вокзал не придет, на Вильнюсовский, понимаешь? Не придет он. Мне так смешно было. Это он семечки, да, грыз, когда поднимался на разборке? Семки они говорят, семки, короче. Да. Как Типа это, там бабка на лавке, знаешь, сидит. басота, который раком, которая басота стоит, вот это, раком целыми днями. Вот это, вот. Он думал, здесь он зайдет, сразу все испугаются, начнут извинения просить, короче. Смотри, такой вопрос, Арслан. Короче, у меня книга Торы. Хотел спросить, это нормальный как бы перевод или вообще сама книга? Ее, короче, редактировали Сергей Сергеевич Аверинцев и другой Йоль. Аверинцев. Да, Аверинцев. И Писахович Вейнберг. Йоль Писахович Вейнберг. Да. Выкресты, оба выкресты. Это нехорошая, да, книга получается? Оба выкресты. Выкресты. Мы так называем те, которые ушли в этот, короче. Оба выкресты. Да. Ясно. Я в США покупал книгу, как бы, поэтому. Но она у баптистов очень много. Здесь там у них переводы есть. Здесь в баптистских церквях полно продается. Ты не бери это, возьми один раз настоящую. Варда Букс называется книга. Возьми, купи один раз. Джудайка, знаешь, да, магазины Джудайка, вот эти все, где еврейские, эти там книжные магазины, зайди туда, возьми там один раз настоящую Тору на русском языке, перевод нормальный. И будет тебе вот тебе перевод, все. Кошерный перевод. Ее в США делали в Иллинойсе, эту книгу. Я же говорю, евангелистов много, здесь разные есть переводы, так это, они по-своему переводят. Я сверял это все реально сам. Зубавель, ты знаешь, что я видела недавно? Аккаунт. Значит, они написали на своем аккаунте иудейские христиане. Иудео-христиане, да. Слушай, они, значит, одели кипу. Есть еще эти евреи за Ишуа. Есть еще вот это такое. Ну да. Они как бы верят в Иисуса. Они одели кипы и молятся в церкви. Я охренела, я не поняла, как это и что это. Я был в США, их в Израиле тогда, когда я был в Израиле, их не было. Они еще не так были распространены. Сегодня они активно действуют и в Израиле тоже. Да, они действуют. Даже канал какой-то открыли. По домам ходят, там оставляют всякие флаеры, там эти, короче, всякие вот литературу распространяют, почту ставят, там это, да. По домам ходят. Едут, распространяют, да. Ну, именно среди неверующих они распространяют. Они даже детские сады открывают сейчас бесплатные, те, которые не могут платить там для бедных, там это специально, типа, чтобы там детей уже учить по этой системе, понимаешь, там.
там делается очень много. Сейчас торгаются, сейчас и вот эти все евангелисты, баптисты, потом вот эти евреи за Ишуа. И они это делают под маской иудаизма, ты понимаешь? Специально, чтобы привлекать, что мы типа... Недавно был ролик, как якобы омывают иудеи, да, он, то есть, с кипой, да, как будто раввин, и он эту женщину омывает в реке. Я посмотрела, я охренела. Думаю, если бы это был бы еврейский раввин, он бы не трогал бы женщину ни за что. Он не имеет права трогать женщину. Кто может вообще в женскую микву зайти, чтобы окунать ее? Так ты понял? То есть это только дураку может быть непонятно, что он не иудей. Ну, что это он у тебя мозгов хватило, а у наших многих не хватает мозгов. Ты же не забываешь там это. Мы же... Вот так вот они потихоньку внедряют в Израиль. Вот это вот непонятное что-то. Понимаешь? Со всех сторон нас атакуют, то эти евангелисты, то они с нами дистанцию хотят сбросить, к нам приблизиться, чтобы нас потом духовно убить, из евреев сделать. Они нам арабов держат тут, чтобы нам не расслабляться, а с другой стороны сами они туда тоже подсовывают этого. У них есть разные направления. Те чечения, которые на сближение с Израилем, они свою работу делают отдельно. А в центральном офисе, там они с другой стороны арабов оружием снабжают, понимаешь? Все у них вот так вот, двойная идет. Понимаешь? Вот мусульман подстрекают. А у вас ягудовская, ахлюсунна есть? У нас есть ахлюсунна и свои хадисы, и мидраш, все как надо. А кто, например, на истине, это ультраортодоксы или ортодоксы? Или хабатники вообще? Вот сегодня самое большое течение, которое основная, не изменившая вот этот вот... Ладно, старый... Чешок, материть тебя не буду за то, что Ибраим выкидывает меня. Но я тебе один момент скажу. Если ты такой мужчина... Короче, успокой его. Любому подойди и скажи эти слова в лицо. А слушай, ты хочешь со мной... Тогда он из тебя может встретиться со мной хочешь? Ты мне это в лицо сможешь сказать? В лицо мне можешь сказать это? Да этот чушок, он не знает, с кем он разговаривает, этот тупица. Я таких, как он, в машину по 10... Мой багажник полон был такими, как он. Спортсменами, короче, ты знаешь? Кстати, Зрубабель, ты знаешь, что такое чешок? Чухан, да. Не, типа, моча там, вот такое. Да. Ослиная. Сидят тут семечки, короче, там сейчас кто-то грызет. Хорошо. Так, это сейчас уже Роберт на семечки перешел. Или это угли. Я зубной нитью, короче, потихонечку чистил зубы. Чистишь зубы? Да. По сунне пророка, хвала Аллаху, короче. Что ты, братан? Тогда нормально, если зубы чистил. Только микрофон надо выключать. Короче говоря, они решили все объединиться против нас, короче. Думают, мы маленькие такие, да, нас мало. Народ такой, что там у вас, там, 15-20 миллионов, там, давай мы вас там раздавим сейчас все, короче, мы, если все соберемся, мы вас просто заплюем, понимаешь, там, вы пропадете там. Давайте, выходите на джихад, на войну, что вы там сидите, давайте реально столкнуться лицом к лицу, бля. Раком вас ставить будем. Спокойно, мы в ТикТоке, спокойно. Раком ставили наши деды. Раком мы ставим, и наши дети будут вас раком ставить. Аузубилля. Осуждаю сам самого себя иногда за такие мысли негативные. Короче, у нас примерно такой же вариант есть. Джамшут наш. Что-то он у нас выскочил. Вот этого шуганулся он. Тут один был, его испугал. Вот этот, который стихотворный спектакль здесь устроил. Я семечки не грыз. Я здесь слышал, кто-то Камасутра раком ставильщик. Это кто? Малохольный, ты когда поднимаешься без понтов, слышишь меня? Без вот этих движений, понял? Кто это здесь раком ставильщик? Это кто был? Обычно я ожидал. Ты должен же это знать. Тихо, малохольный.
Ты когда поднимаешься... Я возьми не воздух. знаю обычно, но обычно я ставлю раком. Так что тебя... Ну, я сейчас не буду за то, что вы меня выкидываете. Чуть-чуть наберусь там терпения, буду нормально. Хватит. Бля, саата, бля, يوم مولع, бля, عطينا. Ты не быкуй, все, успокойся. Хорошо, قديش بدك تسوالها؟ هاللبة يقولش هتقولش وين؟ Крутой лицом нахуй стань со мной, лицом к лицу. Я тебя, знаешь, я тебя как поставлю, бля, когда Малахольно, придет, я тебя... Малахольно, успокойся, не кричи. Кого ты поставишь, твою, бля, участь раком стоять всю жизнь, блядь. Сиди, бля, по 5 раз в день раком стой. Раком стой. Раком стой всю свою по 5 раз. Стань вообще, блядь, не вставай. Раком вы стоите, бля. Стой раком, не вставай вообще. أرمخوس الله حد واحدة إبراهيم بقى Малахольно, ты же стоишь раком, когда молишься, я не понял. Малахольно, ты когда молишься, стоишь потому что все, поехали молить, а подожди, что ты тараторишь, успокойся. Ты когда молишься, ты же стоишь раком, говорит, потом что тебе в ухо в залетает. нем кровь пророка. Да, я понимаю. Я уже начал понимать чеченский, да. У него кровь пророка. Моча конская в нем. Слушай, ты когда... Моча верблюда. Да. И хвост. Скажи мне, ты когда молишься, ты стоишь раком, и муха залетает. Что ты сказки рассказываешь, малахольные? Или ты не молишься, или ты из капели стал я просто? сейчас не хочу тебя оскорблять чисто из-за того, что вы меня выкидываете. Подожди, давайте я тебя нормально. оскорбил. Чеченцев оскорбляет. Евреев не может оскорблять. Я тебя оскорбил, ты? Подожди, тихо. На мою религию. Малахольный, ты же молишься раком, блядь. В чем проблема? Или я неправильно говорю? Ты как молишься? А ну-ка расскажи, а ну. А На ну-ка, Кафе, расскажи, как четвереньки, ты молишься. малохольный, на четвереньки встал Подобает быстро. мусульманин, как и подобает. Ты вообще алкаш, блядь. А как мусульмане орёшь, молятся? А кричишь, ну-ка, как а ну-ка, как блядь. мусульмане На молятся? четвереньки встал быстро. Быстро на четвереньки, раб. Я Подойдите, тебя тоже, если будь ты в Европе, клянусь, будь ты в Европе, я перед твоей Я сейчас в Адверпе, я в Адверпе, можешь приехать в Адверпе? Ты в Бельгию, Адверпен можешь приехать? Все, подождите секунду, Зру, Ты можешь подойдите. приехать? Я тебе жопу порву, если ты мне попадешься. Жопу я Приедь тебе в сам Австрию, найду. посмотрим. Я тебе сам найду, сука. Яйца, приезжай в Австрию. Валлахи, я готов тебя лишить твоей вот этой девчонки. Гузар, зачем тебе его яйца? Я не бля. понимаю. Успокойся уже. Подождите. Я за него Голубой, потому заступлюсь. что он, ему только яйца снятся. Ахубон, Подойди. старый. Подойди. أصحى يونخ ويرو صابودا أصحى يونخ ويرو Говори, Сабурдан, говори. Подойдите, я Хотон араб, но он чеченский язык разговаривает, я за него заступлюсь. Никто мне ничего не может сделать, бля. Вы, бля, сытесь, бля. Вы обосрались от меня одного, все, бля. Астафируллах, что ты тут заявляешь? Как тебе не стыдно? Что ты заявляешь? Ты говоришь, что ты араб, не говори, что ты чеченец, да? Потом не будет стыдно. Я с кровью пророка, я его потомок, чеченец. Так что ты должен был радоваться этому. Какого пророка? Потомок, ты не понял. Подожди, малохольный. Мы же сеанс пришли уже, сеанс. Мы уже с тобой уже вылечили этот... Ты успокойся. Тебе у меня, честно сказать, такой вражды сильной нету. Ты более-менее... Подожди, ты от какой 11 рожден? Какого потомства 11 рожден? Хасана. От Хасана иду, понимаешь? Да, от Хасана? Да. Тогда ты араб же, да? Ну, потомок Хасана, этот, который пришел в Дагестан, он выебал этого, вот, короче. Смотри, вот потомок Хасана, слушай меня внимательно сейчас. Потомок Хасана, подойди. Ты плод насилия, ты. Это, как сказать, для вас подарок.
Плод насилия. حط إنهم يا حاجة حط إنهم إيه Сахуба, да? حط А может два, а может два, Кирилл, бля, сколько тебе лет, старый? 120 دوسة На, реально, может два, Алан, что хожу чайна, что Мы этим летом будем справлять. Свободня, самошо дугаю. Посмотри, согич да, ханири рюк хачичу, да? Ерю хадек ега бля, китара чишок бля, хабраш яцик нирца яка. Асадаю, любой человек. Вообще нету старшего уважения. Нахуй, бля, сусатцева, бля. Что пидоры, что Веня уехашу, бля, сунтия яш моя, че менты еще номер скидывают яш, бля, что тут виндета сам, бля. Вообще я на чешок, подойди, яц, бля. Это, бля, что нахуй. Шел нахрен. Еще в сторону виндета что-то скажешь, я тебе голову оторву, понял ты, бля? Да, мотыгяцая. Потом Хусейна который изнасиловал его прапрапрапабушку, он вместо того, чтобы заступиться, прийти, нормальным стать, он сидит, их еще гордится, то, что это Раньше мне рассказывал, что он потом от какого-то шлымазала, слышишь? Хасана. Не, у него постоянно меняется, это, ты не знаешь, что это старый мой пациент. И он говорит, я в Ираке. Я говорю, а где Ирак находится? Он не знал. Мы два стрима искали Ирак, где находится Ирак. Это такой, знаешь, долгий процесс. Мы 3 года с ним разговариваем. Он немножко потихонечку такой чушок. Я ему сказал в Адверпен, если он приедет, если он мужик, я ему покажу. Эти люди, вот дайте мне сказать, вот эти люди заселились в Чечню, их когда-то чеченцы приняли, дали землю, да, приютили, дали землю, дали все, дали свободу, дали все, что им надо. Такое и сегодня... они приехали, они Подожди, есть, которые приехали, есть, которые приехали, 19 век. Дай ему сказать, Подожди, есть, приехали, им дали все. И вот их поколение, вот смотрите, они растили своих детей, вот эти люди, их учили ненавидеть чеченцев. Они растили свое поколение, чтобы ненавидеть чеченцев. Вот эти поколения, которые они породили в Чечне, они выучили чеченский язык, они выучили все и ненавидят чеченцев, понимаете? И ты его защищал только потому, что он по-чеченски говорит? Да, вот я хотел, не получилось. Тогда тоже их пожалели, как ты, а потом смотри, что они с вами делают. Абсолютно. Короче, по граблям ходим. Неблагодарные. Подожди, в круге идет все, понимаешь? И я жалею, мой отец жалел, его отец жалел их, понимаете? Так все идет. Вот этих выблядков. Да. Что он в Европе делает, этот дебил, а? Вот это мне интересно. Малохольно, поднимись. В Вене, да, еще? В Вене. У них там, которые... Они там, которые... Смотрите, они там, которые в республике живут, они все там офицеры, связаны с властью, вот ихние, вот эти вот арабские. А в Европе что, мало кто с ними, что ли, связан? А вот этот вот сюда, почему приехал, вообще непонятно. Видимо, там на социалку вот такое. На халяву. Сейчас он поднимется, я с ним спокойно поговорю. Он само такой может... Я же его, доктор Айболит. Да, он тебя называет жидом, а ты его малохольный. Все хорошо. Да. Давите их, я вам говорю, давите. Они на земле, им места не должно быть. Не должно им места быть на земле. Малохольный, поднимайся, давай. Только без мата, слышь? Скажи мне, а что ты в Европе делаешь? Понимаешь? Ты сперва отрезвей, бля, алкаш, бля. Ты что за место, бля? Алкаш твой пахан, бля, конченый чушок. По твоему голосу слышно, что ты алкоголик. Алкаш твой пахан, дурак, бля. Малохольный, я же сказал, что без мата. Что ты, бля, быкуешь опять, бля? Что, блядь? Утерился. Я говорил, что он алкаш, бля. Это у меня в роду ни одного алкоголика нету. Чухан, бля. В роду нет. Скажи мне, а что ты в Европе делаешь? Ты от темы не уходи. От темы не уходи. Ты что в Европе делаешь?
Называй мое имя, тогда буду отвечать тебе нормально. Что значит твое? Твое имя малохольное. Что значит твое имя? Не понял. Что такое малохольное, ты знаешь? Что такое малохольное, ты знаешь? Как Что тебя такое зовут? малохольное? Тебя как зовут, я спрашиваю. Где живешь? Меня зовут тот, кто давал в рот Зрубабелю. Понимаешь? Тебя зовут, Запомни знаешь это. как? Кто отсосал, наверное, у Ишака. Я на тебя бы на тебя, блядь, Блядь, свой голос святой вообще, блядь, святой мужской, детоорган блядь, я бы честно на тебя не сказать. Ты поставил. истеричка. По тебе видно, что ты истеричка, бля, реально говорю. Я бы свой святой детоорган на тебя, на голубого не Ты в поставил. прошлой жизни женщиной, походу, был истеричкой, бля. А сейчас, бля... Малохольный, держись, без Где упейся раком стой. Раком ты стоишь, вот ты женщиной был. Все, кто раком вы стоите, вы все женщинами были, наверное. Раком, бля. Не простыми женщинами, недостойными женщинами. Малохольный, путанами. подожди секундочку. Путанами. Ахи, ты лишняя. Малохольный, что ты в Европе делаешь? Объясни мне, а? От темы не уходи. Живу, кайфую, учусь, работаю. Что кайфуешь? Что еще ты А с какого ты хера, бля, претензий, бля, постоянно свой ислам кидаешь? Ты живешь у кафиров, да? Ты что, Работаешь у европейцы, кафиров. ты жить, бля, Секунду, я тебе какое стоять, дело? стоять, Эти бля, европейцы стоять. больше меня вас не любят, Я тебе там, ненавидят. я тебе говорю, если ты мне в руки вообще попадешь, закрой ты рот, из алкашня, этой блядь. Европы Закройся. бежишь, блядь. Будь ты в убежишь Вене, я бы тебя оттуда. натянул бы, клянусь. Я тебе клянусь, говорю, если ты мне в руки попадешь, ты с этой Европы убежишь. Попади сюда, Вена, приезжай, К Кадырову поедешь, Кадырову поедешь спросить. Клянусь Аллахом, я готов. К Кадырову тебе показать, поедешь блядь, спросить статус беженца. Где раки земли. Кадырову. Кто мне не нужен, я потомок пророка, понимаешь? Я избранный Аллахом. Хуй я Какого накидал пророка что потом? твоего пророка, Понимаешь? понял ты? Зурбавель, подожди секундочку. Зурбавель, подожди секундочку. Какого пророка ты потомок? Ты можешь объяснить? Гюлюзара, послушай меня. Таких, как ты, потомков нахуй, твоего... шмара конченая. Послушай, Закройся, Шмара, твоя мама, всё, все, кто тебя Я сделали. евреек не ебу Имела я вообще, в виду блядь. Вы всю для твою меня как породу, свинья, всю блядь. твою живое, мертвое, иди к чертовой матери. Дальше переговорил меня, не переговорил. Не разговаривай Теперь послушай с ним, меня, блядь. что Вообще, такие, как блядь, я, говно девочки, сидеть, делаем с блядь, твоими заднеприводными мусульманами. Иди Мы нахуй, вас блядь, натягиваем, иди нахуй, вы у нас шалава, раком бегаете, Иди потом кусай, умоляете. да. Если Кусай, бы тут да, можно да, было да. бы открыть видео, я бы тебе показала бы, как наши девочки вас натягивают, как вы ходите со слюнами и плачете, Они чтобы вас не думают, евреи наказывали. какие-то Как немощные. как Это мы какие-то твоих немощные братьев люди, достаем думают, из-под евреи. машины, Я тебя куда выжил, твои да, братья прячутся Я тебя выжил заднеприводные. бы, сука. Подожди Выжил секунду, бы Зурбавель. тебя щас. Я тебе покажу, Лошара, как ты они что это? прячутся в Лошара машинах ты, блядь. Лошара заднеприводные, чтобы их не конченая. споймали, Алкаша, чтобы закройте, приехать в блядь, нашу Я благословенную тебя страну, выжму, заработать нахуй, выжму тебя копеечку. просто. Алкаша, Понял меня? закройте А голубого, теперь блядь. запомни, Зру алкашня бабель. заднеприводная. Послушай меня, алкашня заднеприводная. Ты, может быть, там, где ты родился, есть алкашня, а тут нету алкашни. Ты меня понял? Ты меня понял? Теперь закрой свой рот и еще раз скажешь жиды, я тебе твою жопу порву. Ты меня понял? Я твои яйца просуну тебе через задний проход и вытащу тебе с горла. Ты меня понял? А теперь пошел нахрен тусоваться со своими белками. Давай, давай, проклятый Аллахом, иди. Чмошник. Ужас, какой ужас, ужас. Вот это Заходишь ихнее сюда лицо. каждый раз, жиды, Вот жиды. настоящее лицо их. Вот тогда они начинают показывать, как они евреи, все, что вот это свое настоящее мусульманское, вот это свое отродье, вот это змеиное отродье. Ужас, какой ужас. 2,5 миллиарда, Короче, блядь, пытаться, мусора бесполезного, пытаться. который воюет с 15 миллионом и просираются. Саммит ваш собрался, блин, бесполезный умма, блядь. Собрались, ни хрена не сделали, попили чай и разошлись. Пелочка, это Уничтожили. все просто, потому что их не учат Вечно стоять будете раком. ныть, блин, Раком вечно стоять. будете ныть. Раком, потому что стоять они должны. Вот почему. Он Рассказывай. потомок пророка, это его не понимаешь. Да. Пытаться поэтому вот я этого его- очеловечить, та попытка, да, очередная, она наоборот, как бы на его уровень опускает. Ты понимаешь, Ибрагим, поднялся раз, поднялся два, поднялся три. Всех оскорбляет. Какого хрена мы должны это терпеть, слышишь? Я не понимаю, зачем. Что нам с этого вышло? Кривого только могила исправит. Значит, он доживется до того дня, и все, и там исправится. Эх, малохольные. Нету никакой надежды, чтобы ты выпал. Плохо работаешь, Леон. 3 года с ним работаешь, и ни хрена никакого сдвига. Знаешь, он какой-то день начал подавать признаки разумия.
Что-то на 2 недели его потерял, и все, опять началось вот это. Это такие, Послушай это меня, просто такие. конченый, Постройки. Леон, конченый мусульманин, который вот в конец конченый, как он, они только так понимают, только силой и когда их унижают. Да, только После силу они этого понимают, только сначала силу. дай чапалаха, а потом считай его за человека. Клянусь, если бы Не кто-то надо. меня увидели бы, да, я ему просто, да, один раз дал бы, если чапалах, я тебе говорю, он второй раз уже, я тебе говорю, он был в Ужас, реанимации ужас, был бы сейчас. ужас. В реанимации. Не, первый урок это мы привязываем к ослику его, да, и прогоняем по полной программе. Там мозгов нет. Я, говорит, в Вене. Он, наверное, друг Хеленки, живет там, где вот эти вот беженцы живут вместе с арабами. Хеленкины друзья. Да. Такого нельзя вылечить, Ибрагим. Я просто смеюсь, но он контуженный на всю голову. Там только можно уже прикалываться, все, там уже не спасешь его. Если я просто узнаю, кто он здесь, его нужно будет сразу как бы... И в Чечню тоже не, мы придем, и побреем этого, блядь, бородатого козла, Не в блядь. Чечне, он не в Чечне, он же говорит, он в Вене, он в Европе. Он не в Вене, он не в Вене. Вот еще один. Слушайте, хотите Он где-то послушать? со мной виделся тоже. Он говорит, я не знаю. Не, он не в Вене, он врет, он не в Вене. Я ему сказал, если он хочет, в Не Антверпене верю. я нахожусь сейчас. Мы Я знаем, ему дам. мы знаем, где он находится. Пусть приедет в Бельгию. Это там 2 минуты оттуда, если он в Франции где-то находится или в Потому что он Германии. работает на стройке, он не соврал. Но он не в Вене. Видишь, малохольный, я все о тебе знаю, малохольный, да-да. Вот этот, который батя жидов есть, который... Малохольный, скоро мы к тебе придем, малохольный. Слушай, Леон, батя жидов, он сейчас здесь сидит в чате. Слушай, как раз, батя, это я для тебя, для твоих ушей дурных говорю. Ты не сбежал еще с чата? А, сбежал, придурок. А, нет, не сбежал тут. Значит, слушай, Валлахи, это я к тебе отвечаю, как раз. валлахи, если бы он мне встретился, Подожди, он с Европы Зурбавель, бежал бы. подожди Бежал бы из секунду. Европы просто. Я его там не оставил. Значит, батя, который назвался батя жидов, рассказывает, что когда он приехал в Европу, он охренел, как люди красиво живут. Как у людей всякие марки, иномарки, какие у людей шикарные хаты. Он обалдел. Но когда он чуть-чуть пожил там и понял, что все это под процентами покупается, да, то есть он все это рассказывает, и в итоге, как вы думаете, кто придумал систему банковскую и проценты? Жиды. И вот теперь он понял, что, альхамдулилля, он истинный мусульманин, и в Европе должен быть истинный ислам. И там не должны люди покупать квартиры и машины, они должны жить в таком же сраче, в котором он жил всегда. Понимаешь? И жить по исламу. Понял меня? Это то, что он рассказывал у себя в Да, эфире. представьте, здесь... Затем он аяты начал читать, объяснять их. Здесь много вот таких предпринимательских людей, да, которые хотели взять кредиты и устроиться, да, там какой-то, открыть свой бизнес. И вот так вот как бы. И вот эти вот будулачество, вот эти, обудулачили. То есть те, кто обудулачивают, да, вот это вот все общество, как бы обудулатели, да, они вот этими всякими там риба, не риба, нельзя, с процентами, без процентов. Вот так многих отбили здесь, нормальные, которые там хотели там, предпринимательством заниматься. У меня был контакт с этим чуваком. Роберт, подожди секундочку, пожалуйста. У меня контакт был. Роберт, у меня подожди, контакт был с секунду. ним. Роберт, подожди секунду. Я просто хочу закончить с этим пидере, который сидит в Европе и читает аяты людям, да, и который рассказывает, как прекрасен ислам, и какие все дурачки, которые покупают себе шикарные квартиры, и евреи, которые придумали банковскую систему и проценты. Значит, древний мир, первые кредиты и проценты. Месопотамия около 2000 лет до нашей эры. Храмы Вавилона принимали на хранение зерно и скот. Жрецы выдавали их в кредит под процент. Дальше. Законы Хаммурапи. Первый документ, который ограничил ставку по кредиту, максимум составлял 33% для зерна и 20% для серебра. Слушай, батенька, слушай, дурачок ты наш. А то ислам тебя совсем тупым сделал. Туда не ходи, а то снег в башка попадет, тупым станешь. Слушай, я тебе исторические факты читаю.
В Средневековье религиозные запреты были. Запрет на рост. Христианство и ислам строго запрещали давать деньги под процент ростовщества. Дальше. Евреи религиозные законы позволяли давать займы иноверцам. Они стали главными финансистами Европы. Дальше. Рыцарский орден создал прообраз международности сети. Путешественник мог оставить золото в Париже, получить бумажную расписку и забрать деньги в Иерусалиме. Дальше. Эпоха Возрождения, рождения современного банкинга. Италия. Слово «банк» происходит от итальянского «банко» – лавка, стол или менялы. Медича. Семья Медичи во Флоренции создала крупнейшую сеть банков. Они обходили запреты церкви на проценты, маскируя их под комиссию за обмен валют. Слышишь, батя, откуда идут банковские счета? Банк Англии в 1694 году стал первым в мире государственным центральным банком. Он начал выпускать банкноты в обмен на государственные займы, что сформировало современную финансовую систему. То есть, когда ты, батя, сидишь и говоришь, что это иудеи придумали все, может быть, для начала ты почитаешь историю еще до того, как вообще люди придумали и создали денежку, бумажки, да, за которые мы меняем, как люди еще тогда занимались вот этим вот процентом. Дай, возьми. Окей? И потом приходи и рассказывай нам сказки. Ну, конечно, для твоих слушателей, которые слушают твои аяты, они же бараны, поэтому можно впихивать все, что угодно. У меня с ним контакт был. Я, короче, зашел на его эфир. Вот то, что ты рассказывал, короче, вот то же самое. Там он с одной темы на другую прыгал, потом зачитывал эти, короче. И меня, короче, зацепило, что они в каком-то угаре, как бы, да, ситуацию обсуждают, то, что у вас там, как бы, на этом, ну, на родине, как бы. Ну, понятно, да, про что я имею в виду, как бы. И я говорю, короче, а что на чужой земле в Украине, говорю, детей, украинских, как бы не жалко. Он меня сразу, короче, к вам приписал. Короче, не захотел там разговаривать, поднимать, короче, сразу скинул меня, короче. Такой контакт у меня был с ним один раз. Вот. Да, когда Путин бомбит детей, понимаешь, там, это нормально, там, понимаешь, они никто там не осуждает, ничего там. Когда бомбят, это целенаправленно, именно массовое уничтожение идет. Там не просто города, а просто обычных жителей, которые там... Встречайте Данидара, мы все его боимся. Давай, Данидар. Мужчины, извините, пожалуйста, сейчас за то, что я скажу, но мне нужно ответить. Человек под никнеймом «Я за рулем» спросил, беру ли я в рот. Я тебе отвечу. В отличие от твоей мамы, которая берет в зад, и поэтому ты родился жопорожденным, не все женщины похожи на твою маму. Поэтому спроси свою маму, каким боком. Раком как она стоящим. тебя же порожденным родила, хорошо? Давай, теперь растворись в своем какашке. Давай, иди отсюда. Надеюсь, ты удовлетворен ответом. Радуешься, что твою маму оскорбили. Батя, ты куда ходишь туда-сюда? Ну, я же тебе читаю исторические факты, батя. Ну, как так, ну? Я надеюсь, что ты в шалаше живешь в Европе, что ты не пошел у евреев брать в банке взаймы. Как ты там живешь? Расскажи нам, батя, мы за тебя переживаем. Да, здесь они вообще потеряли достоинство, потеряли все. И стали вот этими обычными сатанистами, мусульманами, сатанистами. Не, они еще меня больше всего бесит, как бы, то, что они, кавказские народы, да, там... Вот смотрите, вот это внизу, это моя армия. Я этих пацанов научил с вами так. Тихо. Мои приближенные, мои солдаты. Они против вас именно, евреев, блядь, сучек, понимаете? Они против европейцев. Нет, мы любим Европу. Мы будем защищать Европу. Послушай, и тебя... Я тебя сейчас раком поставлю. Мы будем с европейцами вместе стоять. С кем ты будешь стоять, блядь? С какими европейцами ты будешь стоять? Черт, бля.
К стенке тебя поставим, и все. Ты не доживешь. Это будет последний диалог. Может, я еще пожалею, знаешь, за то, что у тебя голос такой нежный. Малохольный, мы скоро с тобой слишком встретимся, не женственный. беспокойся. Понимаешь? Мы скоро с тобой вот этого встретимся. алкаша, бля, мы еще, бля... А что ты рассказывал об авторе? Подожди. Слушай, голос женский. Тебя что, возбуждает, да, женский голос? А? Малохольный. Конечно, женский голос меня Малохольный, скажи возбуждает. мне, а бля. что ты это? Ничего себе, бля. Говоришь, что ты в Ну, авторе. знаешь, Губошлёп. Давай, ну. Губастый, блядь. Подождите секундочку, подождите, Что там он же не в пиздишь? Вене живет. Ты что всем рассказал, что ты в Вене живешь? Я не понял. Подожди, у него Аллахом первый я живу опыт в Вене. был с ней. Клянусь Аллахом, я живу в Вене. Подожди, Стелла. Будь я Что ты говоришь с проклят, Аллахом? если Ты я кому? не живу в Вене. Блядь. Я же тебе Ты в сказал. Вене живешь? Ты живешь в Вене? Не живу. Да, именно в том городе, где у вас тыкс-тыкс, бля, нахуй. Да. Текс, ты там хуй сосал. Ты знаешь, что я таких, как ты, сколько перебил Рот там? алкаш, бля, закрой рот алкаш. Ты знаешь, сколько Ты я на таких, алкаша как ты, похож. перебил там? Ты знаешь, Ты сколько я на- ты таких, как ты, знаешь, на- перебил там? В Вене, да. Ты, бля, перебить, ты даже своего гуся перебить Ты хочешь не узнать, сможешь. кто у я тебя на самом духа деле? нету, Я тебе бля. говорю, ты ты истеричка, бля. Ты Ты очкун, истеричка, слушай бля. сюда, Я вас всех очкун. натяну скоро, пару Очкун, лет, послушай, ты хочешь со мной бля. Я вас увидеться? всех нагну, я Ты отвечаю, увидеться бля. хочешь со мной? Слушай, дружков, я тоже Хочу, бля, один Поверь, хотел за подожди, 2-3 года, стой. нахуй. Подойдите Да подожди ко мне, секунду. бля. У вас духа не хватит, ни селенок не хватит. Крысина, Я, ты бля, же ты мне не нравишься. Крысина, мне рот только закрой. среди вас Ты не Леонора мужик, нравится. бля, давай Я увидимся, просто ты не Ты же боишься мужик. даже Румына сказать. Израиля, бля. Бери А ты своих мне не друзей, нравишься, ты ты мужик. кучерявая, как пизда. Ты не у мужик, бабки, тварь нахуй, ты, бля. послушай. Ты не мужик. Бери своих Алкаша друзей, не слушай. Закрой бери рот, своих алкаш, друзей в бля. Адверпен и в Адверпен. Закрой рот, алкаш, бля. Я Ты на твой мочалку. нюх топтал, ты, бля, черт, бля. Слышишь, ты придурок, я тебе Так не могу вот. нравиться, тебе может твоя мама нравится. Ладно? Давай, Так дед. вот, меня знаешь, что бесит? Они вот какие-то вот, я не знаю, зацикленные. А вот Украину, когда ты говоришь, они вот сразу. А ты такой, ты сякой, короче, уходят в этот... ну, Он, кстати, он живет в Австрии, лицемеры. так что он не врет. Я Вполне его- возможно, что он живет в Вене. вот эти лицемерные движения, Он как не бы, живет в Вене, когда... он живет возле Вены. Я из Антверпена. В каком городе Я он из живет. В Антверпена, Австрии он послушай, точно я из живет. Антверпена. Если кто-то хочет что-то мне прийти, приехать сюда, если у него яйца есть, кто-то себя Он считает живет возле мужиком. Вены. Мужиком кто себя жи- считает? Он живет Если возле он Вены. мужчина. Он работает... Сейчас, Ру, подожди. Он живет возле Вены, он работает на стройке. Все знаем. Скоро будет автохуй у него. Как девочка плакать потом будешь. Все нормально. Он не то что плакать, он через 5 минут, его лечить 5 минут ровно. Он от ислама, от всего откажется, от мамы, от папы, от всех. Конечно. В прямом эфире. Он тут уже наговорил. Полиция скоро придет. Вон, батя По даже закону. пришел, ему мороженки подарил, чтобы тот мог лизать. Сосать или лежать. Ну, я не знаю, каждого свои предпочтения, Леон. Так я вот к тому веду, чтобы зачем вот это вот как-то накипаться там, я не знаю, там... Подскажи мне, вот как с такими да, разговаривать, а? А ну, Роберт, давай. Ну, тут никак не поговоришь, потому что они, как тебе сказать, у них только вот этот... только один, короче, один просвет какой-то. К стенке поставить и все, расстрелять и выкинуть. Все. Смерть ихняя, запомните, придет только от евреев. Только от евреев придет. Осуждаю, Леон. Не, желательно, Я? чтобы они все просто как-то в себя пришли, я не знаю, там как-то вот... Почему осуждаешь? Я не знаю, почему мой бизнес не идет в гору. Реально, я как еврейка хочу заработать. Ну, Я давай создала этот компанию. милостыню. Что ты милостыню не даешь? Какую милостыню? Я создала камни говорящие. Они будут говорить в свое время, где найти еврея.
Я даже могу подарить дерево рядом посадить, чтобы они могли с камнями. Не, это еще далеко. Мы сейчас мочу продаем. Ты понимаешь, у меня такой расчет был, что бизнес должен уйти в гору, а у меня вообще ни в какой никто не покупает. По Торе написано, что когда будет с ними сейчас битва... же не время. По Торе написано, когда будет с ними битва, когда с ними битва будет. Мы всех их похороним в долине Иушафат, называется. Долина Я думаю, они не называется успеют. Иушафат. Мы сейчас мочу продаем качественную. Бисмилlah, все будет нормально. Подожди, давай, Леон, ты любишь себе все приписывать, я понимаю. Ты ТикТок нам приписал, хотя это китайский. Подожди. Евреи купили. Подожди, евреи Мочу купили ТикТок. евреи не купили, а купили часть, и это в Америке. Подожди секунду, остановись. Ну хорошо, 70%. Ну а и кто купил? Я понимаю, что ты любишь все нам как бы приписывать, но не все это. Американские сионисты. Американские сионисты. Да. Секунду, Леон. А кто сказал, что мы создали? Купили. У него сейчас 65% дойдет до 70%. Ну и что? Вы даже не знаете, что знает Кутаев. А что знает Кутаев? Путина поставили американские сионисты. А, ну да, он правильно говорит, правильно. Бер Лазар же сказал, говорит, к нам... Стелла просто не знает, что мы уже месяц продаем верблюжью мочу. Подожди, Леон, подожди секунду, ты меня перебил, я забыла, что я хотела сказать насчет мочи. Этот бизнес уже открыл, к твоему большому сожалению и к моему сожалению, пакистанец. Он продавал свою мочу как верблюжью. Да, я видел эту историю. Пока Зачем далеко Пакистан? В Дагестане. Один человек продавал. В Дагестане человек продавал. И сумел отличить. Секунду. В Дагестане человек продавал. Дай договорить. Я это тоже видел. Пакистанец продавал свою мочу как верблюжью. И один человек в итоге, спустя несколько месяцев, все-таки испробовал и сумел отличить. Понимаете, сам факт дела, вот это серьезно он лабораторию отдал, лабораторию. Он сумел, он не в лабораторию, там так и написано, человек попробовал и сказал, что моча странного вкуса. Да, попробовал. И после этого у него то есть человек реально сумел отличить мочу верблюда и человека и с точностью понял, что это наеб. Понимаешь? Я тебе говорю, и мне обидно, и мне, как еврейке, обидно, почему я до этого не додумалась. Минимум траты, максимум заработка, ребята. Ну как мы лоханулись-то? По иудаизму, да, я скажу, по иудаизму запрещено любой орган животного, который детородный есть, вот ниже пояса, запрещено, даже это мясо употребляют, неважно, это моча, тем более такие вещи, они все фаршманутые. Это фаршманутая умма. Так нам не нужно употреблять, нам надо только продавать тем, кто это употребляет. В чем проблема? Ты пропустила важный момент. Он продавал некачественно. Я сказал, качественно, оригинал. 3 литра они покупают, 3 литра в подарок. Вот видишь, в этом прикол. Все. Вот это между нами разница. Да, я в шоке был, когда в ТикТоке увидел. Чистоганом мы продаем, историю. Чистоган. Дагестанец был, не пакистанец, был один дагестанец. Я вообще не пойму, что там шокирующего. Что там шокирующего? Я вообще не пойму, зачем его судить вообще, этого пацана. Ничего, какая разница. Этот был брат Сосветлинского был, который его судили за то, что он обманывал, что это была не настоящая верблюжья. Так это пакистанец же был. Брат Сосветлинского. Дагестанец. Брат Нет, там пакистанец был же вроде. В было пакистанец написано. Да, Воробья, знаете, Воробья, дагестанец. Воробей тоже, это Воробей был, кто определил, что это была моча человеческая, он же выпил первый. Дагестанец, да. В Дагестане кое-что другое продают, я вам потом скину. Там, значит, крем для мужчин, для наращивания, у кого короткий. Даже название какое-то есть. Надо посмотреть. Ты видел в этом? Мы купили пару верблюдов. И мы на самом деле продаем. 3 литра $100, 3 литра в подарок. Тепленький, горячий, сразу. Не надо свою мочу святую так разбрасывать. Не надо. Смотри, ты видел в этом фильме? Тупой еще тупее. Это верблюжья моча, чистоган, я говорю.
полицейский сказал подать пиво, короче, там бутылки у них стояли. А этот, как верблюд, там в бутылке сходил, короче, извиняюсь за этот сценарий. И полицейский взял и попробовал, короче. И потом начал там дергаться. Вот так вот, воробей попробовал, короче. Поэтому он боится. Смотри, эта моча уже лечит. Слушай, она лечит от зрения, от почек, от давления, от сердца, от мозгов, тем более твоя моча, от ислама. Братан. Тем более, не от дай всего, бог, кто-то что твою угодно. мочу выпьет, кто-то выпьет твою мочу и излечится. Зачем ты такие вещи делаешь? Нет, верблюжье, я тебе говорю, чистоганом, говорю. Не, но мы их продаем. гробим, а ты их лечишь. Зачем ты лечишь их? Так я же тебе говорю, от всего это, от мозгов, от ислама, от почек, от сердца, там, от давления, вот от всего. Я же в одно время задумывался такой, если на джаз это, ну как, такое слово даже есть на джаз, и пьют эту верблюжью мочу, как бы. Еще давно, я помню, задумывался об этом. Не надо называть так нехорошо, некрасиво верблюдов. И у него есть имя. Корабль пустыни, братан. Просто. Корабль пустыни. Я вообще сейчас валяюсь в кровати с одним глазом. Что с другим глазом? Засыпаю. Ну ты, братан, ты уже... Надо малохольного поднять. Ты находишься на пике. Ты находишься на пике развития. Он просто еврейский даджаль, понял? Он с одним глазом. Да, ты на пике... Да. Ты на пике развития уже человечества. Ты уже, братан, один мозг отключаешь. Подожди, вы этого даджала еще в нулевых обнаружили и куда-то спрятали? Зарядить, чтобы... Да, есть такое, да. Мы ему глаз выбили один. Не, это чисто достоверная информация была. Я тоже не шучу, я говорю тебе как есть. Где малохольный? Куда он делся? Отстань уже от него. Нормальный парень. Помой ему мозги. Нормальный Давай, клиент. Сюда иди, расскажи нам, еще один? как тебе живется в Европе без процентов. Когда начнется вот эта потеха, когда начнется, они, я тебе говорю, все разбегутся, как эти. Как... Давай, поднимайся, Вот артист, твари. познакомимся, давай. Сейчас я тебе... Ричард, вперед. Скоро устроим им Юм аль-Ахират. Юм аль-Ахират. Вот интересно, какой он потомок, какого пророка? Вот мне интересно. Педофила. Педофила? Да. Напрямую? Ну, вообще-то, потомком пророка он не может быть по отцовской линии. Потому что у пророка нету детей мужского пола вообще. Имеется в виду про Мухаммада. Правильно. Один был ребенок у него, который от этого она родила, от рабыни, короче, и то он умер, короче. Так что наш гусар, он как бы... Что-то мне кажется, что он мухлюет. Что-то мне кажется, что он мухлюет тут совсем. Да. Из Бельгии, пацан, с Бельгии. Не, он не из Бельгии, он с Австрии. Но если говорит он, что он в Вене живет, там, это Австрия. Причем здесь это? Но он недалеко от меня, недалеко сейчас. Ему там ехать вообще там ничего не стоит. Если он на таких порывах, на парусах, он даже не заметит, как время пролетит. Но если он ко мне не приедет, я сам к нему приеду. Я его найду. Я его зафиксировал здесь. Я его по IP вычислю. У меня есть люди, я скину эту информацию своим. Они мне его вычислят. Я ему такой сюрприз сделаю, ему мало не покажется. Его мама и папа будут умолять меня, чтобы я с него, просто отошел, просто, чтобы я его не добил до конца. Я тебе могу его мизами штамеш кинуть, если хочешь. Да, скинь мне его.
Я его по нашему отделу, я его пробью, я ему покажу, что такое. Я ему все, что он здесь сказал, я вам говорю, я еще видео сниму с ним, с этим очкошником, и поставлю его, посмотрим, какие он будет здесь говорить вещи. Я уже здесь и в Бруклине такие вещи проводил, в Нью-Йорке, во многих местах. Я очень в этих вещах хорошо разбираюсь. Я таких видел, что ему даже не снилось, кто это был. Это чушка здесь пришел, здесь себя мышцами, короче. Он решил, что он великий воин, поверил в себя, короче. Я ему не Пхармат и не Вендетта. Я ему, знаешь, что сделаю? Я его окончательно излечу от ислама. Окончательно. Ужас, ужас. Какие вы все злые. Да, это как мне с радио «Свобода» писали. Какие же вы злые, хасбун Аллах. Да. Ты почему, говорит, такой жестокий? Рубавель, я тебе ничего не могу отправить. У тебя нету опции. Почему? Скриншот не могу тебе отправить. Это блокируется, когда с другой стороны. Это когда в одной стране между собой можно это делать. У тебя Телеграм есть? Есть у меня, но у меня не на этом телефоне. Тебе сейчас я тебе напишу свой Телеграм, потом найдешь меня, напишешь, я тебе скину туда. Да, божку. Потом еще сейчас в Европе закон введут этот, как в Америке у нас. Айс. То, что вытворяет. Сейчас начнем их поджопниками просто как футбольные мячи их начнем, короче, гонять сейчас. Они будут сейчас туда отправляться, посмотрим, к ихнему любимому этому, короче, туда. Пойду я спать. Всем спокойной ночи. Как они там будут чувствовать, когда их вот это российское правосудие. Российское правосудие встречать будет там. Спокойной ночи. Все это самое, за подарки. Благодарю всех. Да, Ибраим, сегодня была психушка по полной программе. Да, ну неплохая. Да, интересно было, интересно. Абрамчик, мы тебя благодарим, братуха, за эфир. Если что, вот эти подарки, да, которые, они как в поле чудес в музей отправлялись, точно так же там вот это в ЧДПевское, скажем так, общак туда будет направлено для демократических каких-то действий, да, там в чеченском обществе. Так что Ибраим, огромная благодарность всем. Когда была психушка, все пришли, день открытых дверей, было интересно, посмеялись, поржали. А как вы меня встречали? Как вы меня встречали, вспомни. Нет, тебя я реально чуть не затакфирил. Значит, я хорошо подготовился, все нормально. Смотри, мы еще здесь подыгрываем, так понимаешь, чтобы экшен был тоже. Как бы разжигаем тоже вот этот, подкидываем уголька. Надо же тоже понимать политику. Надо еще перед Майей, как бы все-таки извините. Да, меня спрашивают, ты тоже с Адверпина. Нормально, Ибрагим, не переживай. Она не приняла это близко к сердцу, серьезно, я знаю. Я там, короче, как бы за рулем, одна рука здесь, другая там. У меня, Она же знает, что у нее интернет запаздывает, да, что ты когда что-то говоришь, она не слышит этого сразу. У меня сыскное агентство, но оно не только по Соединенным Штатам распространяется. Я еще не буду перечислять все страны. Я в Антверпене, я там занимаюсь в основном, даю ювелирам, которые даймонд-дилеры, кто продает бриллианты, там, и там очень много евреев, грузинских евреев, разных там. Я поставляю им там охрану, короче, делаю. Потому что там много нападений бывает, там всяких рэкетирства. И мне тут спрашивают, я тут там живу или не живу. Это мой бизнес, я иногда разъезжаю по своим объектам, где у меня есть. И я сейчас проездом, то есть я не живу в Антверпене. Кстати, Асвад, вот этот черный, он с того же места, откуда вот этот, который матерился тут. Да.
Короче, они много там пытались евреев грабить, там туда-сюда, там чеченцы там были всякие Один был тоже, у меня, правда, работал израильтянин один, он пострадал, 18 пуль он схавал, короче. Но он не умер, а этого убил, который грабил, короче. Сегодня он раввином стал, его зовут Арав Дерри, Дерри его зовут, у него фамилия такая. И, короче, молодой он был, еще не совсем религиозный был, потом он уже стал религиозным, он выжил. И вот с тех пор мы вот так вот, ювелирщикам там, кто дельцам, кто чем занимается, бизнесменам, мы обеспечиваем их охраной там. Даем им стопроцентную крышу, охрану, все, что им полагается, но по законам, не каким-то боком. Я там контактирую, у меня есть координатор, который работает с местными властями там, и все, мы в контакты спокойно выходим. Я этого чмошника, который в Вене сидит, я ему обеспечу хорошее будущее. Он мне поговорит сейчас, посмотрим, как он мне сможет что-то в лицо сказать. Я когда просто встану перед ним, мне никто не нужен просто. Пусть возьмет еще своих дружков, и чем больше возьмет, тем лучше. Все, да. Не нужно лишних разговоров. Делай тихо все. Чем больше возьмет, тем лучше. Нам лучше. Ибрагим, ты как там, не устал еще? Много часов. Я тут на балконе зависаю себе нормально. Ой, я уже на балконе. Ибрагимчик, ты красавчик, молодец, братан. Ты стойко стоишь, все на своем, как надо. Молодец. Я найду тебя, мы с тобой увидимся. Аллах, Обязательно. Обязательно. Аллах поможет. Когда ты говоришь, я найду тебя, это странно слышать. Не, наш брат. Я его давно слушаю. Я не появлялся на эфирах, но слышать я его слушал. Я знаю, что он друг Хармата, Вендетты, он из нашей группы, короче. Все нормально. То есть, просто я, когда пришел, я специально заходил не с той, как говорится, не с той двери. У меня был захват сверху через форточку, как говорится, просто. Я, как обычно, я делал в Израиле такой курс, называется, курс Кофим. То есть тренировка обезьяний заход в здание, короче, через крышу, через ближайшее окно, короче. Вот так вот сегодня я ворвался в ваш эфир, короче, и не обессудьте меня за это. За мое прошлое антитеррористическое, за то, что говорю на стольких языках, за то, что знаю про многое, понимаешь, еще многое придется нам сказать, много работаю. Ну, насчет языков снимаю шляпу, потому что это все равно талант на разных языках говорить. Это я обычный, это я самый, можно сказать, не самый из талантливых в израильских, то, что работают в спецслужбах, чтобы ты знал. Для себя просто имейте в виду, там такие бриллианты работают, которые я снимаю перед ними шапку. То, что я видел своими глазами, это мои учителя, это достойнейшие люди, честные, порядочные, никогда не обидят ни одно существо, которое на этой земле творение Господа, никогда просто так палец свой не поставят на невинных людей, на детей, на женщин или на кого-то, знаешь, там вот эти все наговоры. Они все это не люди. Это змеиное, самое настоящее змеиное отродье. Я хочу, чтобы люди протрезвевали. Они должны понять, что мы их не боимся, что у нас есть такие методы, мы их просто, понимаешь, нам с ними, мы их за один день можем, если надо, уничтожить. Мы просто не хотим этот мир в хаос превращать. Мы потому что не распространяем хаос на земле. У нас есть мощь, у нас есть сила. Мы можем уже весь мир, то, что вот есть, я тебе говорю, как есть. Сегодня у Израиля мощь, Соединенные Штаты не могут ничего. Никто, нету такого еще просто. Израиль спокойно сидит, по законам все работает, ничего там, не как будто бы это, знаешь, ничего не происходит. Понимаешь, вот такого. Они думают, что мы какие-то, вот это евреи, это какие-то, знаешь, немощные люди такие, без рода, без племени, такие, которые такие чурки ходят, вот эти, они на хасидов смотрят, на вот этих набожных людей, которые там целый день в Торе. Они думают, все евреи такие вот, которые сидят там, ха-ха, снимают над нами, там эти делают, короче.
Они думают, еврейчики, да, ты еврейчик, мы тебя там возьмем, тебя там это, туда-сюда, с тобой там это, так сделаем, то сделаем. Понимаешь? А когда они сталкиваются с реальными евреями, которые стоят на дозоре своей нации, своего народа, своей веры, понимаешь, своего государства, они хорошо знают, те, которые с нами столкнулись, кто мы, и что мы, и как мы себя ведем. Мы заднюю никогда не давали. Вы раком стоящие. Вы будете так стоять, пока не подниметесь, не станете людьми. И напоследок я скажу: ля иляха илlallah, наби Муса Расулаллаху саллаллаху алейхи вассаляму. Такбир, Аллаху Акбар. Такбир, Аллаху Акбар. Такбир, Аллаху Акбар. Чуть не пугай меня этим. Короче, уже 95,5%. Ибрагим, я чуть сама не крикнула такбир. Вот Дима тоже поднимается. Это слышалось Дима, очень Машон, приходи свободно. уверенно. Наш пророк Моше Рабейну, Аллаху шалом, алейху саллям, он был человеком, который в этот день получил Тору. Сегодняшний день – это святой день для всего иудейского народа. Святая святых, Слово Господне было дано в этот день. Сегодня, получается? Никогда не откажемся ни от нашей Торы, ни от нашей Родины исторической, от наших матерей, от наших дедов. Всегда достойно будем стоять. И те, которые слабые среди нас, мы будем их помогать. И не будем их пускать на поле боя. Пусть сидят дома. Но те, которые пойдут на поле боя, они вернутся с доспеха, они вернутся полностью живыми и невредимыми. И вернутся с трофеями. И похоронят всех этих в долине Иушафат. Ваша участь быть похороненными в долине Иушафат. Последняя битва. Сегодня, да, заповеди были получены. Да. А у вас этот календарь в иудаизме, он же солнечный или... 5786 год. Нет, лунный у нас. То есть вот этот сегодняшний день, он будет в следующем году 10 дней раньше, да? День это 6 Сивана. 14 Сивана у меня мое день рождения по еврейскому календарю. И в этот день я каждый раз накрываю на стол, приглашаю всех своих друзей и даю им урок Торы, как полагается по еврейскому закону. Так я делал и на Кавказе, так я делал в Америке, так я делал в Израиле, так я делаю везде, так будут делать мои дети. И никто, ни одна собака не сможет ничего нам сделать. Никто. Не родился на свет этот белый, еще такой человек, который евреям сможет какой-то причинить зло, что-то даст победить, забрать у нас, отобрать. Это уже те времена прошли. Это уже никогда не будет. Это последний раз. Вот это вот то, что это государство, и навсегда написано, что в этот третий раз это вечное государство навечно. И построим мы храм для всех народов, и будет он домом для всех народов. Будет он домом для всех народов. Все в одной синагоге будем молиться. И Иерусалим стоит столицей мира. И весь Израиль, весь мир будет Израиль. Запомни то, что я вам говорю. Весь мир будет Израиль, и столица будет в Иерусалиме по законам иудаизма. Все до единого. Не вербуй наших чеченцев, оставь их в покое. Они сами придут и примут. Они сами, никто их вербовать не будет. Сами придут и сами примут. Полным, без всякого сомнения. В том, что это единый Бог, который... Короче, это получше предложение, чем халифат. Это получше, да. И все будут знать, кто они, что они чеченцы, откуда они пришли, свою историю. И никто это не будет ничего унижать, скрывать и ставить их на какой-то низший уровень. Такого нету в иудаизме. Нету такого, никогда среди евреев не было. Мы всегда отдавали самое лучшее своим, кто приходил, принимали у себя дома гостей.
Все отдавали. Мы достойный народ, с достойными предками, с достойной культурой, историей и верой. Достойной верой. Они такие, которые своих детей прикрываются ими, женщинами, потом кричат на весь мир, что их убивают и распространяют ложь, которые в жертву приносят своих близких. Негодяи. Это те самые кананейцы, которые были, приносили в жертву вот эти все идолопоклонники. Сатанисты конченые. יימח שמו וזכרו של מוחמד הזה. יימח שמו וזכרו. И завет, Ричард, это у христиан. У нас нету Ветхого Завета. Эни пришел, короче. Мне, кстати, два подарка батя жидов делал. Что интересно. Ну, он тебя к себе притягивает. Приходи ко мне, говорит. Подписался просто. Приходи ко мне на стрим, говорит. Когда кто-то на кого-то подписывается, он на две этих дает. Ну, это может быть человек еврей, который просто отец евреев, короче. Он так представляет. Нет, он, он ислам. Батя жидов. Батя жидов. Ислам, батя жидов, короче. Хорошо, да. Встретимся с тобой, мы тоже встретимся, батя жидов. Тебя мы тоже достанем один день. Никто от нас никогда не уходил. Когда до тебя очередь дойдет, до тебя тоже достанем. Так, Дима что-то молчит. Ну, поговори с ним, может быть, он... Доброй ночи, я случайно зашел, ребят. Добрый. Как ты, брат? Как ты? Нормально, сэр. Чухабери, эма хуби. Хобби беру. Как говорится, джуру амбаргер, дуэ худой саак. Аминь. Блин, ты действительно полиглот или я не знаю что, но акцент у тебя шикарный. Меня радует, знаешь что? Не, лежу так. Меня радует, что... Ну, я смотрю, слежу, как бы, все-таки чеченцы, да, настоящие братья нам были. Я с Дагестана, с Махачкалы. Так оно и есть, брат. И меня радует, что вот я смотрю, очень многие приходят. У меня-то с детства есть, в Израиле, в Бершеве есть друзья чеченцы. Знаешь, сколько у меня чеченцев друзей близких? Сколько у меня очень близких друзей? Сколько у меня есть? Так у меня даже в Израиле, говорю, есть. В Израиле тоже есть. У меня и в Израиле друзья чеченцы. Что значит? Я из этого говорю, и когда вот это все сейчас, то, что происходит, и все, что как бы возвращается такое ощущение, как будто я не уезжал с Дагестана. У меня даргинцы были друзья близкие тоже. И даргинцы хорошие ребята были. А аварцы были такие, знаешь, хитрые какие-то. Сегодня ты туда поедешь, они с тобой даже, знаешь, как, так улыбнутся. Как ты туда-сюда, ты. Начнут только искать интерес. А тогда были по-настоящему. А тогда по-настоящему кунахи были, понимаешь, там то, что кюнах. Да, вот это вот то, что порядочные ребята были такие, которые за себя стояли. Никогда в жизни. Даргинцы, кумыки. Кумыки у меня родители на кумыкском чисто говорят. Вот, ислам пришел, и все. И Что интересно, я вообще ни одного еврея не видел, как бы вот в Карачаево-Черкесии, например, что странно. Там сейчас у вас в Карачаево-Черкесии идет очень сильная радикализация, антиеврейская пропаганда. Не, давно. Не, я говорю давно даже, когда этого не было. Может, 90-го года не видел. В Карачаево-Черкесии много евреев было, много было там. Ты что? Майкоп, эти места, там, ты что, там, приморские места, там, все, которые... Ты просто по возрасту не поймал. Да. При совке много было тогда. Мне, например, уже 52. У меня там был один был там Захар, короче.
из Майкопа. Он в Нальчике жил тоже. Там у него родственники, родня. Он хороший бизнесмен был там. Он очень много... У него работало, вот, черкесов, адыгов много работало в его команде. В Нальчике я очень часто был, перед уездом особенно. У меня 2 тетки там жили, они замуж выходили за нальчинских. Да. Ну, как бы с Махачкалы даже тоже какой-то, скажем, где-то 80-е годы многие в Нальчик переехали, в Пятигорск, там хорошие деньги делали. Шкура, Да. вот эта шкурка, ну, ты понял. Да. Бизнес. Вот. А Нальчик- здесь в Бершеве у меня есть друзья чеченцы. Как бы кто-то по отцу, кто-то даже по матери есть. Да, есть И метисы такая много масса. тоже. Я знаю много метисов тоже в Израиле. Смешанные браки, да, там есть тоже. Да, брат, есть. В то время было так еще. Даже с ингушами я видел. Из этого даже и азербайджанцев немало здесь. Смешанные браки. У меня, например, мой двоюродный брат женатый на аварка, жена его. Ну, это еще те года он ее привез. Как говорится, Дима, дура ему, как говорится, аорова и нодира, как говорится. Да. Тогда не было такого прям, знаешь. А сейчас там, блядь, платье одели. Это страшно смотреть даже на это. Где наши костюмы? Ислам. Так платье, тут я не могу пройти мимо, платье вроде и у вас одевают. Кого? Какие платья? Я видел, что как бы, в этих ультра как бы общинах у вас тоже вроде одевают. Нету платья. Нет такого. Какие платья? Есть Нет, халат, насколько- сверху длинный халат, который до ног это идет. Это не платье. Насколько я далекий от этих ультра, они у Халат, нас... халат, как у узбеков есть халаты, вот эти вот, короче. Это называется капот. Я прям, я видел, по-моему, видос, где вот прям вот это жесткий же есть в этот, как он называется, на Н букву, я забыл. Не кяп, да, вот. Вот в такой же теме, короче, я видел, что в Израиле, короче, там девушки ходят. Такую тему видел. Покрывают голову, да, конечно, покрытые по закону, да, если... Не, прям вот глаза только видны. Он говорит Слушай. про... Нет, там глаза не закрывают. есть такое течение, Которые ты черно прав, есть ходят, такое. это сектанты. Это Лев Таор, они есть такие, Лев которые... Таор. Ну да, это секта. Это секта Лев Лев Таор, Таор. да. Это одна единственная, очень мало их. Их там всего лишь 800 человек в мире. Все, там даже 1000 нету. Они в Да, я Канаде... такое видел. Они в Канаде были там с Израиля, потом ушли. Недавно Потом в задержали в какой-то стране, я не помню. Потом с Канады они переехали в Гватемалу. Там В есть Гватемале. В Гватемале Да, их задержали, кстати, некоторых. Да. Есть и такие там тоже. Мы не говорим, что среди теперь евреев нету каких-то там вот этих вот, которые не по тому пути прошли. Там, Есть еще как есть. Еще и какие есть, хуже есть. Мы таких осуждаем, мы таких нашим же самым, среди наших самого народа ставим их на место как надо. Понимаешь, когда они переходят черту, им нету места среди нас. Понимаешь? Ты знаешь, мне как-то сказали, вот эти левые, да, они вообще, когда в то время, еще во время Гитлера, я знаю, что паспорта меняли, делали еврейство типа, а сами они все фашисты эти левые. Да, это так, они прятались, потому что лучше всего где можно Мне спрятаться? как-то говорил один прав Если какой-то тебя говорил. преследуют, в Израиле же одно время была история про этого нациста, короче, которого нашли, что он в синагоге молился, короче, там ходил постоянно, все, понимаешь, как на работу туда. Потом же его вычислили, поймали же его. Ну, вот видишь, есть, они везде есть, братан. Шпионы везде есть. Они подделали себе взяли... Это было во время, когда наши евреи спасались. Они брали из трупов доставали документы и под этими именами сюда приезжали. Когда уже вот к концу Стелла, войны они видела? понемножку... Вилла сегодня заходил вот этот, говорил там, типа это все придумали, такого не было. Он, знаешь, тоже это не от себя говорит,
Потому что они вон насмотрятся, вот это же скидывают они друг друга, всякие ролики. Такие, как типа заговор там туда-сюда, вот такое. Ну, этот сегодня цитировал же сионских мудрецов, наш вот этот брат Роберт, он протокол сионских мудрецов. Не про Роберта, там вот этот. А, другой этот был, да. Вольф, Вольф, да, Вольф, да, это Вольф был, не Роберт. Да. Это уже не первый день, как бы, это он не единственный. Это исламский мир сейчас распространяет. Да, откуда, Причем я тебе скажу, Николай... что Абу Мазан об этом даже открыто говорил. А то, что царь Николай дал этим протоколам сионских мудрецов, специально собрал эти, короче, и запустил это там, чтобы начались погромы. А он про это не знает, короче. Николай... Там сейчас еще они эту тему распространяют, типа 7-го вы сами на себя напали, чтобы спровоцировать вот это. Да, сами своих убили. Микроволновку, да. Микроволновку детей из беременной женщины. Да, вот вы договорились, короче, сказали, так, сегодня вы будете жертвами, короче. Ибрагим, выбрали. У нас здесь такой бардак в этом плане был. Хотели как будто бы, знаешь, разговоры такие тоже были, как будто бы враги Биби, лишь бы скинуть, левые готовы были продать своих, сдать, понимаешь? Много вот этих разговоров идет. Еще война все-таки идет, и досконально, чтобы разобраться в этой теме, мы никто ничего еще пока не можем. Но это с Европы, это все с Европы. Это расследоваться. Не надо повторять антисемитские вот эти вот пропаганду, да? Ты же понимаешь, для чего это делается? Это делается для того, чтобы повесить вину на нас же самих. Вот как приходят и говорят, что вы там Холокост себе сделали, так же это. И когда ты это говоришь, ты как бы повторяешь их риторику. Не надо этого делать. Не, я говорю, как будто бы так, знаешь, это типа пытаются... Ты как бы распространяешь еще больше их теорий. Да. И это тоже, все войны, которые мы их 5 выиграли, тоже все Натаньяху сделал. И его папа, и его мама там, и все. Натаньяху вообще в Америке родился, можно сказать. Короче, его сильно не любят. Он в Америке не родился, он родился в Израиле родился. Я говорю, можно сказать, что он родился. Он тут был молодым, приехал только образование получать, и все. А почему он пошел вообще? Проживал только когда учился, а потом вернулся. А почему он пошел? В Израиле, там поучился и вернулся. Почему он пошел в политику? Так, если я больше, чем Натаньяху живу в Америке, и тогда я, получается, коренной американец, что ли? Я не понимаю. Я говорю, почему вообще он пошел в политику? Почему он пошел в политику? Из-за своего старшего брата в Энтебе. Не. Он рассказывал сам в документальном фильме, я смотрел, что он больше всего из-за этого пошел он на сперва все был это. Он сразу после... Учился и все. После MIT, он когда закончил, его сразу взяли на работу в ООН сперва. Потом он попал в посольство работать, а потом уже он сразу приехал в Израиль и начал раскручивать политическую карьеру уже внутри Израиля. Я имею в виду, что после смерти его брата он пошел по этой стопе. Из-за смерти своего брата он пошел в политику? Он говорил, я смотрел весь документальный фильм про него в этом плане. Ну, может, он посчитал, что в политике можно будет сделать намного больше, как говорится, чем... Он же пошел защищать свою родину. Не, то, что он боец, это понятно, он боец спецназа. Он не просто там какой-то был этот. Я же говорю, его брат единственный, который... То, что в истории, это документальный фильм, ты же помнишь? Когда они самолета. А ты знаешь, кто был ихним главным вот этой операции Антебе, которая называлась? Вот его брат? Нет. Самый главный, как бы. Самый главный, кто операцию полностью всю создал. Горский еврей из Дербента, его звали Якутиэль Адам. Ну, генерал. Да, Якутиэль Адамов, да. Якутиль, его звали Якутиль Адамов. На иврите это Якутиэль. Перед ним даже Ариэль Шарон был молодой. А ты знаешь, что Якутиэль Адамов, его назначили на начальника Моссада, только он получил миврак. Миврак это уже ураоча, то есть дали ему
направление, что он переходит. Вот сейчас как вот этот вот есть, который должен сейчас заступить на роль Масада, он еще как бы в армии присутствует, он еще не заступил. С Украины или с Украины? Да. Вот он был тоже, он был начальником, генералом Северного округа, и ему дали уже направление возглавить Масад. И его в тот же день направил, Арик Шарон его направил, это самый большой чин, он генерал. Он вошел в дом, там и подорвался. Вот этот вот, который там был, где заминированный был, короче. Он первый прошел, он солдат поставил назад. Вот смотрите, пример какой, да, вот. Мало того, горский еврей, он еще генерал армии. Он не дал своим солдатам первый зайти, потому что там была опасность. Он не хотел, не доверял этому. Он говорит, я зайду сам первый туда. Ты видел, да, этот документальный фильм, где Ариэль Шарон еще перед ним сам молодой там сидит рядом? Да, это Дербенский он из Дербента, дагестанец, горский еврей. Начальник Масада. Горские евреи весь Израиль строили еще до того, как туда приехали европейские евреи. Мне как-то Ибрагим, они спрашивали, у вас там как лезгинка и все. У нас лезгинка идет полным ходом, брат. Ибрагим, слышишь? Лезгинка, Да, у нас да, школы слышу. лезгинка. У нас школы лезгинка. Ну, у нас, видишь, наоборот, обратно вот этот Я процесс знаю. полностью. Ты знаешь, Утрата как вот мы этого здесь... всего. Танцевать Хабиб- нельзя, петь нельзя. Танцуйте, музыку телевизор нельзя. не смотри, музыку не смотри. Когда Хабиб выиграл, как мы здесь радовались, как мы пировали здесь. А потом Хабиб что сказал? А потом нас в А этом... потом Хабиб как выразился, когда приехал вот турбине этот вот, искать начали. когда приехал этот, который наполовину еврей, наполовину азербайджанец, вот этот вот певец, этот рэпер, как его там, вот этот Black Star Media, вот этот вот, как его там, этот... Тимати. имя забыл. Да, Тимати, да, Тимати, да. Тимати, Тоже когда еврей. приехал, он ему сказал, ах ты жидяра, короче, там, типа ему там, вот так вот, типа этот, понимаешь? Он бы так бы сказал бы, если бы в лицо хоть одному горскому еврею там чего-то в те времена, когда мы там жили, там все, от него бы пуха не осталось бы, и праха не осталось бы, и все его вот эти вот заколючки там, вот эти выебоны, то, что он там крутой какой-то борец, от этого там и духу не было бы просто там, от этого всего. Они все спустились потом уже с гор. Мы когда в 90-м улетели, он жил тогда в селах. Да. Они потом спустились. Бавель, Якутиэль родился в Израиле, он не родился на Кавказе, его родители... Да, он родился в Израиле, но его род из Дербента. Да. Род из Дербента, да. Кстати, я учился в Махачкале, 38-й школе. Потом Хабиб спустился с гор, тоже учился там. Да. 38-я школа, магазин Таркитаво, ресторан Смолян. Да, евреи уехали, все мои старшие. евреи даже уехали, сестра. они расслабились там. Через Сестра моя самая старшая, 57-го года рождения. Пишет тут в Она там начала интернете, учиться. эх ты еврейчик, еврейчик, эх ты еврейчик. Мы тебя так, у меня был тут один сосед, его Шаломом звали. Знаешь, что я с ним делал? Хочешь, расскажи? Ну, не было так, было дружно все. У меня все друзья были мусульмане. Это сейчас я тебе говорю, пишут. Сейчас. Сейчас, да, Это- понятно. Эта ситуация началась где-то вот, когда вот это началось, вот обострение. В конце 90-х. Я, например, я честно скажу, я вообще про вот евреев, Начало 90-х. евреев, как бы про Израиль я просто слышал, что там святая земля. Больше я ничего не слышал. И после того, как вот это все обострилось, как бы, из каждого утюга, короче, все это... Я, например, попал в Израиль в 90-м году, мне было 17 почти. Я там как раз спортом занимался. Если бы этот Хабиб выразился были. тогда, когда евреи там жили, у него уже возле дома стояли бы пару машин, подъехали бы туда, все это село разнесли бы к чертовой матери. Его пахана раком поставили бы, и его раком поставили бы, если бы его пахан сам его не наказал бы за это, за эти слова. Жидяра. Кишки ему уже наружу вытащили бы ему там. Вот кто были горские евреи. Если кто-то забыл. Ничего плохого такого, короче,
и чего-то там, короче, не было такого ничего. Вот это Да появилось многие вот последние... говорили, я же помню, многие говорили, не уезжайте отсюда, мы поддержка вам будем. Если вы уедете, у нас будет бардак здесь. И так и случилось. Так, И а вот вы- этот ислам, который здесь, у него микрофон включен, но он что-то не говорит. Я тоже наблюдаю, смотрю, он что-то такой сидит. Такой. Да, что-то так, взгляд у него такой, это самое, Косит прищуренные направо. глаза. Дайте Ричарду объясню. Он спрашивает, если жид это плохое слово. Значит, смотри, Ричард, если ты берешь... Это слово жидкий, да, или как? Секунду. На польском языке слово жид это как слово джудея, это как бы еврей. Да, это не оскорбительно, это просто слово еврей на польском языке. Но Мы когда здесь ты не поляки, мы здесь не поляки, послушай, если нам говорят... Секунду, ну Зрубавель, ну Дагестане- что с тобой? Выдохни на секундочку, дай мне договорить. А когда ты принимаешь это слово на русском языке, именно на русском языке это идет как в оскорбление. Да, Почему? да, Потому что на русском языке еврей называется, да? А когда говорят жид, это как бы хотят оскорбить тебя чем-то. Например, на азербайджанском есть такое слово джуут. Джуут это жид. А ягуди, они говорят полное ягуди. Это более уважительное. То есть они говорят евреям так, когда уважали. Если мне, например, говорили джуут, я за это сразу Еврей. морду бил. Не, джуд это еврей, можно сказать. Джуд. Нет, не У джуут. меня, кстати, турк... Джуут. Джуут Да. это ругательство. Я думал, ты говоришь джуд. Нет, джуут. У меня, кстати, когда я только приехал в Турцию, в гостинице, короче, познакомился там с одним турком. И мы разговаривали что-то на улице. И он у меня такой спрашивает, ты типа, яхуди? Я сперва не понял, что он имеет в виду, как бы... Турки так, да, называют, как бы, яхуди, как бы? Да, уважительно, если, да. Ну, я бы не сказал, что у турков какой-то негатив к вам есть, не знаю. Турки нам самые близкие были. Я когда в Израиль прилетел в 90-й год, это был как будто себе летишь туда. До того, как Эрдоган завез вот этих братьев-мусульман туда, Да. из Египта, Самые всех близкие террористов. были Израиль. До правительства Эрдогана у Израиля с Турцией были очень хорошие отношения. Как с Азербайджаном сегодня. Любили лететь в Турцию, и турки сюда. Кстати, турки до сих пор здесь работают. Очень много турков здесь работает. Полно, остались, которые здесь полно. Живут здесь, И семьи. сейчас переезжают по другим визам через другие страны, через третьи страны приезжают. Ибрагим. Это знаешь кто? Это те, которые больше ататурковские такие, то есть они против Эрдогана сами. Ибрагим, Так это Тюрк же был масоном, вроде, насколько я Ты слышал. какого года, Ибрагим, приблизительно? Я 80-го. 80, я 74-го, ты недалеко, ты как младший брат на видео. Ну, у меня брат 75-го, почти твой. Ой, я Ибрагима на год младше, я 79-го. У меня брат 80-го младший есть, и 85-го есть старшие. Сестра самая старшая 57-го. Она и мой брат 28-29 лет разница. Когда как бы у нее сын родился, даже прикалывались, что родной дядя на 10 лет младше. Я тут, получается, самый молодой, да? Наверное. Извини, что перебил. Ибрагим, я за Джохар Дудаева, ты знаешь, в каком году еще начал болеть, переживать? Вот когда я уже в Израиле жил, это где-то уже, когда вот это войны все пошли у вас. Я в то время еще знал, кто такой Джохар Дудаев. Ты понял, что я говорю? Джохар Дудаев это был на самом деле этот человек, который вечно должен жить, кто его помнит. Остальное... Ну, его все равно возлюбил, да, там весь народ возлюбил. Очень. Украина, везде. Он вечно будет жить, вечно в памяти людей. Этот человек будет У него жить очень много всегда евреев жить. было, у него очень много евреев друзей было, очень много.
у Дудаева. Очень много Это с евреями он общался. его ум, любой был. дай бог каждому. Любой бы человек, наверное, хотел такого дядьку себе. Как мне понравилось, когда Пугачева начала за него, открыла свою рот, как она всех задела врагов, тварей, когда начала за него говорить. Да, это огромный респект ей. Все равно то, что умница, это она... как бы поздно, да, но она поздно высказалась, потому что она все это время там была. Проблема, вот что ее не было все равно... вот этого интернета. Что мы Да, раньше все не равно могли. то, что она высказалась, да, это Конечно. то, что у нее как бы в сердце было, в душе, и она там не выложила, могла говорить. Все Да, правильно. там она не могла говорить, поэтому вот здесь это очень, короче, позитивно так. В то время не было вот этого всего, чтобы все можно было увидеть, понимаешь? Не было такой связи, чтобы знать все на самом деле, что происходит. И тот, кто знает, во внешнем мире вообще информация она была скудная. Именно вот это больше всего обидно. Ну ничего, сделали его, честь его имени, сделали тоже улицу в Украине. Еще где-то он всегда будет жить. Он в истории самый лучший. Просто то, что там дальше происходило, да, уже впоследствии, все равно это тоже надо понимать. Кадыров тоже присоединился ко всем этим, которые говорили на него, что он горский еврей по происхождению, он не из чеченцев. Кадыров тоже начал говорить эти вещи. А мне вот почему-то кажется, что вот, ну, да, как бы он такой, как бы, ну, конченый, как бы, да, но чуть что там, если что-то случится, мне кажется, он первый отцепится, как бы, и будет очень жестоко, как бы. Да, в этом ничего смысле. подобного, абсолютно. Ничего подобного. Ничего в нем вот этого нету там. Нету никакого духа у него нет. Жучка он, жучка. Ну, а мне кажется, они наоборот какие-то такие планы строят. Они его пахана сами там гасанули. А это ФСБ, его пахан уже в ФСБ работал. Если бы они в ФСБ не работали бы, он там бы день не продержался. Кто он был у них там? Муштук его помнили, как Муштук. Да, это самое. Блин, как это? Ну короче, Амир это... Басаев говорил Муштук. Путин его сам называл проектом. В самом начале, кто помнит первые видео, когда в Чечне это было? У него какая-то вина, видно, что он отца прям хочет, я не знаю, там, извиниться через все эти штуки, которые он там делает, везде там с именем его, как бы. Такое Ну ощущение, то, что он отца убрал, то, что когда отца убирали, он все в курсе был. Он же выходит все время, на какой-то струне он вылетает все время, постоянно, что он типа спас чеченский народ. Если бы не он, чеченский народ весь бы уничтожили бы. Уже Смотри, все... в этом тоже есть что-то. Я не могу... По картинке, так выглядит, там. что он... По картинке, что он выглядит, просто, что... По его словам он это говорит. Кого он все спас? сопротивление, все вот это уже как бы уже было повергнуто, скажем так, потому что народ не поддержал вот это второе дело. Уже такая ситуация, и вот этих не хотели, которые туда приходили, да, оккупанты. И их никто не понимая, да, что такое русский мир. Там. Они И не вот эти вот, в другую сторону, да, и вот эти говнюки, которые ваххабиты, махабиты. Вот это. Ибрагим, такой вопрос. А если, например, сравнивать, допустим, Масхадова там и, например, пахана там этого Рамзана, например, он вообще как воспринимается, например, ну вот как человек, ну как лидер, например, чеченского народа? Ну, Масхадов, он старой закалки. Я говорю, если сравнивать, например, с Масхадовым там и там, я не знаю, там Закаевыми, там со всеми ними, например, там как лидер, например, и как человек, он вообще, Ахмад Кадыров, как воспринимается, например? Смотря кто. Да нет, духовитости точно нет.
изначально его вообще никто там каким-то этим не считал. Духовитость никто нет. Это разные люди. Когда у нас же просто четкие выборы были там, прозрачные, и когда выбирали президента, и Джахара, и Масхадова выбирали как бы своевольно, да, то есть здесь действительно за них там голосовали, вот такое. А вот этот, его же просто привели и поставили, и потом всех заставили как бы, ну, даже во время его, до того, как его они сами гасанули, тогда же тоже так массово его не поддержали. Имеется в виду даже были вот эти под давлением. интересанты Под давлением. Да, даже под давлением его не смогли сделать так, чтобы... А сейчас они там, Путь Ахмад, вот такое вот уже там всех задавили, вырастили новое поколение. Если честно, я, как сказать, Кадыров может быть где-то и говно, да, но с другой стороны, я вот так смотрю, думаю, а может он все-таки спас больше народу чеченцев. На словах он спас. Человек, который спасает, он себе... Посмотри, что он сейчас творит. Посмотри, что он сейчас творит. Если вы как бы вот, я вот чисто к евреям обращаюсь, если вы думаете, что вот, скажем так, что-то такое человечное, как бы считать этот народ свой, и каким-то образом попытаться выжить и какую-то пользу для народа сделать, вот такое, если через себя вы пытаетесь пропустить, ничего подобного там нету. Я за это абсолютно не та тема. Я его, например, не перевариваю. Личные корыстные цели, и все. Абсолютно, это не такая Я, тема. например, его не перевариваю, но с другой стороны думаю, да, порой, что не дай бог это Раша-Параша больше истребили бы, понимаешь? Как он вышел в тот день, когда иорданские чеченцы приехали, там, евреи, враги ислама. Треть чеченцев уничтожил, это суки ебаные. Евреи, враги ислама, он вышел там сразу, открыто. После этого взяли в Дербенте, возле синагоги пырнули сразу еврея, короче, там. После это этого... ты что-то говорил, да? Да, после этого заявления, потом это, короче, началось там. Это Джахар Дудаев уже сказал, специально убили одного какого-то, как профессора, еврея, чтобы сравнить с евреями. Чеченцев с евреями. Это Джахар Дудаев лично говорил. Да. Это другое. Это Канкаликов, это который был профессор, это другое. Да. Ну там, видишь, если... Там есть люди, которые реально... В этой системе просто они хотят хоть какую-то пользу там для народа сделать, такое там есть. Но все равно вот эта система там установленная, она им не дает этого ничего сделать. И какие-то, да, хорошие намерения там есть у людей, но какой-то возможности нету. А вот это стопроцентный, это пехотинец Путина, там вообще у него. Там взаимобартер. Он дает России то, что России надо, он держит в ежовых рукавицах их, а сам получает от этого бешеные доходы и обогащается. Все, элементарная вещь. Во-первых, не забывай, там еще нефть качают. Ну, нефть чеченская, она не такая чистая по уровню, да, по добыче. Кто занимается нефтью, они знают, что ее процесс ее очищения и доведения до того, чтобы ее потом можно было в продукт, как называется, баррель, да, сегодня, вот его превращать в этот, который продается, очень трудный процесс там. Они не совсем там можно этот. И в Дагестане, там, из Бирбаш, там тоже качали раньше, туда-сюда. Потом... Пока они не приблизились к центральным местохранилищам, это за залежем нефти, да, то, что уже Азербайджан, там там уже почище нефть. А вот это то, что там в Чечне в горах, ее очень тяжело перерабатывать, очень тяжело. Не, я бы не сказал. У нас, знаешь, даже был такой конденсат. Это слой какой-то, верхний слой. Вот это я и говорю, это мазут уже почти там был. Это уже почти Не, вот этот конденсат, наоборот, когда узнали, что он есть, там почти весь Грозный перекопали, и в некоторых местах, там, где пониже, да,
такой этот ландшафт. Там 1,5 метра, короче, выкопать, и уже вот этот конденсат бил. А, там сланцевые залежи, да? Не сланца. Вот смотри, его вот этот конденсат вообще без какой-либо обработки, я знаю вот моменты, да, прям Волга, вот машина, 7.6 у нее бензин. Вот этот конденсат просто туда заливали, и да, это, короче... Как дизель, да? Да, не, это 7.6 бензин. Просто он, понятно, короче, не обработан, это плохо для машины, там он все гадит, короче. Но он ехала машина. Напрямую, ты хочешь сказать, напрямую, прям со скважины заливали? Да. И работало? Да. Такого быть 100%. не может. Есть, такое есть. И что это? Фантастик. Бензин у вас что? У всех нефть, у вас уже бензин там добывают. Ну этот конденсат, это там разные версии, что это такое. Короче, либо это от нефти, он от вот этих паров как бы отделяется и туда выше поднимается. Потом есть другие версии, что изначально, когда англичане открыли, они это качали, и изначально как бы только это керосин нужен был. То есть бензином еще не пользовались тогда. И типа назад его закачивали. Но это тоже такая себе версия. Не, керосин, да. На керосин есть нефть такая, такой сорт нефти, который он с керосином очень близко, да. Но не дизель, не бензин, понимаешь, как бы это... Не, бензин, вот 100%, я тебе говорю, Волгу заливали вот это, и Волга ехала. Берут, да, керосин, мазут, керосин, бензин. Солярка. Но если Чечня, вот, допустим, выход был только через Грузию, потому что уже никаких других через грузинскую территорию только выход был во внешний мир. В основном все авиация. Как бы ее транспортировали, потому что Грузия тогда тоже была. Ну, Гамсахурдия, когда был еще при Дудаеве, такая его не украли. Что интересно, им... Да, говори. Потом уже ее доставлять, обрабатывать, заводы построить и доставлять ее в регион, откуда можно было продавать, для того, чтобы уже экономику свою на нефть уже хотя бы, да, потому что в первое время хотя бы. Потом Беру, поверь мне, без России... Какое количество залежей там? Без России много, если они отделились бы, много были бы кто заинтересованы. И Чечня сегодня жила бы, если была бы отдельно, как и Азербайджан сегодня начинал бы подниматься. Смотри, у Азербайджана, как бы, я вот этот момент хотел сказать, у них есть выход к морю. Что интересно, у Дагестана тоже есть выход к морю. Ну да, Каспийское море. А у наших... Каспийское море это не то море, через которое можно продавать нефть. Почему? Потому что там все, кто вокруг Каспийского моря, все обладатели нефти. И Иран, у нас... Кстати, у нас, я хотел добавить... насчет вот этой нефти, да, то, что ты говорил, у нас грязно. Зангезурский проход нужен для того, чтобы... То, что ты говорил, у нас грязное, как раз таки наоборот. У нас же нефтеперерабатывающий завод был, и нашу нефть ее увозили в Россию там перерабатывать, а к нам привозили грязную тюменскую нефть. То есть это как раз таки чуть-чуть наоборот у тебя информация. Вот это точно может подходить больше всего. Никархо, Сахата, Дадарса. Тюменская нефть, это уже переработанная. Послушайте, с водой разбавленная. У меня такая мысль, послушайте, пожалуйста. Никархо, у меня такая мысль. У нас во дворе стояла цистерна, и мы варили этот конденсат. В межвоенный период. Между двумя войнами. И мы продавали этот конденсат. Вот у меня такая мысль возникла. Я не знаю, здесь есть люди, знающие или нет. Из-за того, что мы варили этот конденсат, на сегодняшний день по статистике по России Чечня занимает лидирующее место по онкологическим заболеваниям. Нет, может ли быть это связано
с тем, что Это мы скорее... варили этот конденсат? Не может, я не думаю, что это из-за этого. Я думаю, что это от вот этого всего дерьма, которое они туда закидывали. Еще я слышал... Потому что плюс у нас, если ты помнишь, вот эти отходы там находили, где этот котлован вот эти на выезде из Грозного, радиоактивные. Вот это там было. Что там у нас еще было? Вот эти, когда мочили полностью отходы? весь... Где были отходы радиоактивные? В каком месте? Это вот где на выезде, вот эти котлован в сторону Аргуна. А, да? А Да. почему там делали Да. радиоактивные отходы? Потому что там у вас же не было атомной станции туда-сюда. Что за херня вообще? Не знаю, вот тогда это нашли по телевизору, потом объявили это, убрали оттуда. Пацан и отец, по-моему, наткнулись на это дело там. И их, короче, госпитализировали там. Не. 97-й, 8-й год. Вот. Это период. Межвоенный период. Это же засоряет, это в воду же сразу, это в источники попадет, это же в воду попадет сразу. Нет, там были какие-то эти, типа резервуары какие, ну, небольшие, что-то такое вот, я помню, по телевизору это показывали. Обогащенный уран достаточно, совсем немного, брат, это совсем немного. Там видимо, там, видимо, переработанное дерьмо какое-то, вот что-то такое было. У нас в одном селе пастух видел, как с вертолета сбрасывали в сетке змеи, которые вообще не водились в Чечне. Это подтвержденный факт. Серьезно? Да. Люди удивлялись, там фоткали на телефон друг другу, отправляли. Кобра была прям в соседнем селе. Я не знаю, для чего все это делалось. Это во время войны? Да. Ты знаешь, я верю в это, Еще я думаю, процент. Еще знаешь, не забудь, что ты хочешь сказать. Во время вот этой, в частности, Второй войны, они полностью били же по этим, по скважинам там, по заводам, короче. Я вообще вот, судя по их стратегии, там, тактике военной, я вообще не думал, что они хотят захватить, да, полностью республику, просто максимально вот так вот урон нанести. И... Потому что они ее тупо уничтожали просто. Да, просто там, и когда они все это мочили, вот эти все скважины, там горело же все, и вообще, ну, вот это, как ночью, да, днем было, а потом снег когда пошел, представь, черный снег, короче. Вот, такой. И когда он... Да. Это же все потом оседало туда, в землю. Еще знаешь, мысль у меня возникла. Ты закончил, Ибра? Я хочу сказать, что даже еду, я думаю, отправляют, еду, которую завозят в Чечню, я думаю, там целенаправленно, может быть, какое-то количество, что-то, какой-то продукт первого потребления. Я думаю, какой-то... У них, конечно, сегодня есть там самопроизводство, но я думаю, что за это время, пока они перестроили всю эту структуру, то время заняло. Они, короче... Ну, видишь, отсутствие как внутренних, независимых каких-то вот этих как бы институтов, которые вот это все контролируют, да, там, природные условия. Я думаю, условия. русские травят, и Дагестан травят, и Чечню травят. Да, как нету как своих свободных внутренних, так и внешних каких-то, да, которые могли бы наблюдать, то есть такое место, которое ты там что угодно сделаешь, и никто не узнает, понимаешь? Я знаю, что Россия на любую подлость она готова. Я уверен. Еще есть такой асбест, знаете? Асбест называется такой материал, из него шифр. Да. Шифр делают. От него рак может быть, как бы. Асбест. В Израиле везде убрали это все. Тут в Европе, когда его убирают, тут в Европе люди надевают огромные вот эти костюмы. Да, и в США похожие на скафандр. В Израиле все убрали, я лично там работал. И у них там работает. Я не убирал, я потом, после того, как убрали это все,
Я уже покрывал все, как его, панель такой. Дело в том, Помогали что раньше, когда при Советском Союзе, когда дома строили, тогда люди не знали про вред этого химического Как вещества. говорят, мясоед, как это говорят на русском. Шифер Да, на крыше, когда ты его... шифер на Да, крыше, дайте который ему стоял. договорить, а вы его все перебиваете. Дайте ему нормально договорить. Шифер, который был, это асбест был. Да, кто это говорит? Этот шифер... Рак от него. Да, у меня друг работал именно в этом направлении. Здесь, в Европе, он убирал асбест. И он говорит, им объясняли, он учился специально, он проходил какие-то курсы именно этому делу, просто чтобы асбест убирать, короче, с разных мест. Шифер он снимал с домов. Потом кафель, там тоже клей, которым клеили кафель раньше, он содержал в себе асбест. И дома, которые построили в Чечне при Советском Союзе, они тоже содержали асбест. Почему? Потому что именно в цементе он содержался, асбест, тогда. А я на шифер, когда маленький был, на шифер поднимался, загорал, блядь. Я тоже. Вот, когда вот перед тобой разбивают кусок шифера, это уже считается смертельной угрозой. Ладно, ребята, Он оседает у спать. тебя в легких, он оседает, вот этот маленький кусочек. Он намного меньше человеческого волоса. Он в сотни раз меньше человеческого волоса. Мой друг мне это объяснял, он там учился. И я к чему веду? Когда бомбили Чечню, весь этот асбест поднимался на небо, и потом, когда шел дождь, он опускался прямо на людей. И весь этот воздух, который содержал в себе асбест, этим воздухом дышали чеченцы. Я думаю, это связано с этим. Один только был в мире, который на него это не влияло, шиферные крыши. Ты знаешь, кто это был? Авторитет. Авторитет был. Очень авторитетный. Карлсон, хозяин крыши. А представьте... Я на 5-м этаже жил, на балконе у нас перегородка была. Именно с этого шифера. И? У нас тоже здесь был Карлосон один, этот участник. Я в эфирах участник. Я этот шифер болгаркой пилил. Что уже в начале 19 века, в конце 19 века, начале 20 века уже знали, что есть связь между асбестом и раком, да, легких. Представь. И в конце там Второй мировой, по-моему, было доказано уже это врачами. То есть уже знали и продолжали этим пользоваться, причем по всему миру. Да. А вы знаете дочку хозяина шиферного завода, знаете, как звали, которая манекенщицей стала потом, известной во всем мире? Клаудия Шифер, помните? Да. Клаву, помните Клаву? Клаудия Шифер, точно. Я вот сейчас задумался, если Израиль перестанет бомбить Газу, то сколько процентов заболеваемости этой онкологии будет там, я не представляю. Да, Израиль и так не бомбит Газу. Бомбили же. Бомбят именно те места, где эти уроды прячутся. Сейчас тоже. Но она же разрушена, там просто строительный мусор, там и городом его не назовешь. Там разрушено, там не все разрушено, там есть еще места, где все стоит нормально, они живут нормально. Ты хочешь прикол? Говорят, что геноцид правильно делаем в Газе. А ты знаешь, сколько машин здесь скрывают? Как они заходят в эти места, масаиды, я не знаю, в грузовиках. Такие места, где не на дно как-то прячутся, заходят сюда, в Израиль. Геноцид это называется. Они сюда бегут. У меня дальний родственник имеет израильское гражданство, он там живет, его дети там учатся. Мне просто интересно, чтобы получить... Если не секрет, какие дальние родственники? В смысле? Может, ты мой родственник, брат? Не-не-не, мы не можем быть родственниками. Но у меня израильское гражданство, я чеченец, братан.
Но он не по материнской линии. По отцовской? Ну а что, по отцовской какая разница? Какого тейпа? Он? Ну ты, этот, да, который в Израиле живут, они какого тейпа? Беной. Видишь? Я тоже из Бенойских, правда. Здесь не обязательно быть по материнской линии. Не, мы в Израиле, чеченцы, все друг друга знаем. Кто в Израиле живет, это очень Но маленькая он себя община. называет Бену иногда. Мы в Израиле, кто чеченцы живут, мы типа Шонвай, но мы себя не относим к евреям, мы чеченцы и мусульмане. брат, мы уже по этой теме прошли, мы не хотим тебе сейчас заново урок преподавать, откуда произошли чеченцы и евреи, и все это. Мы все братья, братан. Да. Я не присутствовал на этой лекции. Ну, мы братья все. Мы все... Многое пропустил. Жаль, что тебя не было, конечно. Я как-нибудь другой день выберу специально для тебя. Чтобы ты... Просто я рожей. Мы все братья Ягуды Ахлюсунна во Христе. И Дудаев тоже горский еврей был, если что. Стопудово. Кстати, его сын в Израиле жил. Не знаю, сейчас живет. Да, было одно время. По-моему, в Европу он переехал или в Америку, не помню. Но он в Израиле жил. А почему Где черкесцы жил, на севере. А почему Эльцин с ним воевал? Потому что? Кто с ним воевал? Эльцин. Эльцин это кто? Ельцин? Видишь, это тоже из этого. Не, я сейчас объясню. Это как раз тоже из этой оперы, что Ельцин типа еврей, его настоящая фамилия Эльцин. Первый раз услышал из этого. Арат, ты на его нос посмотри, нос. Как у этого, как у поросенка, братан. Я слышал, у всех правителей бывшего СССР жены евреи были. Да, Может, он из Подожди. Из каких-то, из одних евреев сделали поросенка, этих самых, говорят, обезьян. Обезьян делают. Может, Ельцин... Из-за того, что рыболовли хитрили. Или, как говорят, если, допустим, фамилия там Рыбаков там или там Козлов, значит, все, короче, животные, значит, евреи. Как его фамилия, типа мэр Махачкалы хотят поставить. Как его фамилия? Ты знаешь, как пророк сказал один раз, говорит, эти крысы почему не кушают наш этот? Потому что, говорит, они, говорят, еврейские крысы. Они кушали всю жизнь, говорит, кошерно. Поэтому они к нашей еде не притрагиваются. Зрубабель, послушай, у Итамара Бен-Гвира такой же нос, как у Ельцина. Нет, разве? Итамар Бен-Гвир, где Ельцин? Ты о чем вообще? Картофельная морда у Ельцина, где этот вообще? Ты сравнил его тоже, короче. Это два разных вообще вида. Это... Ничего, что Бен-Гвир вообще курс из Курдистана. Два разного вида. Вообще прикольно. Он откуда с Марокко. Аргумент у вас, конечно. Не, у него жена марокканка, сам он с Курдистана, он курдский еврей. Да, курдский еврей. А Ельцин неизвестно откуда он. Беспалый. А у Путина какой вид? Мама, говорят, не знаю, мама, фамилия типа. Ну, Ишкинасская. Этот, как его, Шаломова? Да. Хотя больше Горским подходит фамилия. Я тебе скажу, Мубала, кто больше похож на кого. Вот Гутерриш сидит, который вот антисемит, нацист этот. Путина мама... Он очень похож на Александра Проханова. Один в один, как будто родные братья. Точно. А Медведев? Путина мама Этот Проханов. У Путина мама из Дербента, на Пушкина жила. А Медведев на кого похож? Заметили? Подожди, у Путина же мама вроде грузинка. На этой фотке я неудачно Медведева вышел. сравнили с Нормально царем выглядит. Николаем.
царем Николаем, когда молодой был, короче, царь Николай, его фотки вот так поставили, один в один, короче. Романов, короче. Наследник. В последнее время сказали Сталин еврей. Короче, куда ни смотри, кругом одни евреи. У Сталина фамилия была еврейская. Джугтишвили, короче. Недаром песня такая. Кругом одни евреи. Евреи, кругом одни евреи. Вау, да. У нас по численности 15 миллионов, как будто нас 2 миллиарда, как араб-мусульман. Они так думают, я тебе реально говорю, многие даже не знают сколько. Они думают, нас число миллиард где-то. Ну, с чеченцами вместе, братан, сколько нас будет? 20 лямов. Да, с чеченцами точно мы породнились потихоньку, ляд-ляд, все будет хорошо. А вы знаете это, что нет ничего, ну... А вот если бы не было... Подожди. Три колена уже стало. А вот если бы не было знаете, что диктатора, нет ничего в мире сколько у вас страшнее? было бы? Нет ничего в мире страшнее, чем взбесившийся еврей. Знаете? Нет ничего в мире страшнее. Нет, это есть поговорка, но не такая, как-то по-другому она звучит. Да. Вот Хармат, да, вот он сейчас зашел, он до 7-го колена знает всех своих еврейских. Всех. Он может перечислить. А что он говорит, что он чеченец? Вендетта тоже знает. А что он говорит, что он чеченец постоянно, он по чеченцу? Типа... Он так думал, пока не открыл эфиры против ислама и стал евреем. Тоже, брат, я тоже чеченец, брат. Ты знаешь это? Ну, я тоже чеченец. Не, он еще не в теме. У тебя даже говор не чеченский. Ну, потому что я в Израиле в маленьком возрасте уехал. Ты знаешь, сколько мне лет было? Сегодня знаешь, сколько чеченцев? Зайди в интернет, посмотри, у которых ты акцента даже не услышишь. Как Кадыров говорит, есть, говорит, евреи горские, которые лучше меня говорят на чеченском. Лучше него любой может говорить. Вообще ни на каком языке там не поймешь. Я когда его в первый раз услышал, он же проглатывает эти последние, да, вот не может договорить. Потом определенно, у него есть какая-то как-то дислексия. Да, дислексия называется. Да, у него в разговорной речи он дислексия. Дефект речи. Но у него от испуга в детстве, он увидел этот, короче, еврея с большим носом. С большим носом еврея. Я думал, как барана лежит. Я извиняюсь. Мне бы хотелось задать один вопрос. Я думаю, мой вопрос будет вполне оправдан, даже если я его задам. Я уже представляю, какой вопрос. Ну, ты правильно поняла? Удиви меня. Что евреи делают в этом голосовом чате, где находится Войнахи? Кто здесь еврей? Ты вообще понял? Кроме девушки здесь кто-то еврей. Дима, Ильяс. Ну, кроме этой, конкретно этой девушки, здесь еще один еврей был. Подожди. Я обращаюсь чисто к братьям чеченцам, как ингуш. Я считаю, что я тоже ваш брат. Да. Если ты наш брат, ты не должен такие разговоры вести вообще. Что значит, что Да, смотри. Я человек, который всю жизнь рос среди войнахов, в том числе и чеченцев. У меня друзья чеченцы, я сам ингуш. Скоро будешь расти, братан, и вырастешь среди евреев. Да, подожди секунду, дай Ибрагиму ответить. Это его. Хорошо, извиняюсь, отвечай, пожалуйста. Да, я просто хочу понять, и в чем проблема, вот если евреи находятся, мы нормально общаемся, что за проблема, я не пойму. Тут что, я эфир запустил, что запретом для евреев или Ибрагим, вот это сугубо твое дело, на самом деле, вообще, это твое дело, брат, но я не стану обобщать, потому что я не люблю обобщение, я считаю это глупо. Даже если здесь обобщать, смотри, никто это не поймет на самом деле. Я наоборот хочу понять, почему ты этот вопрос задал, вот это мне непонятно.
Потому что пророк сказал, Я если ты поднимусь, чтобы уподобляешься, здесь если было ты... еще больше евреев. Так, ну, чтобы тебе вот еще Вот, больше ну, вопросов сейчас смотри, задавалось. Ибрагим, Давай. Удобно было ты отвечать. услышал ключевой, Да, да, чтобы... ты услышал уже ключевой ответ, ну, можно сказать, эта женщина Потому что ответила. его пророк сказал ему, не уподобляйся кафирам. Если ты с ними дружишь, значит Вот ты один чтобы из них. только вот тебя, ты знаешь, что, ты позлить, чтобы поощряешь, что ли, тебя это за все? твои волосы подергать, Я вот еще будет поощряю, здесь евреи. Вот чтобы ты евреев, сидел я и евреев своими напрягался. братьями называю. Я А кто ты поощряю. сам по нации? Я Евреи, чеченец. успокойтесь и Ты не... 100% не чеченец, ты 100% не чеченец. Я на 1000%, в отличие Ты от тебя. 100% не чеченец. Так, Я Иван, из Степа Биной. секунду, Зурбавель, подожди секунду. Дайте Ибрагиму, пожалуйста, ответить. Это его Да, эфир. дайте ему говорить. Все, мы молчим. Ибрагим, подтверди мою родословную. Да, он бедно. А ты в чем вот у тебя проблема, я не пойму. Вот этот вопрос вообще я не пойму, что в чате война. Но я уже сказал, что вторая женщина, которая зашла здесь, она уже за меня ответ дала. Да, я хочу тебе на нервах. Хочу на нервах поиграть. Она сказала, что она якобы будет делать так, чтобы количество евреев увеличилось. Да, чтобы тебе на нервах поиграть. Да, хочу поиграть тебе на нервах. Ты, Можно? наверное, еще сионистка, да? Можно? Конечно. С большой буквы. Нет, нельзя. Я бы тебе это вживую не позволил бы, блядь. Все евреи. Да, Здесь можешь поиграть, здесь тебе ничего не что бы будет. ты сделал? А давайте разберемся. А что бы ты сделал вживую? Ну-ка, давай послушаем. Я тебе скажу тогда, я бы тебе по шее дал. Подожди, По шее дал бы Да. мне? Да ладно. Да, я молчу. Стоп, один момент. Еще раз. Просто я хочу без агрессии, аккуратно понять вообще этот вопрос. Что в чахте с войнахами делают евреи? Вот этот вопрос просто я хотел бы понять. Можешь разъяснить еще? И это Элай. У тебя микрофон выключен, если что. Включи и просто объясни еще раз. Смотрите, вот я сейчас отвечу, но Да. я не знаю, станет ли мой ответ понятен всем здесь сидящим. Евреи чисто физически никому ничего не сделают, но евреи хитростью сделают. Вот как я считаю. Не. Если ты будешь грубить, потому что вот смотри, подожди. Смотри, у меня вот в чате гости, да, и ты, если будешь грубить, то мне придется тебя, понятно, да, свои. Ну хорошо, я уже тебя понял, брат, я уже понял. Да, теперь смотри, еще раз возвращаемся к вопросу. В чем вообще смысл твоего вопроса? Эта женщина задала мне такой вопрос, что я сделал. Я просто ответил сразу, что бы я сделал, и все. Не, смотри. И вот человек мне сразу говорит, я буду тебе нервы делать, и сразу человек говорит, понимаешь? Сейчас мы уходим. Подожди, сейчас это перейдет на личности, на вот Ребята, это. не лезьте, дайте поговорить. Да, Дима, извини, смотри. Еще раз, вот дай вот этот вопрос его разверни, что в чате войнахов делают евреи. Вот объясни мне, что сделали войнахам евреи, я хочу понять, вот убили кого-то, выселяли кого-то евреи из войнахов, или кого-то насиловали. Дома вот сохранили, дома сохранили. Да, в чем? Я хочу просто понять, что происходит. Я понял бы, если бы мы бы сидели бы с русскими в чате, да, с которым Чеченская республика, с которыми находится в состоянии войны, и тем не менее даже русские, которые в чате там где-то находятся, с ними общаться, это не проблема, на мой взгляд, с адекватными людьми. Теперь, вот возвращаясь снова к вопросу вот этому, что в твоем вопросе, вот его логика этого вопроса вообще, объясни мне. У тебя микрофон.
Ибрагим, я не хочу тебе объяснять, я не стану это делать. Это называется, знаете как? Бескорыстная ненависть. Просто беспричинная ненависть. Нет, ни в коем случае. Ты под пропаганду попал, ты жертва пропаганды. Не, ни в коем случае. Мне обидно за тебя. Не, ни в коем случае. Мне Опять обидно. же. Я тебя за чеченца не считаю, брат, извини меня. Ты знаешь, ты его за чеченца не считаешь, я тебя за мужчину не считаю. Потому что ты готов Вот, воевать, хорошо тогда, подожди. не считай меня. Ты готов воевать с девушкой. Ты сказал, что ты, если бы при встрече меня увидел, ты дал бы мне Подожди, прощать. ты говоришь воевать с девушкой? Ты никто, ты опущенный, ты ниже плинтуса, ты не мужчина. Хорошо, ладно. Ты пыль под моими давай. ногами, ты понял, кто ты? В войнах себя не называй, не позорь людей. А ты что-то за войнаха будешь? Я бил, я хотел максимально, да, максимально хотел вот то, что ты здесь. О, тут еще сейчас евреи на войнах. Смотри. Вот то, что ты сморозил здесь, я максимально попытался. Я ничего не сморозил, брат. Да, вот как-то это уладить. Почему я, по-твоему, сморозил? Евреи хитрые, Ну да? ты что-то высказал и не можешь даже обосновать, я не знаю, или испугался. Я считаю бесполезно тебя- обосновать. Я уже сразу сказал, обобщать я не стану ни в коем случае. Нет, ты просто то, что Потому ты что без высказал, обобщений и не обойдешься, это и обобщать, я считаю, глупым, Ты знаешь, сказал, на самом здесь, деле. когда пришел, ты даже не вникал, кто здесь еврей, кто не еврей, какие евреи здесь сидят на этом войнавском сайте. Нет, как вообще, мне без разницы, какие Что здесь здесь евреи. евреи делают? Что Я тут хочу, евреи делают? я хочу просто понять, что происходит в мозгах. Но, Ибрагим, я уже заранее тебе сказал, вот это все твое дело, пусть так и будет. Не, я просто... По делам его, и тебе воздастся по твоим... Зачем ты вот лезешь в разговор, скажи мне? Подождите, смотри, я просто хочу понять, что в мозгах людей происходит. Как вот человек может обосновать свою позицию? Вот что такое, что тут не так, что тут не так. Я специально хочу, чтобы человек сам задумался, пересмотрел свое вот что-то вот это в голове, то, что происходит. Хорошо, Ибрагим, смотри, вот, брат, давайте, да, дайте мне слово сказать, пожалуйста. Да. Сейчас мое выражение в целом покажется каким-то косвенным, Смотри, буквально коротко. Я тебе просто одну мысль сначала доведу. Вот чеченцы, когда их выселяли... Ибрагим, мне не интересно, на самом деле, что... Один момент. Я просто тебе тоже это на заметку. Вот. Чеченцы, ингуши, когда их выселяли, там кого-то в Хайбахе, подожгли, кого-то еще где-то скидывали, в больницах просто расстреливали. Осуждаю, просто объясняю исторические вот эти события. Потом, когда привезли туда, казахи боялись вот так вот, как-то даже кто-то через окно, когда выглядывал, сразу там окно, занавеску задвигали, и не понимали, что такое происходит. Вот эти, которых туда привезли, бросили чеченцев, вот эти на открытые там поля. Потом уже со временем, когда начался контакт уже потихоньку там с казахами, которые там проживают, казахи признавались, что им объяснили, что сюда везут людей, которые едят людей, людоедов, Смотрите, опасайтесь их. Вот такая вот ситуация. Вот ты сейчас, твое вот это пришествие сюда, скажем так, да, вот этот чат, вот что-то подобное напоминает, да, вот как будто бы у тебя в голове тебе объяснили, что вот евреи едят людей, что что-то не так. Ибрагим, и можно ты зашел мне, и удивляешься. Я, потому что ты не обосновал свою позицию. Сейчас ты вообще как-то, я не знаю, не сопоставляешь и как-то обобщаешь, как странно на самом деле. Тебе это сказал. Можно мне, пожалуйста, сказать? Ты же мне просил так сильно. Скажи, в чем причина. Можно мне сказать? Вот я сейчас скажу. Это будет немного косвенно на самом деле, но это все, что я могу сказать. Евреи в целом народ умный, красноречивый, и я это вообще никогда не отрицал.
Но в чем главная проблема? Несмотря на то, что они очень умны, красноречивые и располагают хорошо к себе, они никогда не искренни. И я всегда к ним отношусь цинично. Потому что без этого никак. И меня сильно шокировало то, что сейчас, что они делают среди войнахов, я не понимаю, и все. А так я уже заранее сказал, Ибрагим, твое это дело, вести с ними дело, и все это, короче. Любой нормальный война может у тебя проблема, сразу. Может твоя Вот, проблема, и все, я вот, больше ничего смотри, не скажу, Ибрагим. Смотри, может быть, твоя проблема, то, что ты вот такое у тебя представление, может, это ты как бы зеркальное твое отношение к каким-то людям, с которыми ты общался. То есть, может быть, ты себя вел не искренне с кем-то, и поэтому получил ответ то же самое. Не в этом случайно эта вся проблема была, которая с тобой приключилась. Дело не в столь искренности. Дело в том, что как тебе сказать, Ибрагим, у евреев-то искренность, кажется, действительно такой сильной искренностью на самом-то деле, но это никогда и так не бывает. Понимаешь? То есть мы не люди, да, там получается. Все. Да, вот мне интересно, со сколькими евреями... Унтерменшен, короче, да, там типа, это все. Да, это со сколькими евреями Унтерменш ты контактировал? Это немецкое слово, если что. Да, со сколькими евреями ты контактировал? Вообще. Мне на самом деле очень сильно нравится немецкий язык. Да, откуда у тебя вот эта практика такая с людьми? Что у тебя просто вот в голове? Я думаю, любой не глупый человек, не наивный, это сам поймет. Что поймет? Я не пойму. Смотри, я, например, Ибрагим, я тебе заранее из будущего. Я поставил свою позицию так, что я больше ничего не скажу. Подожди, смотри, я какой-то робот из будущего, GPT. У меня нету, никакой информации. Я сейчас впитываю, как губка, все. Вот пытаюсь понять. У меня выключены все опции, исторических каких-то данных. Вот все, я полный ноль. Теперь ты меня можешь обучить, да, как? Вот. Нет, я не могу тебя обучить, я не должен обучать. Что значит обучить? Ты же чеченец, Ибрагим, а я ингуш, ты. Бисмилля, прошу, ради Аллаха. И что значит обучить? Я не понимаю. Вот то, что ты знанием, которые ты знаешь, чтобы я либо боялся евреев, либо... Я не говорю тебе бояться евреев, Ибрагим. Да, либо к ним относился... Я их не боюсь, на самом деле. Не, подожди. В любом случае, там, не доверяет как-то или еще что-то. Теперь меня тоже вот просвети в этом, можешь? Что, в чем просветить? Скажи еще раз, на самом деле, я не понял. Своей практикой, своим опытом поделись со мной. Вот я GPT на колесах. Ладно, на ногах, Какой практикой? А? Смотри, я тупой GPT. У меня нету абсолютно информации ни про евреев. Сейчас вот эти евреи возьмут меня, А тебе в своей практике уже евреи просветили, Ибрагим, или что? Я просто GPT с нуля. Вот. У меня нету никакой информации про евреев. Ибрагим, я не хочу никого просветлять, я уже заранее сказал, до этого тоже говорил, что я выражусь коротко, ты не сможешь, и как я думаю. Но дело в том, что ты меня не хочешь понять и ставишь все, что мной сказано, под сомнение, Ибрагим. Если ты не сможешь свою позицию обосновать, я просто тебя Я назову обосновал, балабол. я считаю, свою позицию, Ибрагим. Я тебя просто балаболом назову, жертвой, пропаганды, абсолютно, которая не может своим словам привести ни одного довода. Вот я как GPT уже вот такой вывод сделал. Понимаешь? Ты назовешь меня балабаном? Балаболом. Балаболом ты меня назовешь. Да. Человека, который не может обосновать свою позицию. Не поддавайся, уходи из эфира. Он тебя провоцирует, Элай. Подожди, ты что паникуешь? Свободно. Ты что, тоже его мнение? Так, следующий. Еще раз.
Смотри, ты зашел, Ибрагим, что бы ты мне не сказал, сделал утверждение, послушай меня, пожалуйста, которое ты не можешь обосновать абсолютно. что бы ты мне не сказал, но я никогда в жизни не отвлекусь от своего мнения, понимаешь? И от мнения, что чеченцы мои братья тоже, нормальные истинные чеченцы. Понятно. Ну, у тебя мнение балабола, которого... У меня ни в коем случае не мнение балабола, я считаю. У меня твердая позиция, которая никогда не останется какой-то изменной, я считаю. Объясни мне тогда тоже. Сейчас ты уйдешь, меня здесь обманут, евреи кинут. Я не знаю, что они мне сделают. Объясни просто. Я заранее тебе сказал, что евреи не способны ничего сделать. Но они хорошо так, знаешь, могут влиять, манипулировать людьми. Но дело в том, что они никогда в жизни не были способны кому-то что-то сделать. Вот, и все. Конкретно что делают евреи? Мне навяжут какую-то идеологию или заставят меня, молиться в сторону стены плача 5 раз в день. Или же на какой-то еврейский джихад меня будут призывать, закидывать туда. Что я хочу понять? Потому что этих уже арабские всякие хренотень, я уже увидел на себе и знаю, кто его использовал против моего народа и использует по сей день. Сейчас я столкнулся с евреями. Что эти евреи могут мне сделать? Можешь ты мне объяснить? Как у них какая-то ваххабитская, еврейская идеология, яхуды, ваххабиты, ахлюсунна, во Христе, валь-джама. Это опасность там, или что там такое? Я тебе отвечу, подожди. Можешь даже погуглить, или у моего собрата. Я гуглить ничего не собираю, я ничего не гуглю. Хотел сказать, гугли посмотри. Не надо сразу говорить про религию, на самом деле, про этих арабов. Тут я не знаю, как вы это все вмешали сюда, на самом деле. Я просто свое определенное мнение сказал. И я не знаю, до чего вы все начали это обобщать все это. На самом деле, на такое даже отвечать не хочется, если честно. А ответа никакого нету. Зачем тогда заходить, вообще что-то говорить? Потому что мне так хочется, и все. На здоровье? Ты сейчас мне, Дима, будешь говорить, куда мне заходить, куда мне не заходить, что ли? На здоровье, здесь, на здоровье. Спасибо. Да, видите, здесь у нас там 8-7 зрителей, потом в эфире тоже несколько человек. Что с этим делать? У людей, когда раз этот телевизор в голове, да, что-то там такое есть. Я телевизор не смотрю никогда. Подожди, я сейчас не к тебе. Я не смотрю телевизор. Да. Ты знаешь, что что-то плохо тебе сказали, это плохо, а почему, как обосновать ты когда не можешь, как это называется, я не знаю, там в медицине или где это, там в психологии. Аргумента своего нету, это плохо. Ибрагим, я уже заранее тебе сказал, но и все, больше я тебе ничего не говорить не собираюсь. Но можешь говорить ты, я тебя слушаю. Не знаю. Потому что мне нечего еще говорить человеку, который называет меня балабаном, этим балаболом, еще, знаешь. Это так получается, это не какое-то обзывательство, просто смотри, если какой-то заходит, я пошел, например, в гости в чат, например, к каким-то армянам, да, и к ним раз один заскакивает, на себе тельняшку, раз так разорвал, кальсон разорвал, раскинул в разные стороны, там ватник разорвал, ушанку снял, там, вы что здесь с чеченцами сидите, это как так, хай, как вы, армяне, это что такое? Я уже бы удивился, это что, у него там памперс порвался, что ли, или прорвало его, что это с этим человеком?
И он не может потом обосновать, в чем проблема, что вот армяне там сидят с чеченцами. Вот примерно вот такое что-то, да? И я бы посчитал бы, если бы этот человек потом не смог бы обосновать свою позицию, я бы его посчитал балаболом, который вообще болтает то, о чем не знает сам. Так оно и выходит, Ибрагим. Он же конкретно не может ответить, за что и почему и как. И это очень даже больно и жалко и обидно. Тебе что ли? Мне нет. Послушай, дружище, вот ты зашел, правильно? Да? Мы здесь общались. Нормально. Да, я свое мнение выразил, и я заранее сказал, что я больше ничего не собираюсь говорить. Ну, свое мнение Общайтесь как вам угодно, я дальше. никого не оскорблял здесь. У тебя есть еще что-то к нам? Я кого-то здесь оскорбил, скажи мне, Не, дружище. я не говорю, что ты оскорбил, мне этого не хватало. Но Дима. зачем вы тогда так зациклились на том, что я сказал? Я Секунду, не понимаю. Элай, во-первых, ты да, Потому что оскорбил. ты оскорбил людей, да. Конечно, обидятся. Зашел, оскорбил людей. Ведешь Кого? себя Женщину, неприлично. которая хочет мне действовать на нервы, что ли? то, конечно, ты зашел и говоришь, как вы можете сидеть. Ты типа, ты сам представь, вот ты кому-то в гости зашел, и как кто-то заскакивает, как вы с вот этим вот можете сидеть там. Ты что, не понимаешь, что ли? Или это для тебя нормально? Ну, для меня это нормально. Мне даже, знаешь, говорить ничего не надо тебе. Одно мое присутствие действует тебе уже на нервы, понимаешь? Одно мое присутствие, Да, Сталина я- присутствие тоже действует тебе на нервы. У тебя нет, он обосновать ничего не может. Потому что, дорогой мой Ибрагим, у него нету причины. Она отсутствует. Он просто жертва пропаганды. Ему сказали Как в и- Ютубе, Да. ему сказали в Ютубе, что нужно так делать, нужно не любить, потому что евреи такие, евреи сякие, они хитрые, они на ухо могут присесть. И он это все схавал, потому что он Ну, очередная ну, я и так жертва считаю, того, на самом деле. что влили ему в мозг. Другой причины у него нет. Потому Вот Если что бы сейчас ему вы сказали, пытаетесь мне влить мозг, на самом подожди, деле, у вас это никогда можешь не я не с получится. тобой разговариваю, я разговариваю с Ибрагимом. Не лезь в разговор, что пожалуйста, Не я надо не лезла. манипуляции использовать. что Я жалко не лезла выглядит в на твой самом деле. разговор. Теперь Манипуляции смотри. не надо использовать. Манипуляции ты здесь используешь. Закрой свой рот и послушай, что умные люди говорят. он не Окей? пользуется своим мозгом. Смотри, если бы ему сказали в телевизоре или в Ютубе, или где он там еще эту хрень смотрит, что нужно любить, он бы зашел: о, войнахи, как хорошо, что вы сидите с евреями, это прекрасно. Прекрасно, но ему так не сказали, ему сказали наоборот. Ужасно, на И самом он деле, что зашел в и войнах сказал, сидят евреи. он Ужасно. зашел и говорит то, что говорит. Окей, а скажи мне, пожалуйста, а чем я хуже тебя? Может быть, у меня 3 ноги, 4 руки, 2 головы. Чем я отличаюсь от тебя? Чем ты выше меня? Скажи мне, пожалуйста. Ты ничем не отличаешься, я тебе больше скажу. Ты хуже меня. И Но у хуже меня всех хотя здесь бы сидящих. собственная Ты кровь есть. хуже всех здесь сидящих людей. Потому что ты не мужчина. Ты опущенный человек. Человек, который говорит, что он женщине даст по шее, это не мужчина. Женщины, которые говорят, мне, что Неважно, она будет кто ты, действовать мне на мусульманин, нервы. не кто ты там, ингуш, не имеет значения, кто ты. Большое значение имеет. Не если имеет женщина значения, ингуш, на кто ты. самом Ты деле. не мужчина Огромное в первую значение. очередь. В первую очередь ты не мужчина. Запомни это и живи с этой информацией теперь. И спать ложись с этой информацией, и просыпайся с этой информацией. Ты не мужчина. Можно я кое-что скажу, ребят? На самом деле в психологии, когда человек говорит: нет, я их не боюсь, но они очень хитрые, это говорит только об одном, что он ужасно нас боится. То, что ты называешь хитрыми, склад ума людей, и тем, что ты думаешь, что ты не подтянешь этот расклад ума, да, показывает о том, что ты боишься. На самом деле евреев всего лишь 15 миллионов по всему миру. И шанс мизерный, чтобы ты видел где-то в личной жизни своей встретил еврея. Да, или много евреев. Может быть, одного там где-то, да. Но чтобы много евреев, нет. Поэтому я хочу сказать, что у тебя страх твой в глазах перед евреями больше, чем евреи есть на самом деле. Понимаешь?
И ты живешь в этом страхе. И если бы ты считал бы Ибрагима за своего брата, как ты это говоришь, ты бы ему в личку написал бы: Ибрагим, а почему? И он бы тебе объяснил бы. Но ты решил зайти к нему в эфир и предъявить ему. Он боится евреев, походу, больше, чем он боится Аллаха, понимаешь? Настолько он нас боится. Да пусть боится, кого хочет. Да, он хочет еще раз подняться. Давайте. Не спускайте, ребят. Я знаю, кто спускает, не спускай. Давай, Илай что-то хочет сказать нам еще. Не боишься ты нас, но ты решил прийти и сказать это. Мы поняли тебя. Алло. Да. Да, тебя слышно. Мы тебя слушаем, микрофоны выключаем. А ты, я вижу, уже о Аллахе говоришь, да? Да, Видишь, да, говорю. у меня, видишь, наоборот, вот у меня цель понять, что в мозгах происходит у людей, да, попытаться наоборот, вот это вот показать, что абсолютно евреи, чеченцы, кафиры, не кафиры, ингуши, то есть абсолютно нормально, адекватные люди могут адекватно вот так общаться, дружить, сосуществовать. Понимаешь? Наоборот, у меня вот такая вот задача. Ты вот зашел именно с противоположной вот этой вот стороны. Можно сказать? Хорошо, считает обратно. Я поэтому хочу вот как раз таки понять, что у тебя в голове. Да, задавай. Ибрагим, можно мне задать вопрос? Я могу пару слов сказать? Вопрос Стелле и женщине, которая ниже ее стоит. С какой целью вы здесь тогда? Скажите просто вопрос. Мы общаемся. Можно сказать? О чем вы общаетесь? Обо всем. О жизни, обо всем. Можно, да, уже сказать? Да, обо всем и ни о чем. Да, здравствуйте. В первую очередь хотелось бы сказать не Кархо, потом антитеррору и остальным. Я ваших всех маму ебал. Молодец, отличился умом и сообразительностью. Это был свободела, это был очередной мазохист, потому что во всех вот этих эфирах... Ибрагим, ты считаешь, что я так же, как и он? Подожди. Не, ты нормально в этом плане. Вот этот, то, что мазохист был во всех эфирах, там, заранее, в начале, мы в конце эфира, в середине говорим, все вами сказано, вот эти мат, всякие нецензурные, вот эта ерунда, мать, отец, кого вы там только не материте, вот это все амин обратного. Всегда мы об этом говорим. То есть, как вы вот так вот, я лично не собираюсь сапожником становиться русским. Поэтому просто все, что вы вот это вот гадости говорите, просто амин обратно. Если хочешь, как человек, зайти, показать там, я не знаю, блеснуть каким-то своим этим умом, что-нибудь полезное там, вот можешь зайти еще раз там, кто там из вас, и нормально просто обосновать свою какую-то позицию, поговорить, попытаться, как бы, я не знаю, что-то полезное хотя бы сказать, и вот так вот позитив, чтобы какой-то был. Остальное, вот это матершинничество, вот это все, это обычная обезьянка. Никого, просто вы людей не то чтобы там удивить, действительно вы всех
пытаетесь удивить своим обезьянничеством. Вот все, кто вот так поступает. Вот и все. У вас получается это отлично. Ибрагим, можно мне задать тебе вопрос? А? Да, говори. Хорошо. Был здесь один момент, почему Стелла говорит, что я боюсь евреев больше, чем Аллаха. Вот как ты это воспримешь? Как оскорбление? Это не Стелла сказала, это сказала я. Это не я Почему говорю. ты тогда такое сказала? Потому что ты так себя Почему ты преподнес. задеваешь религию и Аллаха? Я не задела твою религию. Я сказала, что боишься евреев больше, чем Аллаха. Где здесь я задела А твою что это религию? значит? Скажи мне тогда. Это значит, что ты себя Это так явно преподнес. недоброжелательно, на самом Ты деле, сильно себя так оскорбительно. преподнес. Ты преподнес себя так, что ты боишься евреев. Это ты сказал, не я, не Никогда Стелла. в Это жизни сказал не боялся ты. и не буду Ты бояться. своими высказываниями показываешь Вот, свою трусость по отношению. Не поднимай его больше, Ибрагим, сделай доброе дело. Это нацист. Я его не поднимал. Я его Почему? Я думаю, есть над чем работать. Там есть над чем работать. Не над чем. Это убитый уже нацист. Все, он уже такой. Он спокойным голосом вот так вот заявляет такие вещи. Нацистская идеология, чисто понимаешь. Я просто, знаете, вот не могу понять, да, вот там веками вот этих людей. Там ингуши, понятно, ингушам у меня не такая уж претензия, вот чисто к своей, вот этот хрен сейчас заходил, который там мать-перемать, там фармат, не фармат. Вот эта хрень, она прекрасно понимает, кто у нее враг. Вернее, прекрасно казалось бы, должна была вот эта хренотень понимать, кто у него враг, кто его там мочит в сортирах последние 4 века, что он вообще должен делать, как себя вести, я не знаю, с кем дружить, с кем враждовать. Ибрагим, Вот ты мне сегодня задал вопрос, ты мне вопрос задал сегодня, как я отличаю... Рабская вот такая, там, для меня это Вот, обычный... Не Стелла, а вот эта женщина другая. Как тебя зовут? Меня зовут Вика. Хорошо. Вика, смотри, как ты смотришь на то, что здесь люди говорят, что Аллаха нету, так выражаются, это нормально? Послушай, это вообще их мнение. Они могут думать, что они Это хотят. вообще, например, я не думаю, подожди что это... секундочку. Я, например, тоже считаю, что Аллах — это языческий бог. И что теперь? Я вижу в что этом теперь? какую-то, не знаю, это, и как тебе сказать, Ты задал чтобы вопрос, я чтобы ответила. война, вот, просто отцепись от религии, от Аллаха, Илай, от всего, что у них Ты было. веришь в понимаешь? Аллаха, да? Илай, ты Я? веришь в Аллаха? Да. Ну как тебе сказать, вот вообще Бог и Аллах это понятие вот абстрактное, все это на самом-то деле. Но я вообще в принципе я верующий человек. Могу так тебе. То есть, если, окей, скажем, ты веришь в Творца, да? Есть Творец, который создался. Да? Правильно Я считаю, определяю? что есть Аллах, как считают чеченцы и ингуши. Нет, это неправда. Не все чеченцы и ингуши считают, что есть Аллах. Есть чеченцы и ингуши, которые христиане, есть которые родноверы, поэтому не надо всех под Они уже одну были, но гребенку. их больше нет. Нет, они есть. Они сидят прямо сейчас, здесь с тобой сидят. Они здесь прямо сейчас Еще есть, как я есть. думаю, потому что Да. здесь потихоньку и такая вот, как тебе сказать, не хочу вот оскорблять, не буду оскорблять, но еврейская пропаганда немножечко здесь. Понимаешь? Поэтому, возможно, они есть. Секунду, Илай, слушай меня. Секунду, Илай, секунду. Скажи, пожалуйста, ты свою историю знаешь? Какую? Вот языческую, где фалосам поклоняются, что ли? Кто были ингуши и чеченцы до этого? В кого они верили? Язычниками были. Окей, потом. Ну, позже мусульманами. Нет, позже они были христианами некоторые. Теперь скажи мне, пожалуйста, кто из них предатель своей религии? Они или ты, который принял новую религию? Предатель? Да.
Напрямую предатель. Кого они Потому что предали? завтра вместо Мухаммеда придет какой-то третий Афанасий, скажет, что он тоже пророк, придумает еще одну религию, и ты ее примешь, потому что нету проблемы для тебя принять каждый раз новую религию. Через силу. Ну, смотри, я же не предавал ее тогда. Ну, я предавал ее. Смотри, если твои предки были одной веры, но когда пришли Да, на вас мои предки, войной, секунду, пришли войной, ведь никому не секрет, что ислам пришел войной на Кавказ, и ее приняли, и теперь ты приходишь с претензиями, секунду, Дима, секунду, теперь ты приходишь с претензиями здесь к сидящим чеченцам, что они предали ислам, но они не предали его, это вы предали свое родноверство, такие как ты. Стелла, смотри, есть один момент. В чем плохо быть мусульманином, скажи мне? Я тебе скажу в чем. Камнем больно попу вытирать. Секунду. Закрой свой рот. Я тебе скажу в чем. Даже в том, что ты зашел, и если ты веришь в Творца, что Он нас всех создал, подобие себя, да? Нас Бог, вот у нас по иудаизму, Бог нас создал на подобие себя, чтобы мы могли мыслить, творить, То есть ты... делать, отличать хорошее от плохое. Хорошо, ну, И когда ты заходишь, по крайней мере, говоря, что ты уважаешь своего брата Ибрагима, да, Нохчи, что ты уважаешь его, ты даже не подумал, что, может быть, поставишь его в неудобное положение. Ты решил зайти и поставить, и предъявить ему прямо при всех, то есть при тех евреях, которых ты не уважаешь. И для меня, как человека, да, вот если я сейчас зайду к какому-то еврею и скажу, а что ты так делаешь, а? То есть я унижу своего же еврея перед другими, которых я якобы не уважаю. Ты не понимаешь? ответила, в чем плохо быть мусульманином, ты не ответила. Вот это вот поведение. Тем, что ты считаешь себя лучше других. Ты считаешь, что мусульманин так ведет себя? Да. Чисто вот мусульманин был тот, который зашел. вести. Я тебе скажу, как мусульмане ведут себя. Я тебе могу открыть то, что мне люди пишут, и ты посмотришь фантазию мусульманина. Твою маму на спине папы, на твоей торе, за спиной, под спиной. Все, что есть. Фантазия бурная. Но все связано с этим. Смотри, скажу тебе точно. Стелла, вот я такое сам осуждаю, это поведение, но мусульманином быть не значит автоматически быть таким же плохим человеком. Понимаешь? Это большой показатель именно мусульман. Я тебе скажу более того. Ты сейчас обобщаешь. Мусульман, не каждый мусульманин таким является. Я сказала, что это В характеристика любом народе, многих. везде, абсолютно везде такие люди бывают. И Ты сейчас себя не выгораживай. Ты только недавно хотел по шее Зрубавель, делать. подожди секунду. Женщине по шее хотел дать. Зрубавель, дай мне на секундочку с ним построить нормальный диалог, пока получается. Смотри, Ила, я сама горская еврейка, с Кавказа. Я тебе могу сказать с точностью, что ни один мужчина на Кавказе раньше не позволял бы себе так писать или разговаривать с людьми. Евреи Понимаешь? стали горцами, что ли? Давно? В смысле стали? Давно они? Евреи жили 2000 лет на Кавказе. Достаточно для тебя? А почему они стали Достаточно для тебя, я спрашиваю. Ну, ты сказала, что ты еврейская, Я сказала, я горская да? еврейка, которая с Кавказа, да. А с какого ты места с Кавказа? Я с Азербайджана. Понятно. Теперь вопрос. Но ты не чеченская и не ингушка. Нет, я не чеченка, не ингушка. Я еврейка и не с будешь, Азербайджана. кстати. И не собираюсь быть. Вот, Теперь вопрос то, такой. что азербайджанцы и армяне бывают евреи, я знаю, на самом деле. Но они никогда не бывают ингушами и чеченцами, запомни. Это много. Мне кажется, послушай меня, секунду, Вика. Илай, послушай меня, мой родной, хороший мальчик. Ребенок мой хороший. Не надо ко мне так обращаться. Значит, в свое время очень много чеченцев... Секунду, субординацию не собираюсь с тобой соблюдать, так же, как ты соблюдаешь со старшими. Секунду, ребята. Так, в свое время на Кавказе очень многие чеченцы женились на еврейках, окей? И наоборот. Поэтому говорить, что не будет евреев-чеченцев, я тебе могу сейчас привести еврея, который по маме еврей и по папе чеченец. И он тебе покажет, где и как и что. Стелла, здесь есть такой очень важный момент. Можно мне сказать, пожалуйста, этот момент? Вот евреи
Они не говорят до того, как на них кто-то женится, что они являются евреями, кстати. Это очень много о чем говорит, и из-за этого Ложь и много кто клевета. смешан с Ложь евреями. и клевета. Нет, ни в коем случае Ложь нет. Ни и в коем клевета. случае нет. Ложь и И клевета. все знают, что евреи всегда были культурным феноменом, и они никогда не были нацией, поэтому они связаны с любыми нациями. Евреи Они никогда не никогда скажут, не что были они нацией? евреи. Серьезно? Понимаешь? У тебя проблема, очень большая проблема в знаниях исторических. по моему Не-не. мнению. И я почему-то думаю, что у тебя воспаление ислама. Воспаление? Ислама? Вообще живого еврея ты видел когда-нибудь, контактировал с ним? Евреи говорят, не говорят, что они пока Ну, не женятся. Ибрагим, ты меня вообще не слушал? Ты даже, смотри, ты сейчас даже не знаешь, что на Кавказе были горские евреи жили. Пока Ну, вот Израиль. Ингушетии и чеченцы никогда не были. И сейчас там некоторые живут. Никогда не были и не будут. Ну, азербайджанцы, Какие? армяне, ладно, может быть, но не чеченцы и ингуши. Он вообще, у него знаний, но у него ты чё знаний вот ноль. перевернулся? Не чеченцы, ингуши, евреи и среди чеченцев, и ингушей, и дагестанцев, и азербайджанцев. То есть они всегда присутствовали там на Кавказе. И ты даже об этом не знаешь, понимаешь? И еще ты, когда тебе это объясняют, вообще евреи не были чеченцами. Зачем им чеченцами быть или азербайджанцами быть? Вообще это даже не догоняешь. Стелла, я бы хотел, чтобы ты говорила дальше. А что тебе сказать? Смотри, и я, и Вика открыто говорим, что мы еврейки, но ты говоришь, что мы прячемся и боимся, и не говорим, что мы евреи. Прячем от кого-то. Но мы не прячем этого. Я не сказал, что вы когда- прячете. Я сказал, что евреи никогда не скажут, что они евреи. Ну, я же говорю, что я еврейка. Но я Можно узнать, не за какого этот года момент ты, а? говорю, Стелла. Извини, что перебиваю. Какого года ты? Я? Да. Молодой, Седьмого слышишь? года. Мне 19 лет. Сколько? 19 лет мне. Не, серьезно сейчас. Вообще, Я тебе наполнен, вообще на полнейшем серьезе. 19? 2007 года рождения. Слышно, Ну, что всё, он молодой. извини, Просто у чеченцев очень Я понял, голоса всё такие нормально. басовые. Я не чеченец, я ингуш. Ингуш ты, неважно, ну войнахи. Он ребенок, Слышно, что молодой, слышно, что молодой, и мышление тоже молодого парня, которого не было, в принципе, истории особенной с евреями. Не, А он ты не считаешь, глупый, что я совсем не глупый. с возрастом Он изменю молодой, свое он не мышление? помнит, ничего не знает. Нет, я не думаю, что ты с возрастом изменишь или не изменишь. Дело в том, что более взрослое поколение, которое жило с евреями бок о бок, у них другое мнение, понимаешь? А молодежь... Но более такое умное, ты хочешь сказать, да? Нет, умная, причем жили тут вместе, жили знали друг вместе, друга. был контакт, знали друг друга, понимаешь? Это А ты другое. родился, когда уже все это пропало. Нет, смотри, Стелла, я сейчас никогда не отрицал, что у евреев такая широта мышления и высокий ум. Это всегда было так на самом-то деле. Но изначально, когда я Сейчас начал ты говоришь, говорить, что изначально, когда ты зашел, ты сказал, Причем тут сейчас это? Ты откуда когда я начал знаешь, говорить, что например, было у когда я сказал, евреев? что я Ум хочу был. выразить свое Подожди, мнение, свободно. я уже сказал. И Ты меня откуда называют знаешь? балаболом. Объясни мне. То все, я не Объясни понимаю, мне. почему я на самом Смотри, деле. объясни мне, откуда ты знаешь, что у евреев ум есть или нет? Вот и где Ну, это? хорошо тогда. Я объясню тебе. У меня есть две версии, на которые я полагаюсь. Одна версия, что евреи, они очень древний народ и давно сменили религиозное русло на научное. Вот это одна из версий. Вторая версия, это уже более правдивая, более понятная с биологической точки зрения. Просто эволюция. Евреи же, смешаны со всеми народами. Я думаю, любой человек это понимает. Вот и все. И что все? Я не пойму просто твой вообще посыл. Ты не знаешь евреев, тебе 19 лет, ты никогда не пересекался, но у тебя какие-то версии насчет евреев.
ты говоришь, что они неискренние, ты говоришь, что они умные, потом там непонятно, откуда, ты не знаешь даже, что на Кавказе там жили где-то. Что? Откуда ты черпаешь, вот откуда вы питаетесь светом вот этой мысли? Объясните мне. Ибрагим, в его возрасте он даже не знает, что евреи встречались с лезгинкой чеченцев, с лезгинкой, с песнями, танцами, с радостью встречали чеченцев, когда возвращались чеченцы в Грозный. Он этого не знает, по-моему. Он ничего не знает. Он сначала говорит, что евреи — это не нация, потом он говорит, что евреи — это древний народ. Ты можешь определиться в конце концов? Не нация, древний народ, не древний народ. Ты почему-то говоришь, что евреи не могут стать ингушами или чеченцами. Им не нужно становиться ни ингушами, ни чеченцами, потому что они евреи. По этнической принадлежности они евреи. Жили, Понимаешь? Жили как Этнические братья. принадлежности евреи Да, не бывают. да. Как это не бывает? Этническая Не бывает, потому что принадлежность. евреи, Подожди, они- Дима, секундочку. они- Послушай меня, Элай. Элай, хочешь, я тебе сейчас расскажу, как бывают этнические евреи? Хочешь? Не бывает. Нет, не что, бывает. что значит Не не надо мне бывает? рассказывать, я не хочу, но чтобы я ты не, рассказал, я, потому не, что я не понимаю, ты не я хочешь считаю, знать, как я считаю. ты не хочешь знать правду? Вот ты сейчас Евреи- берешь, и ты, подожди секунду, ты сейчас Знаешь, берешь, почему? ты Вот подожди, не говори я со мной тебе в параллель, просто скажу. пожалуйста. Не говори в параллель, я закончу, ты ответишь. Что ты сейчас делаешь? Ты стираешь мою идентичность, национальную идентичность. Это равносильно тому, что я тебе буду говорить, что этнических ингушей не бывает. И я буду полностью стирать твою этническую принадлежность. Понимаешь? У тебя идентичности Евреи- нет, извини меня. У меня есть еврейская этническая принадлежность. Я принадлежу к древнему Как раз таки еврейскому всё народу. наоборот. Какому? Окей? Древнему еврейскому народу. Как он называется? Иудеи. Еврей — это русское слово. Иудеи — это национальность и вероисповедание в одном флаконе. Хорошо, но евреи, Хорошо, они да. связаны со всеми народами. Есть укоренившиеся народы, у которых Подожди, есть ты не индивидуальность, это понимаешь, ты ключевое. хочешь, ты не Ингуши и понимаешь чеченцы, одной... поэтому я сказал удивленные, что Господи здесь евреи Боже. делают, понимаешь? А я не понимаю, нет, я не понимаю, почему евреи не могут здесь находиться рядом с твоими войнахами. Я понять не могу. В чем проблема, когда евреи и войнахи сидят вместе и общаются? Я В уже, чем твоя проблема? я сказал свое мнение вот в этом, в моем Ну, сказанном мнении. твое мнение, оно есть и это необоснованное. объяснение. И Гуля, твое просто мнение, я больше оно ничего не полностью собираюсь говорить. Дай мне на секундочку ему кое-что сказать. Илай, вот предположим, ты считаешь, что евреи нехорошие люди, от которых нужно сторониться, окей? Твое право. Давай, предположим, но я так не говорил, кстати, сразу. Нет, у меня нету с этим проблем. Нас не должны все любить. Все нормально. Вопрос другой. Почему тебе мешает, что другие сидят? Не, Стелла, смотри. Когда мне Ибрагим говорил, ну, скажи свое мнение, почему ты так считаешь, но позже он меня все равно назвал каким-то балаболом, я уже выразился. Я считаю, что евреи в Секунду, целом ты не дала аргумент. неискренние люди, и все. Они могут казаться сильно дружелюбными, располагающими, все это, но Окей, они ты сказал, что неискренние, они я считаю. И неискренние, все. но он тебя спросил, Я дай... так и буду считать. И считал. Он на самом деле. сказал, Кто бы по что ни фактам, сказал. он тебя спросил, по фактам, скажи какую-то ситуацию, может быть, жизненную, которую ты прошел с евреем, где к тебе не отнеслись искренне, чтобы он понял, откуда это А исходит. почему здесь, причем, от чего, причем здесь мой личный опыт, скажи мне? Я тебе объясню. Потому что есть два варианта. Или это твой личный опыт, и ты пришел к этому мнению, или тебе это просто пропагандой вдолбили в мозг. Понимаешь? Другого нету тут. Есть два варианта. Ничего не вдалбливали мозг, извини Если меня. ничего не вдалбливали, значит, у тебя был какой-то личный процесс с евреями, где ты так почувствовал. Тут Ибрагим тебя спросил, что у тебя было в жизни, что ты почувствовал так, и ты не смог ответить. Хорошо. Это все? В принципе, да. Хорошо, я тебя понял, Стелла. Хорошо. Что скажешь? Я скажу так, ты не глупый парнишка, пацан, как даже не знаю, но
У меня сын самый младший, твой ровесник. Ты многого ничего не знаешь. Вроде бы не глупый человек. Просто зашел вообще не в тему никуда. Залез, начал говорить. Ибрагим, с кем сидишь, что делаешь? Это ненормально. По разговору ты совсем... Дима, не... извини меня, пожалуйста. Я сейчас перебью тебя. Я сказал, что евреи не искренние, а в войнах всегда отличались тем, что они, ко всему относились цинично, и это оправданно на самом деле. Это характер. Это уже характер. И вот это первое, Дима, это первое, Дима. Не Стелла, а вот другая женщина с еврейским флагом, она мне сказала, я буду поощрять, как тебе сказать, восстание евреев, чтобы их больше было среди нас, действовать тебе на нервы. И это уже является это уже намекает. Да, я уже поднялась, на то, чтобы что подействовать тебе сказал, на нервы, потому что понимаешь? ты зашел сюда с ноги. Ты зашел сюда с ноги, и я тебе ответила. Это Так, чтобы это тебе звучало было... так, чтобы как Да, будто это она звучало уже так, это пытается звучало подчеркнуть так, свою это власть, звучало понимаешь, так, как которую я не способен звучало. изменить даже. Это звучит так, это унижающе, понимаешь? Да, Вот это поэтому, звучало как Дима, власть. Думай мой так. ответ Думай следующий так. был таким. Бойся, Вот. ходи Все и расценили мой оглядывайся ответ теперь. диким. Илай, скажи, пожалуйста, Но я не сказал ей сразу. Секундочку, Я Илай. оскорблений с моих сторон не было. Такой вкус я в жизни не слышал. Ты когда... Вика, подожди секундочку, дорогая. Ты когда зашел, ты видел с единственным израильским флагом и Маген Давидом, да, меня тут. И когда ты спросил, что ты делаешь с евреями, ты, может быть, не сказал никакого матного слова. Но ты реально считаешь, что это не оскорбительно? Да. То есть, если сейчас ты зайдешь в эфир снизу, да, в чате... Знаешь, почему я не считаю этого? Секунду. Я хочу привести параллельную ситуацию. Вот сидит, откроет какой-то еврей свой эфир, и зайдет ингуш в этот эфир. Да? Будут сидеть ингуши в этом эфире с евреями вместе. И зайдет какой-то еврей и скажет, а что эти ингуши тут делают с евреями? Я понять не могу. Вот как ты думаешь, это ингушей заденет или нет? Я не услышал тебя, повтори, пожалуйста. Если сейчас будет эфир наоборот, еврейский, да, евреи сидят, и среди них сидят ингуши. Да. И зайдет какой-то еврей и скажет, а что это среди вас сидят ингуши тут? Не понял. Как ты думаешь, ингуши это заденет или нет? Это оскорбит их? Тут такой важный момент, Стелла. Я не думаю, что ингуши будут сидеть с евреями в еврейском чате. Ну ты ошибаешься, с нами ингуши сидят. Секунду, я не об этом сейчас говорил. Секунду, Илай, во-первых, к нам ингуши, да, заходят и да, сидят. С нами сидят все. Я тебя даже удивлю. Я сижу и с арабами, я сижу и с курдами, я сижу и с персами, да, с Ирана. Я сижу с кем угодно. Мне главное не откуда национальность или религия, мне главное человек. И я тебя этим, может быть, удивлю, но я сижу с разными народами. Мне-то вообще плевать. Главное, чтобы человек был человеком. И если ты думаешь, что в Израиле живут только евреи, ты глубоко ошибаешься. На самом деле Больше половины моих друзей, они вообще не евреи. Человек, если взять. есть человек. Вот этот парень с греческой скульптурой на Аве, кто он вообще? Секунду, но ты мне не ответил на мой вопрос. Как ты думаешь, ингуши, Извини меня, ингуши иногда это задело бы? Погружаясь в мысли, я не замечаю, что у ты тебя говоришь. дефицит внимания, я понимаю, поэтому у тебя отвлекаются мысли. Я повторюсь еще раз спокойненько. Ты зашел к евреям, сидишь с евреями, и еврей заходит к еврею и говорит, а что этот ингуш сидит тут? Тебя это заденет или нет? Нет, Просто по-человечески. Я не знаю. Посчитаешь ли ты... просто представь Опять ситуацию же, такую. Дай мне, пожалуйста, сказать. Я не знаю, посчитаешь ли ты потом же еще раз, что я не ответил на твой вопрос, но я тебе скажу, как я считаю лично. Я считаю, что ингуши не будут заходить в стрим евреев и сидеть с ними. И все. Я тебе говорю, что есть ингуши, которые сидят. И сейчас ты можешь это говорить, но секунду. Я считаю, как я считаю. Разговор не что... об этом, Илай. Почему ты не сосредоточишься на вопросе? Просто абстрактно представь ситуацию. Ты сидишь, неважно, не у еврея, хорошо, сидишь в любой другой, не знаю, у американцев, у французов. И заходит какой-то француз и говорит, а что это ингуши у вас сидят?
Убери евреев с этой группы вообще. Тебе это будет приятно или нет? Заденет или не заденет? Что еврей скажет убрать ингуша? Нет, евреев нету. Хорошо? Эфир не евреев, любой другой нации. Любая другая нация скажет, что ингуша убрать? Любая другая нация ведет эфир, сидит с ними ингуш, и заходит с той же нации человек и говорит, а что это ингуши с вами сидят? Как ты будешь чувствовать себя? Я не буду за них что-то чувствовать. Тебя не оскорбит это? Нет. Да, он Ты слишком лжешь. молодой, Стелла. Ты лжешь, понимаешь? И самое Нет. главное, что первым делом ты хотя бы себе не лгал. Это я тебе точно скажу. Но, наверное, я верю в это. Не, реально верю. если это мне лично скажет, Предложение, секунду, Илай, предложение, которое очень красивое, не просто так выдумано и сказано. Никогда сытый не поймет голодного. То есть, пока ты на своей шкуре это не прочувствуешь, ты не поймешь еврея. Да? Вот то, что мы сейчас почувствовали, ты А считаешь, ты говоришь, что это нормально. ты намекаешь на такое. то, что евреи голодные, что ли? Нет, ты послушай даже, ты даже не понимаешь, на что я намекаю. Слушай не дословно, да, а в переносном смысле. Ты зашел, оскорбил евреев, но считаешь, что это не оскорбительно. Поэтому я говорю, что пока ты это на себе не прочувствуешь, ты эту ситуацию не поймешь. Ты должен это прочувствовать на себе. Вот когда ты зайдешь в какой-то эфир, из какой-то национальности зайдет и скажет, а что ты с этими ингушами сидишь? И вот тогда ты это на себе прочувствуешь. Теперь, когда ты заходишь и говоришь как-то такое оскорбительное, для нас, вот я тебе говорю, меня это оскорбило. Стелла, ты можешь Когда считать, ты что это... Секунду, Илай. Когда ты такое говоришь, не ожидай от людей чего-то другого. То есть, если ты приходишь с агрессией, ты получишь агрессию. Ты придешь с добром, ты получишь добро. Другой фикции тут нету. Хорошо, Стелла, ты закончила? А? Закрой микрофон. Хорошо. Я считаю, что ты очень-очень сильно обобщаешь, во-первых. Во-вторых, что ты пытаешься мной манипулировать. Что бы ты ни сказал. Ты можешь назвать это эффектом молодости, но я стою на своем мнении. Я манипулирую, потому что я хитрая еврейка. Все правильно. Да. Больше Да, по-другому. хитрость, качество ума. Это ты говорила? Да, молодой хочет пацан. облапошить тебя, и чтобы ты больше не молился на черный камень, а молился на стену плача. Да. Молиться этим фалосом, которые на члены похожи, я не собираюсь. Да. Только впереди не А будет что, никогда. А то там твои предки члену молились? мацают всех. Извиняюсь за откровенность. Твои предки что, члену молились? Как тебя? Аллай. Что? Твои предки члену молились? Мои предки, не знаю, но я никогда не буду и не молился. Вот что я могу сказать. А что ты тогда фаллосы, озвучиваешь? Озвучиваю, потому что так и было. То есть Озвучиваю, твои потому что предки есть эти молились вот этим есть эти органам. как сказать тебе, эти штуки, которые на их похожи, знаешь. Если вы говорите мне, обернись вспять и вернись к своей истинной религии и предназначению, я не собираюсь, потому что я не собираюсь молиться фалосу, Вы же сегодня понимаете? дырке Аллаха поклоняетесь. А дырке почему можно? Что? Я не поклоняюсь никакой Ты дырке. еще видел Тут речь Аллаха, сугубо обо мне, а не о которую других народах. лежите за Почему вы деньги? все в этом чате обобщаете одинаково? Я не Вот понимаю. эту дырку, вот этой дырки кто раком встает 5 раз в день? Что? Дырки Аллаха 5 раз в день, кто раком встает позу? Вот все в этом сейчас в чате слышат эти слова, что он говорит. Вендетта, доброй ночи. Он молодой, 19 лет ему. Секунду. А что тебе не нравится в том, что он говорит? То есть тебе можно говорить фалосу, а ему нельзя говорить дырки? Я не затрагивал Бога, извини меня, Стелла. Секунду. Дырка это Бог уже, да? Дырка Бог ваш. Я не затрагивал, Стелла, конкретно Бога. Представь мне Бога в языческой культуре. А где ты видел фалосы? Ты можешь объяснить, где ты видел, что кто-то молился фалосом? Я видел вот эти штуки, вот эти у коренных народов Кавказа, вот с чем Эту дырку Аллаха сейчас покажу, куда вы сегодня лежите, друг друга давите, убиваете, раком встаете.
Это ваш бог, да, это дырка? И мацают друг друга, походу. Стелла, у меня к тебе вопрос. Вот что ты скажешь насчет тех слов, что он говорит вендетты? Он говорит тебе правду. Я тебе скажу, что я тебе скажу, что делает Вендетта. Вендетта, войнавский еврей. Он тебя, это в психологии это называется отзеркалить. Okay? Отзеркалить? Ты да, хочешь сказать, что это твое какие-то слова поведение. нужны, что ли? Конечно. Вообще нет. Вендетта, войнавский Потому еврей. что я про Вендетта. Бога ничего не сказал. Скажи на войнавский что-нибудь, скажи им. So Allah dabasha gu inshallah. Allah поджилет dabasha гухса. Мы что, давай говорим, что выше. Дела с инструменты, а прямо де Петра с раком хуатох Allah. А с хуоту говорит раком, блядь. Астот. Губами. Блядь, позориться, мади. لا ديل دا تيه باقل بيا وخايم بلا نوخشي دغلغي ديش لوشيل هو تيه بورشا يا Вот кому говоришь, мы жертвуешь? عدايا Вот такие, خو как ты, بيدر жертвуешь. استينيل تق بيدر грёбаный он غزري هاي ناس فالس يرعون تيعي ولا يشرق فالس هون تيعي ولا يشرطاعن تيه باقل Мычаваха, где ты? اتسالخ عرقل ريوبا لا تكابر او تيتري Мычаваха. صالخ انت يا شوق ترون دا راكم هوتن Асбек вея хоя мычаваха. Асвоя он хочешь духон. Отаг яц бокас. Хапаймар яц таг. Берчуш хлёл пидор грёбаный. Вендетта ему 19 лет, Вендетта. Он Коран видеть не видел. Стелла, Неважно, Дима, неважно, сколько ему лет. Понимаешь, его поведение... Но Вендетта Коран наизусть знает. Неважно, что он видел или не видел, понимаешь, он только что пытался оскорбить мой народ, принизить мой народ. Я бы хотел задать Стелле вопрос на самом Юля, деле. это все может измениться, он действительно молодой еще. Он молодой. Я понимаю, что все может измениться. Я думаю, что в жизни все может измениться, серьезно. Это все Никто, я это не оспариваю. Я это не оспариваю. Все в жизни может поменяться на 180 градусов. Стелла, у меня вопрос к Стелле. Ты знаешь, Стелла должен быть и кнут, и пряник. Стелла, ты меня Человек послушай. должен понять, что он не может принижать какие-то другие народы. То, что все люди одинаковые. В любом народе есть хорошие Он и это плохие. поймет со временем. Он это поймет. Я думаю, что он поймет это серьезно. Вот у меня Стелла, можешь мне задать тебе вопрос? Меньше будет идиотами сидеть, думаете? Давай. Своего аргумента нету. Чтобы он поменял считаешь, свое что я мнение, религиозный у фанатик, него нужно забрать YouTube, который понимаешь, оправдывает что он всё там ислам? смотрит и слушает. Если я считаю, что ты религиозный фанатик, А? я просто не... Твой вопрос был, если я считаю, что ты религиозный фанатик? Да, считаешь ты? Я не думаю, что ты знаешь религию вглубь. Я думаю, что я ислам знаю лучше, чем ты. Но это на самом деле не удивляет. Но вопрос был в том, что считаешь ли ты меня религиозным фанатиком и тем, кто оправдывает всё исламом? Я не думаю, что ты религиозный фанатик, но я думаю, что ты попадаешь под влияние общества. Какого? Общества Тебе лучше всего. знать. Вот. Мне не лучше Пропаганда, знать, потому новости. что я считаю, что я Вот, не Илай, попадаю. ты же живешь в Европе, правильно? Да. Окей. Скажи, пожалуйста, ты думаешь, что... Вот как ты думаешь насчет ситуации, которая вот сейчас в Израиле, да? Израиль воюет со всеми сторонами, да, вокруг себя. Миллионы народов вокруг, арабов, воюют с одним маленьким Израилем. Ты ушел на чашку, я не знаю, что тебе сказать. Ты слышишь, да, меня? Говори. Нет, ты просто ушел на чашку, я не знала, слышишь ты меня или нет. Я сейчас слышу тебя. Значит, смотри, в нашем 10-миллионном народе в Израиле из 10 миллионов 7 миллионов евреев. Остальные это мусульмане и христиане и другие народности. Да. Значит, когда на нас напали 7 октября,
Да? На следующий день уже были страны, в которых вышли с пропагандой «Free Фалустина». Как ты думаешь, вот эта пропаганда, где мы видим каждый божий день, где эти проплаченные за 30 евро в час ходят с плакатами, и которых подходишь и спрашиваешь, где эта Палестина, они ее не знают географически, даже где она находится, да? Я считаю, что это полная деградация, дебилизм. Окей. Я думаю, что многие из молодежи попадают под эту пропаганду. Они не И понимают... ты считаешь, что я тоже пропадаю? Я думаю, Белла, что... я тебе... Вот я думаю, даже если я скажу тебе, ты все равно будешь считать меня за того, кто попадает. Смотри, мы с тобой не близко знакомы, мы только пообщались, да? Может быть, действительно в твоей жизни встретился еврей, который тебя кинул или что-то сделал. Ведь мы, евреи, такие же люди, как и все. У нас есть и педофилы, и дебилы, секунду, и убийцы, и насильники, и достойные люди, и хорошие люди. У нас есть все, как у всех. Мы такие же люди, как все. Понимаешь? Ничем не лучше и не хуже. Поэтому, может быть, в своей жизни действительно ты встретил кого-то, кто с собой отнесся к тебе нехорошо, и с этого ты сделал вывод на весь народ. Я могу тебе сказать, что, смотря с высоты моего возраста, да, мне 46, я тебе могу сказать, что из-за того, что какой-то ингуш зашел и отнесся ко мне неуважительно, я не буду это перекидывать на всех ингушей. Это не поменяет мое мнение. Хорошо. Понял. Тебе даже более того скажу, так как я носитель азербайджанского и турецкого языка, я захожу на многие... Ты полиглот? Ну, не полиглот. Вот тут сидит парень рядом, он действительно полиглот. Я знаю несколько языков, да. Ну вот это и есть полиглотия, знать более 2 языков. Ну, это недостаточно, чтобы прям меня называть полиглотом. Вот он действительно полиглот, он там знает больше 12 А языков. речь не о нем идет, о тебе идет речь. Ну, я знаю несколько языков, с которыми я росла. Я не знаю. Хорошо. Значит, смотри. Ну, извини меня, пожалуйста, я не меняю свое мышление никогда. Нет проблем, ты не обязан. Это твоя жизнь. Хорошо, спасибо. Спасибо, что не лишаешь меня этой возможности. Это твоя жизнь, еще раз. Смотри, когда человек в своем сердце таит ненависть к кому-то, ему жить с этой ненавистью. Ведь мы с тобой не соседи, мы с тобой даже не граждане одной страны, поэтому мне не жить с тобой и не делить один хлеб. Ты останешься с этой ненавистью, а ты же Россия. Я израильтянка. Я тоже из России граждан. Я израильтянка, говорю. Ну, гражданство у тебя российское? Нет, как оно может быть российское, если я живу в Израиле, а родом из Азербайджана, из Баку. Поэтому ты очень хорошо разговариваешь на нет. русском языке. Ну, видишь, хорошо, значит, учили в Баку нас русскому языку. Не, слишком хорошо, как будто генетически у тебя этот русский язык. Вот, и еще моего малого не слышал, который родился в Израиле, и говорит намного лучше меня на русском. Это хорошо, ему 10 вот лет. это. Понимаешь, мои дети, например, знают английский, иврит и русский. Это говорит о том, что мы вкладываем в своих детей. Вот когда ты женишься, у тебя родятся дети, пожалуйста, не вкладывай в них ненависть к какому-то народу. Это единственная моя просьба к тебе. Окей? Оставляй свои чувства. Вот смотри, у нас есть война в Израиле с арабами. Но я никогда в жизни не позволю себе внедрять в мозг моих детей и вкладывать им ненависть к арабам. Почему? Потому что есть арабы хорошие тоже. Пожалуйста? Да. Вот, мне никто не вкладывал ненависть, и вот я считаю, что в том, что я сказал, я никак ненавистно не вырезался. Я сказал, что евреи люди неискренние, и к ним стоит особенно относиться цинично, но это не ненависть. Это лишь критическое мышление, понимаешь, и все. Вполне возможно, что у тебя была ситуация в жизни, где к тебе отнесся какой-то еврей нечестно, и ты переводишь это на Да, местное. еврей никогда не скажет, что он еврей.
Ну, мы же говорим, что мы евреи. Как не скажет? Ну, я же говорю, что я еврейка. Вика же говорит, что она еврейка. Я не понимаю, а почему ты решил, а почему ты решил, что еврей никогда не скажет, что он еврей? Не понимаю. Ты что, думаешь, что мы своей национальности? Возможно, потому что они знают, что они евреи. Нейтралит. Ему просто там какой-то хадис, какую-то это объяснили, что еврей никогда не скажет, что он еврей. Не, еврей это мой всегда... собственный вывод. Подожди, Не пытайся мной манипулировать, пожалуйста. А Не вот пытайся ты манипулировать. У тебя собственный опыт, чтобы был, да, чтобы опыт был, ты сначала должен какой-то иметь практику там контакта с евреем. У тебя полный ноль. Отсюда вывод, что ты наслушался какой-то хренотени. Вон как этот хадис, какой-то, пускай Пармат меня поправит, какой-то чувак идет там, какой-то Валбалай, Валбудай какой-то. И сзади еврей, короче, он раз так достает свою шашку, ему сразу перед этим под горло, короче. А ну-ка, говори, что ты делал, когда сзади меня шел? Я бы сейчас прикол такой сказал, но не буду, ладно. И тот такой говорит, плачет, заплакал и говорит, не убивай меня, короче. А этот у него спрашивает, а ну говори, наш пророк сказал, что вы мусульманам всегда будете, короче, ну, как бы вред какой-то делать. И тот заплакал, испугался и говорит, я больше ничего не мог, просто шел сзади тебя и твою тень топтал. Это вот из этой оперы, то, что вот наш Элай говорит. Это хадис Ибн Ануса. Но он откуда бы это ни брал, он в любом случае заблуждается, потому что вот я еврей, я без проблем говорю, что я еврей. Это ложь. Подождите, а вот этот арабский еврей из Дагестана тоже. Нет ничего плохого в том, чтобы быть мусульманином, вот что я хочу сказать. Вот пришел Асват, который в переводе черный, да, а сам в белой точкой пришел. Сейчас тебе еще двойной штраф поставят, если ты меня мой адрес пикнешь, короче, или пукнешь. Кто? Я? Мне ничего не, вот этот араб. Белая точка. Асват, тебя менты остановили, что они тебе сделали? Не могу сказать, отсосали. Видишь? Представь, вот этот вот дедуля. Не, представь, смотри, вот этот дедуля, да, у которого там правнуки уже 100 Вот чему он научит там своих правнуков? Вот залез сюда, представь, среди вообще разные возраста здесь люди. Он 100 человек, короче, слушает. Раком стоять он научит, раком. Я такой, каким ты хочешь, Ибрагим, разве нет? Я вообще не хотел бы, чтобы ты был вот таким говнюком. Извини меня. Не хотел? Со всем уважением к твоим годам. Но сам же ты стал говнюком, чтобы других этим же. Кстати, Асва, ты заметил, как тебя Бог быстро наказал, да? Ты только сказал гадость в сторону Ибрагима. Я только рад, да. Я говорю, хвала ему. Прямо ответ получил на месте. Хвала ему за каждое наказание, которое он мне посылает. Ну, радуйся наказанию. Конечно. Вы что думали? Фраеры не умирают, продолжай платить. Опять Аллах на нашей стороне. Жаль, что сердце не видно, которое у тебя в этот момент. На языке ты говоришь хвала Аллаху, но вот бы сердце увидеть. В сердце 100 там Кришна. Харма, ты представляешь, он только сказал гадость в сторону Ибрагима, как в ту же секунду к нему подъехала полиция, он говорит, подождите, ко мне полиция подъехала, и ушел. Это были мои знакомые. Как быстро ушел, да? Полиция видит сразу, короче.
Да. Значит, виновный в чем-то, виновный. Полиция увидел, сразу телефон убрал с ТикТока, вышел, короче. Короче, все менты твои кенты, да? Где ты живешь? Все менты Привет, твои Витал. кенты. Да. По-любому за ним что-то есть, какой-то хвост. Антитеррор, орх, это что такое? Тут есть те, кто немецкий язык знает. За ним Масад охотится. Ich kann, Wie heißt du? Wie heißt du? ich kann ein Ich heiße bisschen Eli. auf Deutsch sprechen. Was? Ich heiße Eli. Elia. Okay, ich heiße wie alt Eli. bist du? Juden? Wie Juden? alt Ich bist du? bin, Elia. Elada ich bin Juden. 19 Jahre alt. Gut, wo hast du Deutsch gelernt? Ich habe Deutsch in Только der не Russland говори, ты gelernt. еще и немецкий знаешь. То я уже... У меня будет взрыв мозга. Ich habe Deutsch in der Russland gelernt. Красавчик, Bist du- молодой пацан, красавчик. Bist du ein Russe? oder Weißt du, was? warum, Entschuldigung, weißt du, warum ich habe so Deutsch gelernt? Warum brauchst du es? oder? Ja, nein. Willst du nach Deutschland fliegen oder Ich so? heiße Nein, das ist... Fritz. Ich heiße Fritz, Sonderkommander, Officer. А, вот он. ССовский. Яхуд. Hände hoch. Nein. Du bist kein Offizier, Bruder. Зрубабел, Гитлер Warte, тебе кем warte. пригодился? Bist du ein Russe oder was? Зрубабел, Гитлер тебе кем пригодился? Ты говоришь мне? Не-не, вот этому Зрубабелю. Hitler kaputt? Ну, он капут. Ja, Hitler kaputt. Асмат, важно, Вы говорите, как этому? важно, кем он тебе придется в скором В фильме будущем. вы говорите по-немецки, и тот такой, Гитлер капут. Стелла, кто придет? Ты спросил у него, кем он ему приходился, а я тебе говорю, что это не важно, кто кому приходился. Важно, кем он тебе придется в будущем. Это был намек, надеюсь, ты его понял. Entschuldigung, wer hat mit mir gerade auf Deutsch geredet? Я ничего не понял, но было интересно, да? Я не Wer удивляюсь, hat, понял. wer hat mit mir gerade auf Deutsch geredet? Ich habe mit dir auf Deutsch geredet. Ibrahim, weißt du, warum ich mag Deutschsprache? У тебя немецкий, брат, как у меня японский. Ich glaube, dass du nach Deutschland kommen willst oder nach Österreich. Nein, ich bin lange in Deutschland. Ich lebe in Deutschland gerade. Какой-то еврейский террорист. Ja, okay. Was machst du hier? Ich studiere. Nein. Warte. Was machst du, Juden? Da, Deutsche Sprache, deutsche Sprache ist Hier sind, englische Sprache. warte. Verstehst du? Hier sind Знаешь, что я Kafir. сказал? Я сказал, что немецкий честный. Hier sind Kafir. Wie kannst du bei Кефир, Kafir? кефир. Bei Ibrahim, Kafir. wo hast du Я Deutsch за кафир, альхамдулилля. Кефир. Очень Стелла, извини меня, почему ты сказал, говори что на у тебя арабском. будет взрыв мозга, если я немецкий знаю? Du darfst не nicht про hier тебя, я leben, про Зубабеля Bruder. говорила. Mein Bruder, du kannst nicht hier leben, du darfst nicht hier leben. Ibrahim, wo hast du deutsche Sprache gelernt? Эй, говорите Пусть не по-русски. смех на Unterschied, на Kolkomen. In Österreich. Говорите по-русски, говорю. Ich lebe in Österreich, in Wien. Астафирла. Кефир Seit очень 2005 bin ich in Österreich. Du, вкусно. wie lange bist du schon? Давай, заставь. Wie lange bist du schon in Deutschland? Ein Jahr. Ein Jahr? Ja. Aber ich habe schon in Ingushetia gelernt, Deutsch. Okay. Ja, aber Moment, du darfst nicht hier leben. Weißt Warum? du? Warum? Nein, hier sind Käfer. Und du Welche musst da Käfer meinst du?
Du musst nach Afghanistan oder Mauretanien oder Somali, ich weiß nicht. Nein, warum meinst du so? Warum Ja, sagst du das? oder Plastilina. Was für Plastilina? Ich verstehe die nicht. Willst du nicht mit Palästina zusammenleben dort unten, oder? Nein? Элька, что с Wieso? тобой? У тебя аватарки, как будто у тебя перед Schau, лицом взорвался. in Afghanistan gibt es Scharia, oder? Кто знает, как сказать? Кто знает, как сказать на Ich kenne немецком? nicht Scharia. На немецком Was- как was? сказать? Говорит по-немецки не мешки ворочить. Как сказать на немецком? Кто скажет? Это очень сложное предложение, я не знаю. Я думаю, ты лучше знаешь. Прямо так и говорят. Немцы говорят это на русском. Ну, никто не может сказать? На своем Видите? языке они не могут говорить, поэтому говорят на русском. А мешки это с чем? Внутри что? Деньги? Алло, 29, ты, Асвад, sprichst du Ibrahim, Deutsch? Ibrahim, ich habe eine Frage. Асвад, если ты нам скажешь, Wo сколько bist du твой штраф, selbst? сколько твой Wo bist штраф du был, selbst? я скажу на немецком это. 20 рублей. 20 рублей. In Österreich, in Wien. Неправда, неправда, рублями ты говоришь. Живешь в Европе, говоришь рубли. 20 рублей хватило им, да. Честно, скажи, сколько получил? Честно, не в обиду, без всяких этих. Сколько получил? Но в России больше штрафов нету. 20 рублей и все, езжай дальше. Ты же не в России живешь, Асвад. Что с тобой? А где Что же? такое 20 рублей сегодня? В Австрии живет. Коробка спичек. Асват, вы что, в Австрии рублями начали платить? Асвад, ты здесь уже 25 лет живешь, ты два слова, почему на немецком не выучил? В Казахстане есть немцы, я у них не учился. У него блокировка стоит. Ну я же мусульманин, Короче. я же тупой, я же не способен учить языки. Да ладно, не обижайся, брат. Мы тебя не это самое, не обижайся. Что-то. Не, почему обижайся? Почему решил, что я обижаюсь? Ну не считай себя таким. Зачем ты говоришь о себе такие вещи? Я не Ну, разрешаю. это согласно вашим писаниям, ученым и так далее. Так. Я себя таким, конечно, не считаю. Я осуждаю это, потому что это неправда. Мы тебя, братан, мы не хотим тебе ничего. Не, вы, если бы вы так не думали, вы бы так и не говорили бы, что вы говорите. Мы не желаем тебе ничего Асват, плохого. Асват, ты прав, ты тупой, все, мы так думаем, по нашим писаниям. Прям Ну, так я и написано. тоже вас Асват считаю тупой. тупыми. Я В вас наших тоже... писаниях так и написано. Асват с Австралии тупой. У меня в книге тоже написано, что вы самые тупые. И что теперь? Ну хорошо, все, живите с этим, и мы будем жить с этим. Так, подожди, Стелла, не путайте нашу Австрию с Австралией. А, с Австралии, я извиняюсь. Нет, представь, здесь знаешь, что есть? Короче, в Австралии тоже это есть. Здесь в Австрии есть в аэропорту специальное помещение для тех, кто... Ну, кстати, он живет в Австрии, он не Смотри. живет в Австралии. Не, смотри, Он живет в Стелла. Те люди, которые летели в Австралию и прилетели в Австрию, для них специальное помещение. Не, реально люди путают, когда покупают билет, и вместо Австралии берут в Австрию или наоборот, вместо Австрии. Здесь Дело в в том, что аэропорту... на иврите это очень четко. Или Острия, или Австралия. Как бы там невозможно перепутаться. По деньгам, Ну, знаешь, какая разница? я аж По деньгам это какая разница? Билет в Австралию, короче, и Австрию. По деньгам огромная разница бывает. Не, прикинь, реально это есть. Здесь есть специальное помещение в этом, в аэропорту, где вот те, кто летели в Австралию и прилетели в Австрию. То есть Впервые это в часто, жизни это часто бывает. позавидовал людям впервые в жизни. Вот. Посетителям этой комнаты. Как легко им живется. Мы тебя с этого Вильнюсовского вокзала, братан, скоро вытащим.
Держись. Да. Короче, в Вильнюсе на вокзале Русские войска освободят Латвию. надо будет памятник поставить как-нибудь в будущем. Будулакам, которые приезжали. Памятник, о котором Илай говорил. Памятник Будулаю, да? Да, памятник Будулакам, которые приезжали туда, в Вильнюс. О чем ты говоришь? Ночевали, короче, на вокзале. О фалосе. Я же верно сказал, да? Да, конечно, в Вильнюсе. Подожди, вот это палестинцы, это от слова фалос. Конечно, вот спасибо, Ибрагим, красавчик. Вот ты При чем узнал, здесь, откуда при чем происхождение. здесь Палестина? Я тебе скажу, при чем. При чем? На арабском Я языке просто нету буквы «П». «П» они не умеют. Я это тоже изучал, я знаю это. Фалостин. Вот. Поэтому они Фалостина, а не Палестина. Палестина. Не, они на Фалостин это называется, это, то есть на русский, если перевести, это называется... Короче, вы туда приезжали с плакатами придумала на кораблях. Ты знаешь, кто первый кричал «Free, free Palestine»? Кто? Как раз-таки евреи, когда они боролись с британским мандатом. Стелла, на самом деле, я не знаю, с чего вы взяли, что я как-то прям озабочен этой Палестиной, всем этим, на самом деле, но это не так. Да я уверена, что вы не озабочены Палестиной. Вы просто все, Я тебе наверное, даже вывод более сделали, того такой, скажу. посчитали Те меня. мои друзья, одним из всех войнахи, которые живут в Германии, Я лично никак, их знаю. я никак не ссылаюсь ни на Палестину, когда бывает там Лай, конфликт, Лай. связанный с историей. Я Никогда. от своих друзей войнахов лично знаю, как они с арабами дерутся, потому что менталитеты разные. Я тоже Не очень понимаю. много раз. Не представьте, Ладно, вот самое тут главное, что ты не глупый. какой-то петушок пишет мне. Так, по-моему, удалили модер. Илай, Типа, короче, Аджун Кунту. типа материться Что? на меня. Твой типа седьмой отец, твой отец в седьмом колене, короче. Вот это. Что ты хочешь мне сказать, Бабил? То, что я про палестинцев сказал, типа мне говорит твой отец. Да, я вот не пойму, вот до того чмо, да, который даже не может. Вот я для него как бы не свой, да, вот какой-то палестинец для него свой. Вот это вот я не пойму, что с вот этими людьми вообще там в головах у них происходит. У тебя Я говорю, тоже это, Элай? Тебе повезло, Элай. тебе, что ты не попал на эту пропаганду, тебе действительно повезло. Но Элай. другая пропаганда тебя задела, понимаешь? Илай, если будет пользоваться своими мозгами, он не глупый, совсем даже не глупый. Вот, У Дима, него ты все просто будет научишься, хорошо. понимаешь. Да, но он увлекся идеологией нацистской тоже. Дайте Не в обиду, Илая. Ибрагиму Не в спросить. обиду, Илая. Признайся. Дайте признайся. Эвергиму спросить, пожалуйста. Да, тебе кто ближе, Элай? Палестинец или чеченец, ингуш? Конечно, мне чеченец ближе. Ты чё? Я это уже дал знать, когда я зашел сюда. Эй, Ибрагим, просто Уже- честные люди всегда на стороне угнетенных. Мне всегда смотри, ближе ты- чеченец и ингуш, чем любые Ты народы. вот этот Асват, для тебя же палестинцы ближе, чем чеченцы? Для меня? Ближе, чем чеченцы. Не, вот этот вот сюда зашел, который раб Асват. Для него же палестинцы. Географически ближе или как ты имеешь? Нет, как же ты своих считаешь близкими. По крови, Ближе по тебе, своей. по духу, по крови. Ну, ближе, Которые чем с русские Ельциным и вот дёсна эти твои целовались. друзья. Ближе, чем русские и эти твои друзья, да. Конечно, ближе, да. Извините, я бы хотел ответить этому Диме Ильясову. Тебя палестинцы же ближе по духу, Можно по крови, палестинцы- чем чеченцы. сказать, пожалуйста? Палестинцы с дёсна целовались с Ельциным. Дима, ты меня слушаешь? Я Это тебе можно просто сказал. там. Так, такие делаешь, когда такие Ну. делаешь, сосаться. Ельцин вроде ваш, а тот, наверное, тоже был. Нет, Ельцин наш? Нет,
Когда это его обсасывал, Короче, когда пепел это... красной коровы. Дима, дайте Пепел мне красной что-то коровы сказать, работает. пожалуйста. Мы Хорошо, люди Ибрагим Дагестана, Ваш. Кавказа, никогда так не Ибрагим Ваш. опускались и не опустимся. Зрубабель, Ибрагим Ваш. Ибрагим наш родной. Хорошо, 100%. тогда почему Ельцин не может стать важным? Почему Ельцин не может стать важным? Ельцин чмо. Да, Ельцин сегодня твой он как чмо. раз, Асват. Он Асват, арафатский. Ельцин со своим пятаком. Кто не пьет наш чай, тот смог. Не, он же принял вас как своих, да, он же переехал из русского народа в ваш народ, он же переехал. Да. Кто принял Смотри, нас? Ельцин, смотри. Ельцин еще в помине не было. Его даже Асват, Ну, то, что с в ним яйцах целовался его Арафат, ни о отца чем не мне не было, когда мы говорит. были на Кавказе. Асват, Не целовались? Асват, смотри, Асват, если бы Ельцин шахаду произнес, ты бы сам бы его в пятак поцеловал бы. Ну, сейчас он, наверное, произносит шахаду, но это ему не помогает, да. Сколько ты получил штраф, честно скажи? Что-то ты вообще не веселый какой-то пришел. 20 рублей. Я специально держу всегда. Алло, кармане можно мне 20 кое-что рублей, сказать, да, пожалуйста? Я Говори, бы хотел говори. к Диме обратиться. Да, да. Дима, почему ты считаешь, что я пользуюсь не своими мозгами? Я говорю, будешь пользоваться своими мозгами, далеко пойдешь и будешь правильным. А почему ты так считаешь, что Ну, это не мои потому что мозги? поначалу ты так зашел. Дима, знаешь, в чем? Знаешь, как я бы тебе ответил? Я лишь сказал свое мнение, это была маленькая формальность, но Ну, все зато сидящие в Ибрагиму, этом с кем ты чате, сидишь, точнее, это уже голосовом чате, хватило нам. начали пытаться мной манипулировать, обобщать сильно. И вы хотите таким образом, чтобы я вашими мозгами пользовался? Вот смотри, Так ты же начал всех обобщать, ты начал. Да. Ты самый молодой. и самый- Я сказал лишь свое мнение, и потом Твои. я сказал, что я больше ничего не скажу, просто свое мнение выразил. Все правильно. А в итоге ты понял, что ты попал нормальным людям, которые старше тебя намного. Я тебе Ну, в говорю, у меня итоге, младший сын твой ровесник. В итоге, да, на самом деле люди, ну, Сади умные, без салагердо. образованные. Это самое главное, брат. Это самое главное. мой родной. Особенно, если сказать Стелла, на самом деле, широкий кругозор, если честно. Доморгердо. Что вы говорите? Кто-то из вас учится по профессии? Им не нужны профессии. Не говори. Вот Они этот боги, Асват они учится правят на миром. араба. Работает по профессии. Илай, я тебе знаешь, что скажу? В Израиле даже тот, кто работает на стройке или там подметает, он уже считается герой за то, что он работает. Вот У нас спроси нет меня. такого, Пошли, мне на уже каком не уровне интересно. кто работает, где работает. Все одинаковое уважение ко всем. Все на одной Асфальт. ступеньке стоим. Где он-то делся, Асват? Вылетел, по-моему. Он почувствовал, что ты хотел, Илай, наверное, слышишь, пробить, сколько Илай? он заплатил штраф. Ибрагим к нему У полиция. нас уважение ко всем. Да, сейчас его там вообще мысленно, короче, эти джинов на него напустят. 20 рублей сказал, да, мы пришли еще раз. Илай, он слышит, Илай? Он ушел куда-то? Отвечаю, ему штуку евро точно всадили. Я слышу тебя. Ты хороший парень. У тебя все впереди. Тем более ты в Европе живешь. Ты кафир, ты за то, что в Европе живешь. Хорошо, что ты в Европе живешь, поверь мне. Ну и неспроста же я сюда приехал. И благодаря твоим родителям, спасибо твоим родителям. Я хочу попрощаться. Ибрагим, спасибо, Да, что да. поднял. И всем спокойной ночи, удачи, всего хорошего. мира. Доброй ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Всего хорошего. Будьте Еще раз с здоровы. праздником. Я очень рад, что вы меня приняли, я с вами пообщался. Я очень редко захожу. Я только заметила, кто Всегда мне только накидал наблюдаю. подарков. Спасибо большое. Не знаю, кто кинул. Большое спасибо, я только заметила. Будьте здоровы, берегите Всего себя, доброго. все будет хорошо.
Спасибо. До свидания. Перекинул я. Его зовут Я. Спасибо большое, я не видела. Спасибо. Так, где этот Асвад? Асвад, ты там Алиф Батаса учишь? Асвада оставь, да. Пожалуйста. Что вы еще можете интересного рассказать о еврейской культуре? Ибрагим, ты знаешь, что я вспомнила? Как имамы России освещали иконами христиане. Стелла, что ты еще можешь интересного рассказать? Что, я много чего могу рассказать. Ахлюсунна во Христе. Хорошо. Что ты можешь рассказать мне о истории ингушей и чеченцев? Смотри, на самом деле я с Ибрагимом изучаю всю историю, так как в советские времена была сильная цензура и не давали узнавать правду, да, то есть войнахов представляли как террористов, да, таких вот. Это правда? Захватывали, убивали. Поэтому я думаю, что большинство народа советского не знали всю правду. Так же, как говорят о том, что там только Советский Союз воевал во Второй мировой, не упоминая другие страны. Воевали все, на самом деле, жители России, там, Таджикистана, Ингушетии, Чечни. Не-не, я не говорю сейчас про Советский Союз, я говорю про Америку, Британию. То есть были страны еще, которые помогали тоже, но их никогда не упоминают в книгах истории, которые изучают в Советском Союзе, изучали. А ты, Илай, Также знал, какую для евреев сыграли роль в роли чеченского народа? Я бы времена, хотел когда сейчас их послушать депортировали. Стеллу, на самом деле. Когда депортировали. Нет, ты слышал, просто ответь мне, ты А слышал? ты зря, кстати, какую он роль очень сыграли? умный парень, он тебе много чего интересного. Я сегодня тоже его с радостью слушала, потому что он очень много интересного На рассказывал. самом деле, у меня нет желания его слушать никакого. Почему? У тебя не было, когда ты сюда зашел, много желаний, понимаешь? А сейчас ты ответь мне на этот вопрос. Ты знаешь, какую роль сыграли евреи в чеченском народе вообще? Ты знаешь, что они для чеченцев сделали? Для войнахов? Я знаю, что евреи никакой роли не сыграли для войны. Тогда, Ошибаешься. Стелла, расскажи ему. А ты знаешь, что евреи первые в лобби подняли вопрос в ООН по поводу чеченской проблемы, что их там убивают? В Ичкерии, что ли? Ну, то, что да, то, что была война. В Ичкерии, говоришь, конкретно? Да. На тот момент же она называлась Ичкерия, правильно? Да. Ну вот. В тот момент, когда никто не хотел поднимать этот вопрос, именно еврейское лобби подняло этот вопрос, чтобы это обсудили в ООН. И евреи упоминаются как герои или нет? В чем? В том, что они помогли чеченцам. Евреи могут не упоминаться. А ты знаешь, даже в сирийской войне, где Асад убил 500 000 своего народа, евреи не упоминаются тем, что они ставили палатки на границе Сирии и помогали там народу и лечили их там. Послушай, Элай, у меня брат погиб под Аргуном. Это все делалось тихо, спокойно и в скромности. Это никому У меня не брат погиб под Аргуном, воюя вместе со всеми, кто там были, чеченцами, погибшие. В войне за А кто ты сам освобождение по Чечни. нации? А ты слышал, когда депортировали, сейчас я тебе скажу, депортировали чеченцев, Ну, кто разумеется. дома чеченцев сохранил? Ты слышал, Разумеется. когда Ну, депортировали? разумеется. Слышал про это, кто сохранил? Ну, разумеется. Ну, а ты говоришь, ты ничего не знаешь про то, что какую роль сыграли для чеченцев евреи. И ты говорил, что там евреи никогда не жили до этого. Ты говоришь среди ингушей и чеченцев? А, среди Среди ингушей и чеченцев. чеченцев никогда, я считаю, не было евреев. Что ты, о чем ты вообще говоришь вообще? Ты, вот Ибрагим, вот он старший, вот возраст. Вот спроси, если мне не веришь, он тебе скажет. Вот Ибрагим, можешь? Я не хочу спрашивать Ибрагима, потому что он ссылается на Палестину и все это, на самом деле. Потому что для меня это какая-то примитивная... Никакая не реакция, Палестина. знаешь? Я тебе говорю про в Чечне, когда депортировали чеченцев из Чечни,
по мнению Ибрагима, я какой-то религиозный, больной мусульман, и поэтому я не собираюсь его спрашивать. Чеченские евреи сохранили дома. Вот подтверди, вот, Ибрагим, можешь сказать? Да, подтверждаю. Не то, что Это там ты оскорбляешь сохранили, а чеченцев. вообще евреи не прикасались там. Чеченские евреи не надо говорить. Ты бы Прикасались сказал там это к вообще домам, ни еврейскому к чеченскому чему, народу? и когда возвращали чеченцев, их вот так вот Ты бы с сказал это этим конкретно Войнахову? Скажи мне, пожалуйста, встречали или с что, ты бы сказал музыкой, бы? с танцами. Такое есть, это факт. В отличие от вот этого, то, что дагестанские братья мародерничали там, потом русских вообще там говорить нечего, потому что со всей России голодранцев собрали и уже готовое все вот так привезли туда, заселили. И там, когда чеченцев вернули, чеченцев не вернулись, а вернули, то есть когда вынудили вернуть, потому что, если кто не знает, нашу республику вообще упразднили. То есть у них не было в планах вообще возвращать нас. Там и есть даже вот эта версия, что изначально хотели рельсы в Каспии вот так вот провести, да, и просто сзади вот так вагоны толкать и туда позакидывать, короче. То есть вот это... Да, такая информация. Ну, что-то там помешало это сделать, и они туда вывезли. Ну, договорились, Там же да, тоже... ты просто скажи ему, как евреи, просто что евреи сделали. Вот этот нюанс ему уточни, вот этот нюанс, чтобы он знал. Да, евреи вообще не занимали дома, потому что сразу раввины там объяснили, чтобы вообще ни к чему не прикасались. А когда уже вернулись чеченцы, то встречали как бы с праздником, с танцами, евреи вот так вот встречали чеченцев. Это факт исторический. Чеченцев, ингушей. Ну что, Вы еще скажите, что Секунду, Илай, гаплогруппы G2, которые бывают... Илай, А что? Ты живешь в Германии? В данный момент нет. Гаплогруппа G2, что ты сказал сейчас? Секунду, Что в ты какой сейчас сказал? стране ты живешь, если не секрет? Я живу в Ингушетии. А, сейчас ты в Ингушетии. Окей, Да. вот предположим, ты живешь в Германии, когда ты жил в Германии. Кем ты назывался? Ингушом. Да, ну каким ингушом? Вот если у тебя гражданство Германии. У меня нет гражданства Германии. Нет, вот предположим, что есть. Представь себе, что ты гражданин Германии. Какой ты ингуш? Ну, гражданин, смотри, Стелла, гражданином можно быть нескольких стран. Мгм. Гражданином ты Ну, можешь быть, если ты у тебя... будешь немецким ингушом или ингушским ингушом? Ни в коем случае не буду немецким ингушом. В смысле? Если ты живешь в Германии, и у тебя их паспорт. Не, на официальном уровне возможно. Мгм. Так что тебя удивляет, когда Но говорят, что... это же не изменяет мою кровь. Так что тебя, что тебя удивляет, когда я говорю, что я еврейка из Азербайджана, или кто-то другой говорит, что он там, не знаю, еврей из Украины или еще что-то? Что в этом удивительного? Стелла, вот на самом деле, вот тогда, когда ты это сказала, я тебя неправильно понял. Я думал, что ты сказал, что ты еврейка из, если честно, из Войнахов. Нет. Вот я опять Есть же скажу, войнах я и евреи неправильно тоже. понял. Я неправильно Есть понял. войнах и евреи тоже. Но Есть если войнах ты и говоришь, евреи. что... Если ты говоришь, что ты азербайджанка еврейка, да? Ну, это... Ну, я знаю, что в Азербайджане, например, бывают чисто белые там азербайджане евреи, которые, короче, ашкенази их называют, я не знаю. Какие ашкенази? Ты о чем вообще говоришь? Секунду, там есть, нет, и там есть ашкеназские евреи, есть кавказские, есть горские евреи, да, там есть евреи такие. Он прав. Но я считаю, что и буду считать, что среди чеченцев и ингушей не могут быть евреи. Ну, понимаешь, что то, что ты считаешь, это просто не может стереть Ты историю. факты Потому что отрицаешь факты. по истории и по фактам они там были. И есть, кстати, сейчас тоже. Можно я ему кое-что объясню? Послушай, я уже тебе говорила, евреи — это этническая группа, которая проживает на территории Кавказа, а также на территории Центральной и Армении и Восточной, Азербайджана. а также на территории Чечни и Ингушетии Кстати, в том на территории числе. Армении меньше всех живут.
Да, а также на территории Дагестана, а также на территории Кабардино-Балкарии. Везде проживают евреи, как Мне очень этническая интересно. группа, понимаешь? Люди, которые живут среди ингушей и чеченцев, среди дагестанцев, среди европейцев. Ты понимаешь меня? Не, А, ну в вот войнах и в евреи таком, тоже. В войнах и евреи в тоже таком есть. понятии я тебя понимаю, но они по крови не являются чеченцами и ингушей. Никто же не говорит, да подожди ты, ну. Никто не говорит, что они по крови являются чеченцами или ингушами. Мы всего лишь навсего говорим, что еврейский народ проживал Тогда, среди ингушей и чеченцев. тогда стоит называть евреев, которые среди нас проживают, тоже ингушами и чеченцами, что ли? Они евреи, этнические евреи, Пусть которые они тогда проживают на этой останутся евреями, территории. но пусть Так они не они и будут. есть евреи. Евреи есть евреями. Ну, Они дело, же не знаешь, говорят. в чем? Как ты сказал, этническая группа, вот евреи есть везде. И там, где евреи живут, например, неважно, в какой стране, они называют себя, например, конкретно этой нацией. Никто не Понимаешь? называет себя другой нацией. Ну, Еврей евреи всегда обычно скажет, что считают он себя. еврей. Окей? Нет, евреи, которые проживают на территории Чечни и Ингушетии, они говорили, что они евреи. Они горские евреи. Так называются евреи, которые проживают на Кавказе, горские евреи. Бухарские евреи проживают на территории Средней Азии. Их называют бухарскими евреями. Евреи, которые в большинстве проживают в Центральной и Восточной Европе, их называют ашкеназскими евреями. Да, я знаю про европейских евреев, ашкеназы. Это